что узбекское законодательство действительно принимает во внимание интересы инвесторов. Да, узбекская экономика, может быть, какое-то время находилась в стагнации. И сейчас только появляются новые услуги, новые товары. И мы видим, например, изощренные, так называемые, правовые законы, которые принимаются в рамках реализации этих новых программ. В 2016-2017 году Узбекистан предпринял целый ряд различных инициатив и реформ для того, чтобы войти в глобальную экономику, для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность. Давайте посмотрим на законодательную структуру. Насколько она действительно готова принять и принимать во внимание интересы иностранных инвесторов. Да, есть целый ряд моментов, которых беспокоит. Например, насколько они будут поддерживать свои отношения с узбекским партнером, например, скажем, в рамках узбекского законодательства, если будет спорный момент, будет рассматриваться в узбекском законодательстве, в узбекских судах. И насколько суды готовы рассматривать такие дела. И говоря о роли, например, английского закона, прежде всего, давайте начнем с того, что гражданский кодекс, который мы очень хорошо знаем, который позволяет странам выбирать иностранный закон. Это не обязательно, чтобы был английский закон. Это может быть закон Конго, Кот-д'Ивуар, например, то есть берег слоновой кости и так далее. Объективные причины заключаются в том, что большая часть мирового сообщества, они понимают все-таки английские законодательства, английские законы. И объективно говоря, оно уже существует уже достаточно длительное время, уже несколько даже веков. И есть целый ряд различных сложных вопросов. И также это обеспечивает целый ряд различных ответов. То есть, если вы, например, попытаетесь структурировать конкретную сделку в Узбекистане, например, в рамках гражданского права или гражданского кодекса, то вы можете увидеть, что ответы, например, опции, да, то есть отзывать опцию, выдвигать опцию, там в законодательстве есть четкое объяснение касательно этого. Но не всегда, например, вы увидите, что судьи используют демократический подход в этом процессе. То есть это не только, скажем, судьи, но и также вообще правовые профессионалы, которые работают в этой сфере. Даже они говорят, ну, узбекское право не обеспечивает, мы не можем комфортно себя чувствовать, они не готовы предоставлять такое юридическое мнение. Но опять же, возвращаясь к роли английского права, что мы наблюдаем в настоящий момент? Английское право вообще не обладает такой миссией заменить право Узбекистана, отнюдь. Нет, английское право, скажем так, несколько полирует узбекское право и делает так, чтобы узбекистанцы рассматривали узбекистанские нормы. Давайте я вот так иначе скажу. Юристы начинают продумывать, что конкретно означает та или иная норма Узбекистана в сравнении с английскими положениями, когда они стараются проводить анализ правоприменительности, с тем, чтобы в конце концов так или иначе судебная система могла соответствующим образом принимать решения в отношении общественного порядка, а юристы могли сказать, нет, это как раз-таки идет вразрез с общественным порядком. И еще я лично вот что наблюдаю, что именно дает английское право узбекскому праву. Во-первых, сглаживает углы некоторые и заставляет правительство думать а также юристов, о том, что существуют определенные английские концепции, которые очень полезны. И сегодня, буквально на бытовом уровне, юристы начинают сталкиваться с вопросами гарантий, возмещений и так далее, первичная ответственность, вторичная ответственность и так далее. Некоторые опции, put options, call options, разные направления. Сегодняшнее узбекское сообщество так или иначе общается с инвесторами, с международными инвесторами. И в конце концов, так или иначе, нужно право применять практику. И, конечно же, прекрасная транзакция, которая, например, поддерживается каким-нибудь международником, они хотят все-таки видеть, как это реализуется и как это заработает, до какой степени мы можем гарантировать, быть уверенными в том, что то, что мы с вами сейчас пытаемся запустить, будет право применяться в суде Узбекистана, например. Действительно, здесь все-таки остается определенная серая зона, и да, действительно, эти концепции так или иначе статуторно должны быть закреплены. Другими словами, насколько эти концепции должны быть инкорпорированы в концепцию узбекского права. Да? То есть мы будем говорить и об этом с вами. Честно говоря, я не читал новый проект гражданского
кодекса от А до Я, но я слышу о том, что английские концепции английского права так или иначе внедряются. То есть, да, действительно, вот, например, в России был такой же подход. Некоторые элементы не давали инвесторам работать комфортно в России. Именно поэтому в гражданское право России так или иначе были внедрены определенные концепции для того, чтобы убедить инвесторов в том, что работать можно. Но это часть российского права. Теперь мы должны задать себе вопрос, насколько на самом деле нужно английское право внедрять, импортировать куда-то в определенные страны, пытаться работать только на английском праве. Или нам на самом деле все-таки просто необходимо изменить регуляторную of foreign investors того, чтобы привлечь. know for sure, okay, yeah, the basic things like basic Прекрасно базовые инструменты есть, базовые концепции английского права реализуются, и они уже внедрены в в узбекское право. of interaction of English law. Говоря о взаимодействии английского права и узбекского права, я склоняюсь вот к чему. Сосуществование двух юрисдикций – это и есть наш подход. Очевидно, будет воздействие от английского права, и оно будет положительным. Определение, например, дефиниции. На сегодняшний день Министерство юстиции и другие структуры соответствующего образа, которые вовлечены в эту работу, и судьи, они видят определенные серые области, видят не конкретику некоторую. И, понятно, на сегодняшний день они стараются повысить предсказуемость. А посему за последние 2-3 года многие инвесторы, которые попадают в Узбекистан, они, например, идут с очень такими сложно сочиненными, скажем, продуктами, например, корпоративные ценные бумаги, акции и так далее, облигации, финансовые инструменты, финансовые продукты. И поэтому возникает ряд вопросов. Инвесторы, иностранные инвесторы, они, в частности, те, которые учились, например, в Великобритании или так или иначе работают в английском праве в рамке ведения бизнеса, они постоянно задают одни и те же вопросы. Только в силу того, что мы задали этот вопрос, мы не говорим о том, что... Только потому, что они задали этот вопрос, это не говорит о том, что нам необходимо внедрить полностью английское право в Узбекистан. Нет. Намерение не такое. Мы совершенно не собираемся удалить все наши нормы, которые работают в Узбекистане. Мы должны просто понимать, что да, нужно будет интегрировать, вносить изменения для того, чтобы инвесторы нам поверили. Кроме того, мы должны также признать следующее. Мы не говорим только о присутствии английского права, отнюдь. Бизнес-сообщество выбирает немецкое право, австрийское право, немецкие банки, вы видите, как открываются, да, и в данном случае немецкое право применяется. Но опять же, вот как уже мой коллега сказал, в основном все транзакции и определенные структурные финансовые продукты, они структурируются на основе английского права, и партнеры настаивают на реализации и применении английского права. Даже при переходе на английское право, даже если правительство очень серьезно и привержено с тем, чтобы инкорпорировать, интегрировать, скопировать полностью или только некоторые элементы внедрить в узбекское право, любой подход, который они выберут, нужно помнить вот о чем. В любом случае это будет эволюция. И вы не можете просто скопировать полностью весь закон. И существует целый ряд неправовых факторов. То есть здесь целый ряд факторов, которые надо рассматривать. Здесь и ментальность, готовность. Есть такое в британском праве, есть принцип. В том случае, если у нас есть такой принцип, чистыми руками ты можешь приступать к работе с капиталом. Да? То есть в 1995 году мы начинали эту работу по применению британского плана. Да? То есть насколько это работает? Не всегда работает, по-честному. Нужно ли виноватить в этом узбекское право? Нет, отнюдь. Есть неправовые факторы. Например, профессионализм людей, которые участвуют в отправлении правосудия, концепция верховенства закона и права, насколько это работает, насколько отправляется правосудие в Узбекистане, применяя узбекское право. То есть, да, если мы сталкиваемся с серьезными проблемами в понимании, во-первых, и в реализации, в применении узбекского права, да, то есть изначального узбекского права, будучи членом узбекского правового сообщества, я бы с большой осторожностью
говорил о том, что да, действительно, вы сможете, можно будет понять. Я вовсе не говорю о том, что это отрицательная какая-то сторона. Нет. Во-первых, это очень нужно работать много для того, чтобы верных людей привлечь к этой работе, для того, чтобы узнать как можно лучше. Нет правильного ответа прямо сейчас. То, что мы сейчас наблюдаем на рынке, да, действительно, есть четкий отпечаток британского английского права в структурировании транзакций, и пока еще это единственное альтернативное решение для того, чтобы действительно сделать так, чтобы инвесторы были рады до тех пор, пока не изменится отношение к верховенству права и закона, понимание понятия свободы контракта, все, что четко прописано в гражданском праве. Пока в настоящий момент для того, чтобы бизнес все-таки шел, двигался, английское право дает нам эти вопросы, на многие вопросы, на которые узбекистанское право пока еще ответов не дает. Ну что, давайте я закончу свою речь. Спасибо, что терпели меня. Я слишком долго выступал, но тем не менее, если есть у вас вопросы, я готов на них ответить. Но большое спасибо за предоставленное слово. Большое спасибо. Да, будет сегодня, день наш был бы коротким, если бы вас не было. Слава Богу, действительно, мы должны расширять и применять английское право в Узбекистане. Теперь я хочу передать слово Роману для того, чтобы действительно за 7 минут рассказать вам то, что мы преподаем в течение первого курса в юридическом университете. Пожалуйста, концепции британского права. Нет микрофона. Даже Юрий, который родился в Канаде, даже он понимает русский язык. Слайды будут на английском языке, то есть 50 на 50. Те, кто не говорит по-русски, я-то буду выступать по-русски. Выступать на русском и расскажу немного о основных принципах английского права, соответственно. И по сути меня попросили рассказать о очень быстро о четыре темы у меня, почему выбирают английское право, роль прецедентов, судебная арбитражная система и разделение профессий. Соответственно, почему популярно так английское право? Уже об этом сказал Руперт, сказал Шухат, что действительно есть разные причины. Но одна из них, я все-таки думаю, что большая, это именно независимость судов. Если вы посмотрите, например, то в английских судах 30% дел рассматривается, где вообще нет никакой связи с Англией вообще. И это не значит, что только русские стороны или там казахстанские стороны выбирают. Выбирают английские суды, в том числе стороны из там, Middle East, там, арабские стороны, да, потому что считается, что в Англии одна из самых независимых именно судебных систем. И поэтому вы можете рассчитывать на какой-то результат. Понимаете, английское право, по сути, ведь оно, плюс его уже отметили в том, что действительно за 600 лет существования английского права прошли абсолютно все. И есть сделки, действительно, которые трудно структурировать по праву как у каких-то стран, ну, скажем, которые там с 95-го года Гражданский кодекс имеют. Один пример приведу, когда на Сахалине строили, значит, в России на Сахалине строили там завод по производству сжиженного природного газа. Вот представьте, проект стоит 22,5 миллиарда долларов США. Значит, нужно построить 2 вышки, построить завод, проложить через Сахалин, значит, эти линии, построить завод по производству сжиженного природного газа, вложить 22,5 миллиарда долларов, прежде чем вы добудете первый кубометр газа. Как это сделать? Они занимают деньги в банке. Под залог чего? Под залог будущих контрактов, под залог будущих доходов. Понятно, что российское право в то время, оно в принципе не знало ни одной из этих концепций. Единственное право, которое давало ответ и предсказуемость, это было английское право.
Вот. Но в то же время английское право, оно архаичное, и в нем есть свои архаизмы, прекрасные архаизмы. И я вам лишь два примера приведу. Например, первый пример, что вся земля в Англии формально принадлежит королю, да, то есть как бы вы не можете купить право собственности на землю, вы можете купить вот это вот freehold, да, то есть право пожизненного наследуемого владения. Но при этом кто-то попытался пожаловаться в ЕСПЧ и сказал, ну у меня нет права собственности, вот там нарушение. И посмотрев на это, сказали, ну да, формально да, но как бы на самом деле никто, у вас есть вот эти все три полномочия, пользование, владение, распоряжение, хотя они вот dressed up, что называется, да, как-то там запакованы, как вот некое там владение короля, на самом деле у вас есть полноценное право собственности. Еще один интересный момент, в Англии, если мужчина и женщина, муж и жена совершают вместе преступление, их не судят за соучастие, у них нет отягчающего состава. Как вы думаете, почему? Почему муж и жена не могут быть соучастниками? Архаичное правило средних веков. Жена считалась собственностью мужа. Собственность не может быть соучастником. Только человек может быть соучастником, но не собственник. И до сих пор это существует, понимаете? Но прекрасно, что все же оно бизнес-ориентированное и дает ответы на многие вопросы. Второе, это, опять же, профессионализм судей. Если сравнивать, посмотрите, кто становится судьями в Англии. У меня был прекрасный пример. Значит, мы читали один раз лекцию для судей в России, 120 судей в зале. 2 часа им читаем лекцию, значит, про юрисдикцию, там всякие там правила, какие суды имеют компетенцию. В конце есть вопросы, значит, судья такой сзади встает, говорит, сколько получает судья в Англии. Значит, и пришлось ему объяснять, что на самом деле в Англии судей, например, в той же Франции, там в СНГ, для судей многие, это карьера. То есть вы вначале уходите там в секретари судебного заседания, работали, и потом в какой-то момент стали судьей. Да? То есть в Англии, как правило, в судьи приходят баристеры, которые всю жизнь проработали вот именно адвокатами, и потом они идут, когда у них уже есть деньги, дом, значит, дети отучились в университете, они идут для того, чтобы оставить след в истории, значит, какие-то прецеденты принять. И они, как правило, очень состоятельные люди, и они вообще не для этого идут в профессию. Но в чем плюс этого подхода? Что поработав вот именно баристерами, они реально видели это все, они писали договоры, они, значит, писали исковые заявления. То есть проблема, я не знаю, как бы я несколько раз выступал в суде, и я вижу, что человек там в Казахстане или там в России, что этот судья, да, он в жизни не написал ни одного договора. То есть он был секретарем судебного заседания, потом он был там судьей мировым, потом его там потихонечку, но он в жизни не написал ни одного договора. И он там трактует, говорит, вот вы тут неправильно написали, там, он не понимает в принципе, что такое писать договор. Да? То есть как бы вот в этом плане в Англии, когда особенно какой-то сложный спор, каким-то там горизонтальным бурением связанным или там со сложными вопросами перестрахования, значит, понятно, что они приходят из профессии, они это все видели, они это все знают, и это достаточно, вот эта практическая применимость, она дает им вот этот вот очень большой плюс. Следующий момент, и это, наверное, очень важный и большое отличие, самое главное отличие, мне кажется, от систем континентального права, особенно развивающихся систем континентального права, что английское право всегда стремится защитить договор. То есть признать недействительным договор, расторгнуть договор в английском праве. Вот можно, я не знаю, это в 1000%, там 0,01%, что вы можете это сделать. То есть английское право всегда, я вот привел цитату лорда Деннинга, что это в принципе это вопрос публичных интересов, что вы должны защищать стабильность гражданского оборота. Если вы подумаете об этом, если вы расторгнете договор или признаете его недействительным, как минимум одна сторона обязательно пострадает. Потому что и всегда английские судьи исходят из того, что если стороны подписались, они должны как бы исполнять. И вот эти все разговоры, что ну эта сделка для меня невыгодная, ну я тогда не подумал, я там не поконсультировался с юристом, вы все взрослые мальчики, извините, пожалуйста, как бы вы могли сходить к юристу, я вам из договора выскочить не дам. И это на самом деле большое такое преимущество. И интересно, опять же, если вы почитаете, вот, например,
когда я сравниваю часто сейчас решения судов СНГ и решения судов английских. Решение судов СНГ, у вас есть контракт, договорный спор, вы читаете его, и там будет очень много ссылок на Гражданский кодекс. То есть, например, там заключен договор между компанией там, «Рога и копыта», компанией «Слезы березы», значит, и вот, значит, этот обещал то, в соответствии с такой-то нормой ГК, значит, то-то, то-то, в соответствии с такой-то нормой ГК, то-то, то-то, то есть куча ссылок на ГК, еще и они там все процитированы. Возьмите английское, у них нет Гражданского кодекса, и они все толкуют вокруг договора. То есть все в договоре сказали то-то, договорились то-то, значит, то есть толкование договора становится для них основным моментом. То есть несмотря на то, что есть контракт, заключен сторонами, они о чем-то договорились, все равно суды из СНГ, они почему-то стараются все время проверять этот контракт, а соответствует ли он ГК, соответствует ли он ГК. То есть вот это вот основное, наверное, отличие. Дальше источники, скажем, английского права. Понятно, что он состоит, то есть есть так же, как во всех странах есть законодательство. Есть законодатель, парламент, который принимает, есть, соответственно, общее право – это прецеденты, они тоже являются источником права, значит, и есть право справедливости, то есть исторически оно было, были отдельные суды канцлера. То есть как вообще исторически было? Исторически у вас было так называемое statutory remedy, то есть средство правовой защиты, основанное на праве. И вы могли пойти в суд и получить эту statutory remedy. Но были случаи, когда не было такой remedy. И тогда что делали люди? Они шли к королю, как к источнику как бы благодетелей. И король говорили: король, вот, ну, вот мне право не дает защиты, но это нечестно, дай мне, пожалуйста, защиту. И король сначала ему там, как бы, там, давал эту защиту, потом это стал доверять своему канцлеру, а потом появились chancery courts, да, то есть вот эти суды, да, то есть по сути они вот решали по праву справедливости. И в какой-то момент они существовали параллельно. Если у вас нужно там statutory remedy, вы идете в одни суды. Если у вас есть там equity, основанное на справедливости, вы идете в другие суды. Потом они в какой-то момент слились и стали, то есть раньше нельзя было там chancery courts не могли применять там statutory remedy и наоборот. Потом они в какой-то момент слились и начали все это делать органично все вместе. То есть сейчас вы можете в суде и то, и другое делать. Значит, прецеденты, common law, вот это вот case law, да, 800 лет они там существуют, и поэтому я часто говорю клиентам, вот, особенно когда клиенты приходят из СНГ, и они пытаются там что-то там скрыть, там, и я им всегда говорю одно и то же. Я говорю: ребят, вы лучше сразу мне скажите, в чем проблема. И я найду в аналах истории за 800 лет наверняка есть какой-то прецедент, который вам помогает. Но будет хуже, если вы мне это сейчас не скажете, и потом всплывет это на слушании, на перекрестном допросе кто-нибудь там где-нибудь там что-то выяснит, и вот тогда уже будет сложно отыграть. Вот, соответственно, в принципе, идея в чем? Что судьи обязаны следовать прецедентам вышестоящих судов, и они становятся источниками права. Да? Здесь есть, скажем так, то есть две части у прецедента. Одна называется ratio decidendi, это обязательная часть прецедента, другая называется obita или obita dictum. В чем разница? Обита – это часть, которая не рассматривалась в споре. То есть это комментарии, которые по периферийным вопросам каким-то, да, то есть как бы они не обязательная часть прецедента. А часть, которая рассматривалась и которая была решена, она становится обязательной частью прецедента, и, соответственно, ей уже должны следовать. В принципе, все равно вопрос этот гибкий, потому что иногда, ну, часто, когда вы не можете, например, прецедент против вас, тогда вы пытаетесь его разграничить и говорите, что факты были другие. Это называется to distinguish the case. То есть вы говорите, что факты отличались, соответственно, этот прецедент не применяется. Но в целом, как бы, идея такая. Я вам приведу один пример. Интересный пример – это известное дело, называлось оно Карболик Смокбол 1892 года. Это дело, по сути, если применять терминологию казахстанского и узбекистанского гражданского права, это дело о том, что такое публичная оферта. Значит, что такое? Компания придумала, значит, медицинский продукт от гриппа. И идея была какая, что они дали объявление в газете и сказали, его там надо было там типа курить там как-то, да, там дышать там этим, да, вот этим продуктом. И они сказали, что если вы покурили этот, значит, смокбол и после этого заболели гриппом, мы вам заплатим 100 фунтов.
большие деньги по тем деньгам. Соответственно, эта вот девушка Карлайл, она, значит, покурила этот, значит, смокбол, после этого заболела гриппом, пришла, сказала, дайте мне $100. И они говорят, не-не-не, подождите, это не есть оферта. То есть мы с вами не заключили договор. Первое, значит, отличие, которое сразу мы видим, это то, что, наверное, в ГК Узбекистана, как и в ГК России, есть отдельная глава, которая называется «Публичное обещание награды». То есть это недоговорные отношения. То есть здесь это регулируется договором. Они обсуждают, была ли оферта, был ли акцепт. Соответственно, они говорят, это недостаточная оферта, это как бы слишком широко и так далее. Вы знаете, что в узбекском праве, я уверен, есть публичная оферта. Это оферта, направленная к неограниченному кругу лиц. И к любой отозвавшейся, вы приходите в магазин, там стоит тортик за сколько-то там сумм, да? Это публичная оферта, вы можете как бы дать деньги, вот у вас заключен договор купли-продажи, соответственно, этого тортика. То есть здесь был вопрос, что когда она пришла, они говорят, нет, это недостаточно четкая публичная оферта, мы не связаны этой офертой. И суд сказал, что нет, вы связаны. Это достаточно четко, и в частности суд обратил внимание на то, что они депонировали вот эти 100 фунтов, что они хотели быть связанными этой офертой, да, то есть как бы это не просто там что-то там вот какая-то там реклама, да, они хотели быть связаны этой офертой. Значит, соответственно, и в решении есть обязательная часть прецедента, которая вот эта ratio decidendi, она говорит, что оферта – это обещание, выраженное в таких выражениях, которые, ну, как бы люди понимают, именно как намерение сделать оферту. И даже если это там обращено ко всему миру, это все равно есть оферта. Но что интересно, что там в этом же деле был обито коммент, то есть, который не являлся обязательной частью прецедента. В частности, лорд-судья Боуэн сказал, что если, например, я рекламирую, что я потерял собаку, и кто-то найдет мою собаку и заплачу ему деньги, это не значит, что они должны акцептовать эту оферту, прежде чем они пойдут искать. Вот если они нашли мою собаку и вернули, все, между нами заключен договор. Но это не обязательная часть прецедента, потому что прецедент был не про собаку. И прецедент был про вот этот шарик, который они курили, соответственно, это не обязательная часть прецедента. Этот кейс на самом деле очень-очень известный, он потом в 70 кейсах цитировался, он очень там дальше как бы активно применялся и сформировал во многом английское право, но просто вот я вам привел пример, какая часть прецедента, хотя это там никак это не отмечено, то есть если вы читаете этот прецедент, там не написано, что вот эта часть обитер, да, но вы понимаете, что это не по фактам этого дела, и, соответственно, это не является частью обязательного прецедента. Теперь немножко об английских судах. Значит, вкратце структура английских судов наверху находится, то есть есть вот уголовная, слева вы видите уголовная, значит, справа гражданская юстиция, да, наверху сидит Верховный суд. Верховный суд появился у нас недавно, в 2009 году, до этого была Палата лордов. Значит, в Палате лордов, и проблема была в чем? В какой-то момент были высказаны мнения, что нет четкого разделения властей, потому что Палата лордов является законодательным органом, и она же является судебным органом. То есть там есть, кроме этого, лорд-канцлер, который в Палате лордов сидит, он же являлся членом Кабинета министров, и он, получается, исполнительная власть. И чтобы вот это вот все разделить, были проведены реформы, появился Верховный суд. Но при этом, например, по заморским британским территориям, есть еще в Англии до сих пор пересматривают решения, вот, например, Британские Виргинские острова или там тот же Маврикий, это сейчас вроде как независимые страны, но тем не менее решение верховным судебным органом является тайный совет, так называемый Privy Council, в Палате лордов. Те же самые судьи из Верховного суда просто идут в этот тайный совет и разрешают там. И Маврикий, вот мы были на Маврикии на конференции, многие из нас, и там они обсуждали как раз, что они для привлечения инвестиций, они сказали, вот мы хотим, мы верим в верховенство права, мы хотим показать всему миру, что английские суды пересматривают наши решения, мы, несмотря на то, что мы независимая страна, мы как бы остаемся в этом вот в
этом. Соответственно, если взять суды, например, гражданские, то мелкие дела рассматриваются в county courts, это, как правило, там, до 100 тысяч фунтов, или там, если это связано с причинением увечья, там, до 50 тысяч фунтов. В основном все рассматриваются в High Court of Justice, это старая схема, потом королева умерла, это Queen Bench Division написано, сейчас это King's Bench Division. Значит, Court of Appeal, апелляционный суд, да, и дальше это все уходит в Верховный суд. Кстати, в Англии сохранилась смертная казнь за 2 преступления. Значит, одно это государственная измена, второе, кто мне подскажет, что такое страшное, что нельзя вылечить пожизненным заключением? Нет. Изнасилование принцессы Уэльской. Это принцесса Уэльская, которая родит следующего короля. Значит, и принцесса Уэльская, почему я вспомнил, потому что ее не было. Была принцесса Диана, принцесса Уэльская, потом она умерла. И только вот после смерти королевы принцессой Уэльской была назначена, соответственно, герцогиня Кембриджская, Кейт. То есть до этого это преступление совершить было нельзя, сейчас опять можно. Вот, значит, арбитраж. Англия – самое популярное место для международного арбитража. Был проведен опрос, в 40% всех кейсов в мире рассматривают, у них есть их сит находится в Англии. То есть что такое 40% всех дел в мире? Это, представляете, да, что такое, если взглянуть на карту мира, да, то есть Англия вот такая вот малюсенькая там, и там 40% всех дел рассматривается. То есть Лондонский международный третейский суд, LCA, один из самых популярных, да, но кроме этого, например, в Лондонском международном третейском суде рассматривается в среднем там 300-400 дел в год. Ну, например, морская арбитражная комиссия рассматривает больше 2000 дел каждый год. Плюс страховые дела, они рассматриваются, как правило, в арбитражах ad-hoc, они вообще не институциональные, и там тоже их сотни этих дел, да, то есть как бы огромное количество. Я не буду долго углубляться, скажу, в чем основное отличие LCIA, как бы 2 их, наверное. Первое, что во многих институтах, если вы идете в Стокгольм или если вы идете в ICC в Париже, то вы платите арбитрам процент от суммы иска. Это называется система ad valorem по латыни, процент от суммы иска. В Англии нету ad valorem, в LCIA он берет просто почасовые ставки. И если у вас получается спор на огромную сумму, я не знаю, там 20 миллиардов, то вам гораздо выгоднее прийти в LCIA, заплатить вот эти вот почасовые ставки, это получается в разы дешевле, чем платить в ICC. И, как правило, они на самом деле, я думаю, об этом не думали, это просто, ну, как бы юристы по часам и эти по часам. Но на самом деле случилось следующее, что Лондон стал центром для очень крупных споров. Поэтому если стороны там заключают, там, я не знаю, контракт на финансирование какого-то огромного проекта, они часто закладывают Лондон просто из соображений экономии. Вот. И плюс, соответственно, второе отличие, что в Лондоне нет так называемый scrutiny of awards. В Париже, например, решение вынесли арбитры, они его направляют в суд. И вот я был членом этого суда 3 года, мы каждый месяц собирались и все эти решения обсуждали. О, здесь вот они не сделали то, отправим на доработку и так далее. То есть этого нет в Лондоне. И получается, что это быстрее рассмотреть во многом спор в Лондоне. Ну и последний вопрос – это деление юридической профессии на баристеров и солиситоров. У нас мы сегодня с вами очень счастливые, в том плане, что у нас 2 баристера сидит прямо здесь. Вот один из них, Руперт, King's Counsel, выступал даже перед вами. Деление странное и, опять же, архаичное. То есть солиситор – это юрист, который там исторически составлял бумаги, но он не ходил в суд. В суд ходили баристеры. Право выступать в суде в Англии называется красиво право аудиенции. Так вот, у баристеров у них по умолчанию было право аудиенции. Второе отличие баристеров, что они не могут состоять в трудовых отношениях, потому что формально они считаются офицерами суда. И они должны быть независимые от сторон. То есть вот такая идея. То есть в Англии нельзя прийти, клиент не может прийти к баристеру напрямую, он приходит к нему через солиситора.
И баристеры, например, не могут обсуждать свои гонорары, потому что считалось исторически, что он вообще не должен знать, сколько он получит. Если ему пообещают много, он покривит душой перед судом. Если ему пообещают мало, он будет плохо работать. То есть исторически они даже не знали, сколько они получат. И у них на мантии сзади такой вот кругляшок пришит. Там раньше был карман, и когда он проводил свое дело, к нему подходил солиситор, и туда сколько-то там денег, там сколько договорились, он ему клал. У них до сих пор очень архаичная профессия. Вот Руперт вам расскажет больше. Чтобы стать баристером, недостаточно отучиться, пройти ученический контракт в коллегии адвокатов, они должны съесть 12 ужинов. 12 ужинов, это эти вот pupils, они платят за эти ужины. На эти ужины приглашаются там судьи в отставке, члены коллегии баристеров. Они все смотрят, как он держит вилку, как он кушает, как он разговаривает, может ли он стать членом этой профессии. У меня даже был смешной случай, когда мы допрашивали эксперта, киприота, и он написал, что он баристер, и когда мы его посадили в бокс, он сказал: вы знаете, я вот написал, что я баристер, но потом я вспомнил, что я не выполнил вот этот dining requirement, I ate only 8 dinners out of 12. То есть он не доел до 12 ужинов и поэтому не стал баристером. Вот. На сегодняшний день различия эти стираются во многом, потому что некоторые солиситоры получают rights of audience и выступать могут в судах, но во многом, конечно, профессия баристеров, она развивается, и они известны во всем мире как одни из лучших адвокатов, выступают в других юрисдикциях по общего права, британские Виргинские острова, Гонконг, Сингапур, то есть в этом плане они, конечно, очень уникальные, и в этом, в принципе, основное отличие. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Roman, thank you very much. Большое спасибо. Несмотря на эти факты, я провел очень много ужинов, вы знаете, с судьями, но я до сих пор не баристер. Как Роман сказал, это как бы не совсем как бы... Ну, например, Гарри Поттер, например. Это то же самое, когда Гарри Поттер становится как бы адвокатом. Да? Хотел бы представить слово Юлии, нашему специалисту, который является специалистом в области общего права и гражданских контрактов. И она нам расскажет, например, о тех инструментах, которыми мы пользуемся в нашей работе. Доброе утро всем. Мое выступление не будет настолько волнующим, как предыдущий оратор. Я должна вам рассказать о теории английского права. Как это квалифицируется непосредственно юрисдикции гражданского права и общей юрисдикции. Я понимаю разницу между гражданским правом и контрактами прецедентного права. Например, в странах, где используется прецедентное право – это публикация решений судей, которые несет основную важность. А в странах с гражданским правом там есть отдельные законы, которые несут или являются источниками, скажем, первыми источниками всех документов, которые кодифицируются, например. Хотел бы сказать, что обе системы, они на самом деле очень хорошо как бы работают, и можно вести бизнес и в этой системе, и в другой системе. Но английское право, у нас нет кодифицированной системы. То есть мы в основном следуем прецедентам. И наши контракты, они намного сложнее, и они достаточно большие. Потому что мы должны обозначить не только коммерческие условия контракта, а также мы должны ожидать потенциальные риски и включить соответствующие положения для того, чтобы защитить наших клиентов. Ну, главное, чтобы были определенные положения наших контрактов. Если каких положений не будет, то навряд ли можно защитить. Одновременно с этим прецедентное право также дает нам очень большую гибкость для того, чтобы мы могли добиться оптимального защиты наших клиентов путем составления соответствующих положений в контракте. Контракт, на самом деле, это соглашение между сторонами, которое намерен и является юридически обязательным.
Для того, чтобы контракты были обязательным исполнением, мы создали некоторые элементы, такие как оферта. Оферта должна быть представлена, акцепт, это означает, что это контрактные стороны должны ее принять. Рассмотрение, то есть мы взамен даем какое-то определенное обещание или денежные средства, намерение создания правовых взаимоотношений, которое является обязательным в рамках контракта. И должна быть предсказуемость, то есть в каком времени контракт будет исполнен. Также я хотел бы сказать, что здесь должны быть люди, которые, то есть стороны должны обладать соответствующим потенциалом для того, чтобы выполнить свои обещания. В рамках английского законодательства, английского права, например, не обязательно, чтобы контракт был прописан на бумаге. Это может быть даже устный контракт. Также может быть контракт в письменной форме или комбинация письменного и устного контракта. При определенных условиях мы можем даже определить контракт на основе поведения. То есть стороны обсуждаются коммерческие условия такого контракта, но не всегда все записывается. В рамках английского права возможно, но не всегда, а иногда возможно создать некоторые условия, контрактные условия, ссылаясь на переписку, электронные сообщения, текстовые сообщения, СМС, протоколы встреч или те записи, которые были сделаны на салфетке во время обсуждения контракта в ресторане. То есть, что странно, да? В Великобритании, например, контракт – это документ, который определяет желание или намерение сторон, и можно это увидеть в контракте. И какие условия будут применяться, например. Даже если они самые лучшие, стороны как бы соглашаются их использовать. Это можно использовать в рамках общего закона, использования. Да, можно исключить, например, определенные условия, которые связаны, скажем, обычаями, да, или использованием, или с предыдущим опытом работы. То есть в целом английское право – это вполне предсказуемое законодательство. И именно поэтому это очень широко используется в мире. Спасибо. Кратко, но очень четко. Касательно контрактного права. И, конечно, лучше всего это иметь на бумаге. Пожалуйста, есть какие-то вопросы? Пожалуйста. К сожалению, нам не слышно, что говорит девушка. You mean emojis in a text message? Вы имеете в виду условия, которые были как-то обозначены в СМС-ках? Ну, я не думаю, что... У меня нет такого практического опыта, но думаю, что да. Уверена, что да. Очень интересно. Как вы будете интерпретировать, например, скажем, фотографии, да, которые высылались, помимо, скажем, СМС-ок, да? Можно ли использовать, например, скажем, были фотографии? Не знаю, например. То есть вы там говорите, да, я принимаю условия, как небольшой видеоролик, или говорите, что нет, не принимаю. Например, скажем, я отправила эмоджи, например, он написал 150 тысяч, я ему как бы отправляю смайлик, например, или какой-то другой эмоджи, например, да. Это воспринимается как акцепт условия. Ну, мы говорили о основных моментах касательно контрактной информации. Конечно, это зависит от того, на какой стороне аргумента вы находитесь. Спасибо. Я думаю, что раскрытие всех ваших сообщений с эмоджи и как вы использовали, скажем, большой палец, например, и на основании этого можно как бы определить ваше поведение и определить, насколько вы действительно согласились или нет. Ну, для этого нужно будет просмотреть, наверное, достаточно несколько миллионов, даже 8 миллионов различных сообщений. У меня был случай касательно использования эмоджи.
По-моему, это новая форма коммуникации в какой-то мере, которую можно интерпретировать как отдельный язык. То, что касается контрактов, например, если помните, Роман уже сказал о идее прецедента и также решения. И теперь мы переходим на самую так называемую скучную часть контракта, то есть отдельное положение контракта, которое функционирует в рамках коммерческих контрактов. Пожалуйста, Марта нам об этом расскажет. Спасибо, Юрий. Вот для того, чтобы не было такой ситуации и проблемы, и вопросов с эмоджи, да, существует boilerplates. Но они существуют стандартные оговорки, которые выписаны были много лет назад. И одна из первых, да, их есть много на самом деле, да, для чего они появились в английском праве и почему они существуют. Они существуют потому, что английское право, как сказал нам Роман, оно очень старое, да, и там были законы, кодексов не было, но были письменные законы и были прецеденты, которые создали вот то, что мы называем общим common law. Да? И вот для того, чтобы было понятно, как и можно было предусматривать, как посмотрит суд на тот или иной документ, были придуманы вот эти boilerplates, которые очень важны. Boilerplates очень важны. Они, когда в первый день, когда кто-то к нам приходит и говорит: ой, ну посмотри, пожалуйста, денег нет, ну ты посмотри, пожалуйста, что там написано. И это первое, на что юрист смотрит, или баристер, да, он смотрит, есть ли основные вот эти boilerplate, стандартные оговорки, которые и дадут понимание о том, как работает этот контракт и как может рассматриваться спор по нему. И вот одним из первых таких стандартных договоров это entire agreement clauses, да, это то, что англичане называют общими, да, это то, что возвращается к вашему эмоджи, да, что нельзя, оно дает сущность и фундаментальность контракту, нельзя изменить устным, либо текстом, либо эмоджи, никаким образом нельзя поменять то, что написано. То есть стороны своим поведением, своим перепиской или эмоджи не могут ничего сделать такого, чтобы поменяло то, что было написано в договоре. И в этом же сущность английского права. Английское право – это всегда надежность. Да? Ты понимаешь, что там прописано. Да? Но вы помните, наверное, казнить нельзя помиловать ситуацию. Да? И когда одна запятая может сделать огромную разницу в 3 словах. Да? Поэтому и появились эти boilerplates, которые говорят, что вот что написано, и оно стандартно написано, оно должно сидеть в контракте для того, чтобы стороны знали, как потом суд будет интерпретировать те или иные положения в контракте. Следующим важной оговоркой является так званые... Не проблема. Это оговорка об изменении. Да? Опять же, это сделано... Если есть этот variation clause, который прописан правильным образом, оно говорит о том, что вы не можете изменить то, что было написано в договоре, никоим образом. И это на самом деле уменьшает возможность судебных или арбитражных споров. Да?
И очень важный, ну, как по мне, потому что я занимаюсь именно судами и арбитражами, как по мне, это самое важное boilerplate, это dispute resolution clauses, это оговорки о разрешении контрактов. Да? Ведь когда стороны заходят в любой контракт, это же, как это, букетно-шоколадный период, все друг друга любят, все друг друга уважают, и про то, что будет развод через там 10-20 лет, никто не думает. Все думают о том, как они будут вместе инвестировать и получать огромный доход. Соответственно, вот эти вот оговорки, они получили название midnight clauses, потому что когда идут переговоры, это вот последнее, что там, ну там пускай юристы напишут, да. Но на самом деле они очень важные, и вот в лондонском, если применяется английское право, то очень важно элементарно пойти на сайт LCIA и взять вот эту стандартную оговорку, потому что ты тогда понимаешь, что написано, что там будет, она стандартная, она прописана самим LCIA. Да? И главное не философствовать и не модифицировать. Да? Очень часто, хотя опять же, вы можете взять LCIA, применимое право другое, да? Или вы можете взять ICC и применимое право английское. Да? Это все вот эти миксы и этот винегрет, это всегда можно делать. Но вопрос в том, что к чему это приводит. Да? Потому что очень важно, чтобы в арбитражной вот этот midnight clause был прописан, правильно прописан. Да? И место арбитража, и правила, применимые к арбитражу, и право, применимое к арбитражу. И если этого нет, то начинается, или если это есть в какой-то мере прописано своеобразно, начинается, опять же, юристы между собой начинают ругаться, а что же там на самом деле было. Поэтому мы всегда рекомендуем, чтобы брали стандартные оговорки, в которых будет написано то, что стороны имели в виду и хотели прописать. Очень важно оговорки о переуступке прав требования. Да? Опять же, оно может в контексте английского права не совсем уместно и не совсем релевантно, в том плане, что английские стороны, это, ну, как бы я в своей практике, по крайней мере, не очень часто видела, но я очень часто видела наши постсоветские стороны, когда они негоциируют между собой, заключают контракты по понятиям. И у одной стороны negotiation power есть другой, есть лучше или хуже, нежели у другой. И очень часто, если начинается спор, ты перекидываешь, наши стороны хотят перекидывать, там, отдам блатному олигарху, он там все порешает. Да? А если есть вот этот assignment clauses, ты уже не можешь этого сделать. И опять же, очень важно, чтобы это все было прописано и идти по этим boiler clauses. Есть... Очень я пропущу, наверное, waiver и буквально 2 слова про вот эти severance clauses. Это оговорки об автономности. В английском праве есть понятие, что даже если весь ваш контракт на 45 страниц является недействительным, какие-то положения могут быть действительны. И наоборот. И суд может прийти к этому заключению. Потому что вот было, как нам рассказывали предыдущие спикеры, было целый ряд прецедентов, которые говорят о том, что вот, а там немножко обстоятельства были другие, поэтому мы не можем убить эту оговорку о каких-то понятиях. Вот арбитражная оговорка, она в принципе по своей природе, она, даже если контракт признан недействительным тем или иным судом, она выживает, она все время, она как никогда не умирающий, вечно живущий лебедь. Вот, поэтому английские юристы всегда рекомендуют обязательно прописывать внимательно эти
стандартные оговорки, очень внимательно к ним относиться и не философствовать на общие темы. В целом, если подвести итог, то я могу сказать, что эти оговорки – это то, что, как по мне, они дают основу английскому праву. Это то, что строит по камням, ведь же система и судебная, и правовая система, и rule of law, оно не делается как бы за день или каким-то образом. Да? Это один из краеугольных камней вот этой системы, которая дает надежность и предсказуемость английского права. Спасибо. Again, Marta, predictably. Марта, спасибо большое, вы очень четко это описали. И если говорить по истории английского права, это все вещи, которые сейчас были озвучены, являются очень важными. И если бы этого основного камня, так сказать, фундамента не было бы, то многие вещи бы могли бы не сформироваться. Вы могли сказать, что сохранили нам очень время, и у нас очень много полезной информации сейчас было от начала формирования английского права. И сейчас мы можем сказать, что мы сейчас мы открыли интеллектуальную книгу английского права для того, чтобы вы могли его анализировать, а также теперь вы можете проанализировать узбекское законодательство для того, чтобы идентифицировать, в каких местах есть проблемы, или, возможно, на какие вопросы стоит ответить. И используя сейчас английское право в качестве элемента, на который вы можете доверять, вы можете применять его и в банк, если, например, банк, если брать, да, в Америке, который был, они тоже использовали такого рода согры, и они там делали на 300 страниц соглашения, и американские юристы сказали, что они бы не хотели бы заключать на 300 страниц. В первую очередь, я хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы? Отлично. Шерзатбек Масадеков, фирмы. Спасибо большое панелистам за интересную речь. И у меня есть вопрос к Марте. Вы упомянули про оговорки. У вас была практика, когда стороны во время споров хотели оспорить инкорпорацию или же имплементированные условия контракта? У меня насчет этого есть очень долгая история, но я постараюсь очень быстро, коротко сказать, да, это случается, и это также случается с арбитражными оговорками. Обычно это и связано с арбитражными оговорками, и это была компания в Украине, и было соглашение, которое было заключено с государственным учреждением. И здесь, например, тоже скоро такого рода может случиться с программой приватизации и так далее, все, что происходит тут. И это был многосторонний контракт, и глава государственного органа не подписала этот договор, и в советский период у нас было визирование договоров. И в этом случае у вас было очень низко поставленный чиновник, который сделал визирование этого договора, но глава вот именно этого государственного органа не подписал. И, конечно же, местные суды сказали, не, это не действительный договор, и поэтому все это было определено в арбитраж, направлено в арбитраж. Но это был вопрос... Вопрос поднимался не определенно против государственного органа, который не подписал, но против правительства в целом. То есть во всем мире мы можем сказать, что такого рода, да, вещи такого рода очень часто случаются. И особенно по арбитражным оговоркам. Арбитражные оговорки, они выживают, можем сказать, неважно, что происходит. Но на практике такого рода случаи, они очень часто случаются. Я очень надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Any other questions?
Спасибо. Есть ли другие вопросы? Тогда для того, чтобы суммировать, я бы хотел бы сказать, есть еще и культурные моменты, традиционные моменты, то есть английское право а, применяет решение судей, к примеру, да, основываясь на нашем понимании, на нашем менталитете. И это 100% не может быть имплементировано в узбекское законодательство. И это будет уже работа для юристов, которые будут понимать оба законодательства, обе системы и понимать разницу, к примеру, не применять 100% традиционное английское образование и традиционное английское право и так далее, но и имплементировать с учетом менталитета узбекских людей. И вы, можем сказать, со стороны Узбекистана, мы со стороны Англии, и мы очень надеемся, что мы сможем вам помочь. И хотел бы спросить, вы можете помочь мне, чтобы я поблагодарил наших панелистов? Спасибо большое. Спасибо большое еще раз. Спасибо большое еще раз каждому. В качестве директора ТИАК мы хотели сказать, что у нас для нас есть очень представители больших строительных компаний и майнинговых компаний. Также есть экономического сектора очень много представителей. Хотелось бы, чтобы мы такой нетворк сделали во время кофе-брейка. Приглашаем всех на кофе-брейк. Hello. Can you hear me? Слышно? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Для нас сейчас большое удовольствие находиться здесь, в Ташкенте. Спасибо большое за такой теплый прием. И для нас это было, можно сказать, путешествие для каждого. У нас было очень много взаимосвязанных полетов. И хотелось бы лично сказать, что в предыдущем моем полете, декаду назад, я была младшим юристом officially. И, как вы помните, для транзакций это был такой бумный период. И для России, к примеру, очень много прямых иностранных инвестиций было направлено. И с Узбекистана тоже наши партнеры были очень заняты. И вы, наверное, знаете, и хотелось бы сказать, что в качестве части Дня английского права мы сейчас обсуждаем очень много различных вопросов, и это мне очень напоминает мою молодость, когда я тоже работала в именно направлении. И в первую очередь хотелось бы начать со ознакомления с нашими участниками панели сегодня. С левой стороны начнем. Стивен Росс является главой глобальной практики и партнером для споров и арбитражных споров, находящихся в Лондоне. У Стивена есть очень большой опыт по коммерческому праву, спорам, по международным активам и так далее. И 15-миллиардный... В целом, в общем, можно сказать, что он рассматривал дела на 15 миллиардов долларов и также по дела по мошенничеству на 9 миллиардов долларов. Стивен очень часто выступает на национальных и международных конференциях по спорам, и он является частью Chambers and Partners, и он фантастический вклад вносит в развитие данной практики. И он пытается всегда основываться на своем опыте и предоставлять наилучшие предложения своим клиентам. После Стивена у нас сидит Конрад. Конрад является партнером NLO в Лондоне. Он также основывается на международном коммерческом споре. Он также рассматривает очень много различных корпоративных и финансовых институтов и по банковскому праву, по гражданскому праву, по мошенничеству и так далее. Также он рассматривает много дел в Европе и имеет огромный опыт в арбитражных делах
по различным институтам. Конор, он является также баристером, и он является также частью в консультативной команды по арбитражным делам. Он является как бы партнером нового поколения. Он также входит в рейтинг Legal 500. У нас есть с правой стороны, к примеру, если перейдем, Дипти Хантер. Дипти является партнером в Kinder Heisen LLP. С 2021 года она работает там, и у нее есть... прошу прощения, Саадат. Вот. Прошу прощения за эту ошибку. Боковым зрением я чуть-чуть ошиблась. Дипти Хантер, вот с правого угла, у нее опыт более 24 лет по коммерческому спорам. И до вступления в эту компанию у нее была практика по коммерческим спорам, а также работала в PwC, в компании Большой Четверки, и она также консультирует по большим вопросам по договорным отношениям, банковскому праву, корпоративному праву, строительству и так далее. Также она консультирует не только национальные компании, но и международные компании, также частные семейные предприятия, а также индивидуальные предприятия и бизнес, и другие представители бизнес-сектора. И следующая, но не последняя наша участница, это Саадат. Саадат Абдуахидова является выпускницей Вестминстерского международного университета в Ташкенте. В период ее учения, в период ее деятельности у нее накопился опыт по корпоративному праву, по праву договорных отношений. У нее также была стажировка в международных компаниях и национальных компаниях, к примеру, KFA университет. Наверное, мы уже приступим к основной части нашего мероприятия. Мы начнем с индивидуальных презентаций и оставим вопросы на конец. Поэтому внимательно, пожалуйста, слушайте, чтобы мы смогли воспользоваться полностью знаниями и опытом наших панелистов. И первый спикер наш будет Саадат Абдухалидова. Она будет говорить о роли английского права для узбекских совместных предприятий и предоставит общее видение по совместным предприятиям и современных трендах в узбекской системе. Спасибо большое. Хорошо слышно? Да, конечно, вот, слышно. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Меня зовут Саадат Абдухалидова, и я открываю, можно сказать, сессию Перед тем, как я начну свою речь, я бы хотел представить и поприветствовать наших панелистов, коллег, которые пришли с разных точек мира. Спасибо большое, что вы находитесь с нами и делитесь своим опытом. Акционерные договора, акционерные соглашения и является очень важным инструментом для тех, особенно кого основывается на узбекском законодательстве. Какое определение у нас есть в узбекском законодательстве? Какое место эти соглашения занимают в узбекском законодательстве? Акционерные соглашения, они также могут быть и рассмотрены с учетом английского права. Я должна также отметить, что здесь нет каких-либо законодательных нормативно-правовых актов, постановлений, указов, которые точно бы, например, описывали акционерное общество. За исключением одного случая, который я отмечу чуть позже. В общем, узбекское законодательство не регулирует акционерные соглашения и даже не приводит определение данного рода соглашениям, но это не значит, что у нас нет на практике этих соглашений. На практике у нас есть очень много совместных предприятий, и у нас есть также местные компании, которые планируют заключить совместное предприятие с другими инвестиционными компаниями, можем сказать, для того, чтобы у них было совместное предприятие. Хотелось бы начать со статьи 354 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и свобода контрактов.
стороны свободны в заключении контрактов, которые не определены законодательством. Также мы понимаем, что есть статьи 59, 58, а также 60, обязательства и права сторон, а также юридических лиц не могут быть только прописаны в законодательстве. По факту мы видим, что свобода заключения контрактов является очень важным принципом, и что значит мы сможем в узбекской практике заключать такого рода соглашения спокойно. И акционерные соглашения, они могут ли они рассматриваться с учетом английского права, но не только узбекского права? Гражданский кодекс Республики Узбекистан, статья 1189, определяет, что контракт стороны вольны в выборе законодательства, которое применимо в отношении контракта, если в законодательстве в самом не определено, какое право применяется в отношении договора. То есть, если в законодательстве нет определенного права, которое должно применяться именно к вашему соглашению, вы свободны выбрать применимое право. И я проанализировала законодательство и не только нашла 1189 статью Городского кодекса, но и нашла еще другие статьи. У нас есть не только свобода в выборе применимого права, но есть и, к примеру, статья 5464 по применению корпоративного соглашения. Проблема в чем? Это определение является очень универсальным для нашего законодательства. Мы обычно используем уставные документы, устав и так далее. Мы это можем часами обсуждать данный вопрос и не прийти к выводу. Но этот вопрос был проанализирован до нас. Министерство юстиции Республики Узбекистан сделало официальный комментарий, который говорит, что соглашение, которое заключается между юридическими лицами, не имеет прямой связи с акционерными соглашениями, что означает, что статья 1191 не имеет прямого воздействия или урегулирования акционерных соглашений. И акционерные соглашения, что означает, что мы можем заключать данного рода акционерные соглашения, и применимое право может быть английское право. Вы можете подумать, что я пришла уже к концу своей речи, но я продолжу лучше. Я еще решила больше проанализировать соглашения местных компаний, не совместных предприятий, но других предприятий. И мы сейчас не оспариваем в целом акционерное соглашение, но мы знаем, что в Узбекистане нету каких-либо статей или норм, которые бы регулировали эти соглашения. Как вы понимаете, я до этого говорила, что есть все-таки случаи, когда акционерное соглашение было применено на практику Узбекистана. Это было уже предусмотрено в указе президента номер 5464 по концепции корпоративного соглашения. И в этом указе есть определенные нормы, которые планируется далее имплементировать в Гражданский кодекс. И корпоративное соглашение является соглашением, которое является обязывающим в отношении сторон, подписывающих это соглашение. И это определенная вырезка с указа президента. То есть они решили продолжить с определения корпоративного соглашения. Вы можете сказать, что корпоративное соглашение — это не акционерное соглашение. И для этого мы должны будем проанализировать практику Российской Федерации. Корпоративное соглашение — это термин, который был инкорпорирован в российскую юрисдикцию, законодательство России в 2015 году после некоторых очень важных и знаменитых кейсов, обсуждений. Есть как определение, конечно, разница в терминологии, но
мы можем сказать, что в Российской Федерации есть корпоративные соглашения, в Англии есть акционерные соглашения, но в целом это одинакового рода соглашения. И для нас было очень много различных кейсов, для нас особенно. Мегафон. Вот этот кейс является очень важным. Мне кажется, вы уже слышали об этом кейсе. У Мегафона было акционерное соглашение, был спор по определенным частям этого соглашения, особенно по применимому праву. И там было прописано, что это соглашение будет урегулирование шведским правом. У меня есть вырезка Федерального антимонопольного комитета Западносибирского района, которая говорит, что касательно юридического статуса нормы в отношении этих юридических взаимоотношений законодательство иностранного права не может быть применено. И тут складывается позиция, когда мы должны будем проанализировать исключения и ограничения к статье 1189. Есть 3 ограничения и исключения к статье 1189 в узбекском законодательстве. Первое. Императивные нормы законодательства, они не могут быть обсуждаться сторонами или изменяться сторонами. Общественная политика, 65, 64 статьи Гражданского кодекса. И после этого анализа я все еще не смогла прийти определенные идеи. То есть, можно ли все-таки акционерные соглашения, которые заключены в Республике Узбекистан, анализировать с точки зрения английского права или другого иностранного права? У нас есть, к примеру, право свободы заключения контрактов, есть также исключения, то есть есть и указ президента, но в целом мы можем видеть, что и по нашему законодательству, и по нашей политике есть открытость, наблюдается открытость к имплементации иностранного законодательства. Я все еще хочу оставить этот вопрос открытым. Я не хочу давать вам определенный уже закрытый ответ, потому что в узбекской системе в основном все зависит от определения и трактовки именно судей. Поэтому я тоже не хочу давать точный ответ на этот вопрос насчет того, что можно ли применять английское право в отношении местных акционерных соглашений. Следующая часть моего выступления будет направлена на совместные предприятия, современные тренды в Республике Узбекистан, и у нас есть 5465 постановление президента, которое говорит о предприятиях с иностранными инвестициями. И если у вас будет предприятие с иностранными инвестициями, у вас будут такого рода привилегии по законодательству Узбекистана. И есть определенные элементы, чтобы вы могли получить этот статус. В первую очередь, это уставной фонд. Уставной фонд совместного предприятия должно быть больше, чем 400 миллионов сумм. Ну, это около 40 тысяч, по-моему, да? 40 тысяч долларов. И также доля иностранных инвестиций должна быть больше, чем 50%. Раньше это было 30%. Но для того, чтобы увеличить объем инвестиций, наш президент это изменил 50 и больше. Также есть несколько организаций юридического характера, то есть юридические лица, совместные предприятия, акционерное общество, партнерство. И если те, кто практикует данную работу, они хорошо знают, что наша страна является наиболее популярной именно с точки зрения создания совместных предприятий ООО, то есть где получается статус СП, где даются определенные привилегии. Ну, на этом я заканчиваю. Большое спасибо. Спасибо большое, Саадат. Как я до этого сказала, вопросы и ответы будут уже в самом конце, когда мы закончим все презентации. Конрад Роджерс будет выступать следующим.
А сейчас мы хотели бы рассмотреть вопросы управления компаниями совместных предприятий, особенно Конрад нам поговорит о защите, мер защиты и также мер безопасности и другие, которые связаны с управлением совместных предприятий. Здравствуйте, меня зовут Конрад Воджис, я являюсь партнером компании Enio Law, которая находится в Лондоне. Большое спасибо, что пригласили на данное мероприятие. Хотел поблагодарить организаторов за такую отличную организацию и за возможность представить вам свою презентацию. Мы представили некоторые вопросы, то, что касается, например, скажем, управления совместными предприятиями. И то, что я хотел бы сделать, я хотел обратить внимание на меры защиты, которые можно представить этим компаниям, а именно для малых акционеров в различных ситуациях. Например, если крупный акционер не обладает какими-то ограничениями или имеет соответствующими мерами защиты, то это может создать серьезные иски со стороны малых акционеров. То есть, говоря более конкретно, я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые основные меры защиты малых акционеров. Во-вторых, хотел бы также поговорить о вопросах, которые связаны с деятельностью малых акционеров, которые невозможно решить, например, скажем, на уровне самого совместного предприятия и которые решаются непосредственно на основе соглашения акционеров. Различные советы или совет директоров, например, тоже участвуют в разрешении тех проблем, с которыми сталкиваются малые акционеры. И последнее – это некоторые меры защиты в отношении выплаты дивидендов со стороны самой компании СП. Структура, которая здесь используется, например, я не буду вдаваться в мелкие детали, потому что это уже было представлено в рамках нашей презентации. Это отдельный практический пример, который мы с вами рассмотрим чуть позже. Сложность, которая связана с этим, потенциально без адекватной меры защиты, например, это будет очень сложно для малых акционеров, например, если они не будут чувствовать, что они не будут участвовать, например, или не участвовать в управлении компанией. Поэтому очень является важным задокументировать все эти моменты в акционерном соглашении или соглашении акционеров предприятия. То есть, например, то, что касается назначения, предположим, совета директоров или наблюдательного совета. Совет директоров, например, совет предприятия, например, как раз таки это один из важных механизмов, который может оказать серьезную защиту для малых акционеров. И это обеспечивает, что данные члены совета директоров, конечно, они должны действовать на уровне фидуциарной защиты, и они обладают достаточно хорошим уровнем доверия со стороны акционеров и будут на самом деле как бы обеспечивать уровень защиты. Второе – это доступ к бухгалтерским книгам и другим информациям. Обычно, например, каждый акционер имеет право просмотреть бухгалтерские книги СП, потому что реальная ценность компании, например, скажем, находится на головном офисе, а не в дочерних предприятиях. I have tried, I think I've worked with a handful of different arbitrators. And that based on that experience, I will get us going, as Olga hinted at, by introducing the role and the type of work that you do as a tribunal secretary. And that will, of course, depend a bit on the case, and I think in particular on the arbitrator with whom you're working. The arbitrator's mandate is, of course, personal, which means that the decision-making cannot be delegated to anyone, including a tribunal secretary. And that's the good starting point, I think. No decision-making is involved in the tribunal secretary's role. But other than decision-making, there are a host of tasks that I think we can all agree are permissible. One crucial task as tribunal secretary is to maintain the case file. So depending a bit on the case and the applicable rules, you're the one in charge of making sure that the submissions and the exhibits and the correspondence is stored in the official case file, which is not only intended to assist the arbitrators in their ongoing work, but also in case there are any issues at the post-award stage, for example, if there's a challenge, set-aside application, or enforcement issues, you are the keeper of the case file.
Another key task is research. And here I talk about both legal research and fact/case specific research. Legal research, I think many of us who work as tribunal secretaries sometimes would wish that there was more. But in my general experience, it's not the case, because parties tend to be pretty good at making legal arguments and the arbitrators tend to know the law. It happens every now and then that you get asked to, prepare a summary of what the case is relied upon by the parties as precedent or guidance, what they say and what the tribunal might find useful from that. But typically the research is more related to the case and the facts. And you may be asked questions like, what kind of argument did the claimant make about this? Or which exhibits might support this contention? And because you are the keeper of the case file, you are sort of expected to be the person who knows the case inside out, who knows the exhibit numbers and how the party's case may have evolved over the course of a case. Another big task is drafting. And again, generally speaking, since you don't make the decisions and as tribunal secretary, you are not involved in the decision making, your drafting tends to be of the non-decisive, non-reasoning parts of official documents that the tribunal issues. Procedural orders and also the background sections of any decisions or awards. And this task kind of goes together with keeping the case file as well, that because you're expected to know the case file, you're expected to know the chronology and what has happened in the case, which also makes it natural for you to be the person drafting those sections of decisions or orders. There's also a lot of logistics involved in this role, and this I think applies especially if the hearing is not an institutional one. If it's an institutional hearing, you have institutional support, and that's a secretariat that will do a lot of the work that would otherwise fall on a tribunal secretary in an ad hoc case. So again, it depends a bit on the case, and the distinction between institutional and ad hoc matters quite a lot here. If it's not an institutional case, in other words, if it's basically you and the tribunal, your tasks are, I was going to say more complicated. That's not necessarily true, but you have more tasks on your table because you don't have the secretariat support. They may include preparing the hearing, including communicating with interpreters and court reporters and the hearing venue. In this non-institutional scenario, you are also, as the tribunal secretary, often the point of contact for all communication in the case. So emails, submissions go through you, both from the parties to the tribunal and the other way around. In many institutional scenarios, you have an institutional lawyer, a secretariat employee of the institution doing this. But again, that also depends a bit on the institutional rules that are applicable. And the role of a tribunal secretary in the proceedings, to put it in as short a way as possible, I think, is to take work off the hands of the tribunal in a way that benefits the parties. And that's sort of the reason for the role in the first place, is the way that benefits the parties point, I think. The idea is that because you are cheaper, and we don't have time right now to go into exactly how and when and if a tribunal secretary is actually paid, but generally speaking, you are a more junior lawyer than the members of the tribunal, of course. So your hourly rate will be lower. And the idea is for you to do tasks that you can do more efficiently at a lower cost than the tribunal members who would otherwise be doing it. And what skills are required to do the work effectively? I would say that, generally speaking, we're talking about the same skills as any other good lawyer. You need to be diligent. There's a lot of double and triple checking things to make sure. And you are also typically the last person to do that before an award or a decision goes out. You need to be proactive and anticipate what the members of the tribunal may need or ask for before they do so, both when you're sitting in your office during the many slow moments that happen in any arbitration in between submissions. You need to anticipate what's coming in next, and when that thing comes in, what is the next point of action that the tribunal will have to engage in, and what can I do now to make that easier?
when that happens 3 months down the line. But also during the hearing, of course, you're assisting the tribunal, and they may need practical things, and they may want to ask questions, and you have to sort of read them as well as you can. You also need to be a good drafter, because as I said, drafting is such a big part of the job that you really, I guess like any other lawyer, basically need to be good with a pen. But there are some other things that I think are more specific to arbitration lawyers and even to this role as tribunal secretary specifically, I think. And one of those characteristics is humility, because this role is not the time for you to shine, to express your views, to impress senior people. You are essentially in the background. A fellow tribunal secretary told me that she thinks of this as working sort of, on the staff of a politician. You work in the background, you aid someone else who has been trusted with an important mandate, and you haven't been entrusted with that important mandate. So you're an assistant or a speechwriter, or however you want to think about it in terms of analogy, but it's not your voice that matters here. I think a related point to that is also that a certain cultural sensitivity is necessary, because you will be engaging with counsel and with arbitrators from different jurisdictions and backgrounds. And because the role as tribunal secretary, unlike I think the role as counsel, isn't always as clearly understood by everyone involved, you need to be respectful of that and know where the parameters are and what you can and cannot do. So you have to be a bit humble and sensitive, I think. It's kind of a background role. I have a few minutes left of my 10 minutes, and I want to address the final point about how to become a tribunal secretary. And although it happens occasionally that an institution appoints or suggests a tribunal secretary, in the vast, vast, vast majority of cases, the appointment, which is then of course approved by the parties, the suggestion comes from an arbitrator, typically the chair. So the short answer to the question how to become a tribunal secretary is to get to know an arbitrator, or to be in a position where an arbitrator, typically the chair or maybe a sole arbitrator, feels confident in asking you to take this on. And that is of course easier said than done, especially if you're a junior lawyer. It's not always natural for you to interact with senior members of the community. But I think the typical scenarios are, if you're working for a law firm and there are partners who act as arbitrators, they may need secretary assistance, even if they don't know it yet. They may need to be reminded that it could be a good idea, and if so, that your hand is raised for that role. It could be a professor, if you're either a postgraduate student, an LLM student, or a PhD student. Maybe a professor that you're working with is regularly appointed as arbitrator. But it could also be in a more ad hoc way. If you're from a jurisdiction, for example, it's a specific jurisdiction, and there are only a few people in that jurisdiction who act internationally as arbitrators, maybe they would want someone who speaks their language and knows their culture. And you can reach out, even if you don't have a formal relationship already, and inform them that I'm an arbitration lawyer, I want to work as tribunal secretary, please keep me in mind. But again, all that is easier said than done, but I cannot overemphasize how crucial it is to go through an arbitrator. It's very hard to get a tribunal secretary appointment through parties or institutions, frankly, of arbitrator suggestions and arbitrator appointments. And that is, I think, 10 minutes exactly on my clock, so I'll happily yield the floor. Thank you. Thank you very much, Joel. That wasn't just an amazing presentation, but a real masterclass of how a great tribunal secretary can compact a complex subject into a very concise and efficient briefing. Thank you very much. Our next speaker is Melanie Field-Boucher. Melanie is the Secretary General of Madrid International Arbitration Center and a successful arbitrator on her own, who has an extensive experience sitting as a sole arbitrator and president of the tribunal in national and international arbitral proceedings.
Prior to that, Melanie has worked as a tribunal secretary in many arbitrations in law firms. And this is precisely why we asked her to speak about her transition from tribunal secretary to arbitrator and institutional work. In particular, how the work as a tribunal secretary can prepare someone for this type of work and transition, and how to get that magical first appointment. Melanie, have a Thank you, Olga. Can everybody hear me? Yeah. Okay, great. So thank you so much. I want to thank Diak for the invitation, and of course, a special thanks to Olga and Kristen. So I'll be talking about how to transition from tribunal secretary to arbitrator, and I wanted to speak about three main ideas. The first one is my experience as a tribunal secretary. The second is how my work as a tribunal secretary prepared me to be an arbitrator. And finally, I'll give you some tips on how to transition from tribunal secretary to arbitrator, or in other words, how to get your first appointment. So my experience as a tribunal secretary was pretty interesting. I started my career in arbitration, started as a tribunal secretary. I acted as secretary for 8 years with an international arbitrator, a Spanish arbitrator. His name was Juan Fernandez Armesto. And we worked in commercial and investment arbitrations. And this job actually took me to very interesting places. I found it very interesting. The first case I remember I was acting as a secretary was a construction case of a hippodrome for camel races in Dubai. In other cases, I had the opportunity to have site visits in helicopters. So it was really a nice experience that I had acting as secretary for this particular arbitrator. I think it's interesting to see that the different models, the business models that you can have. In my case, this arbitrator had a boutique of arbitration. So his business model was really specialized in arbitration. We only did arbitration. He acted as arbitrator, and he had a team of lawyers acting specifically as tribunal secretaries. And the tasks actually sometimes exceeded administrative tasks. But of course, parties that appointed the arbitrator already knew that his team had specific tasks, because those tasks were included in the terms of reference, and the parties signed the terms of reference, and they agreed that sometimes, well, the task of the tribunal secretaries would actually exceed administrative tasks. So it was really an experience. It was really a boutique where he teaches his team to become arbitrators. And my transition from tribunal secretary to arbitrator was thanks to the arbitral institutions. So it's really interesting because Joel was mentioning that it's really complicated that the institution appoints you as a secretary. But in the case of arbitrators, the institutions are the ones that will probably give you your first appointment. So my first appointment came from the ICC. And recently I got another appointment that came from ICSID. And I think that the fact that I already used to work as a tribunal secretary and got direct contact with the secretariat or the staff that work in the institution allowed me to get those appointments, because they already knew how I worked. And this is how I think I received my first appointments from the institutions. So this brings me to my second point, which is how my work as tribunal secretary prepared me to be an arbitrator. So Joel has already explained very brilliantly the tasks that tribunal secretary have. And I think there have many advantages to have for the proceeding. There's a lot of advantages to have a tribunal secretary. First of all, because it keeps the proceeding running smoothly. It helps move the case forward towards the end. It improves the quality of the proceedings as well as the award. And of course, the secretaries can contribute to a reduction of costs of the procedure, especially when the arbitrators are paid on an hourly basis. But what are the advantages for you as a secretary? First of all, I think you learn and enjoy the ride with limited responsibility.
Because of course, as Joel mentioned, this is a background role. You're not signing the award. You're not the arbitrator, but you get to see how it's done. And as you know, many arbitration, especially in commercial arbitration, everything is confidential. So it's complicated to know what's going on the backstage, right? But when you're a tribunal secretary, you see everything. You see how the tribunal manages the parties. You see how they manage, how the president can manage the co-arbitrators, because you have to remember that it's not only the parties. They are a lot of different dynamics in the tribunal depending on what president or co-arbitrators you have. So to see how a president tries to negotiate or how the co-arbitrators negotiate their position within the tribunal, that is priceless. So you get to see the deliberations that normally are secret, and you get to be in the black box. You get to see how arbitrators reach their decisions. And you have to remember that sometimes you may have the opportunity to work with different arbitrators from different legal backgrounds, thinking in a very specific way. So this is very rich to see. And of course, you learn how to draft properly in a persuasive and convincing way. So I remember when I got my first appointment, this ICC appointment, sorry, I felt very confident because I was working with an arbitrator. So all the procedural matters or all the due process paranoia that maybe an arbitrator might have, I didn't have that because I already knew that if I had a question, I could always go to the arbitrator I was working for and have a sound response, right? So this really helped me to focus on the substance of the matters. And of course, I realized that I learned so much by acting as secretary of tribunal, and things that you cannot normally learn in books. It comes from experience. So it was really intuitive, it was really natural, the ability to conduct a proceeding and the deliberations and the organization of the work within the tribunal and the process of producing an award. Things that for other people that haven't acted as tribunal secretary, this might be, they don't feel as comfortable. I think being a tribunal secretary really helped me to feel very comfortable with those matters. So I really think having the tribunal secretary experience helps training the next generations of potential arbitrators. And finally, I just want to finish with this third idea and some tips on how to transition from the tribunal secretary to arbitrator. I just want to anticipate that I don't have any magic solution, but I think it's a matter of how you work. You have to take into account 3 different issues. The first one, of course, are the professional qualities, knowledge, and skills that you have. So you constantly have to improve those qualities, be it legal education, analytical skills, management skills, writing skills, experience, languages. All those skills will help you, of course, to excel in your work. But then there's another, sorry, there's another matter, which is the personal branding. And this is basically how you present yourself to the market, to the arbitration market. And I think that the excellence of your work speaks by itself. So what you have to do is to try to find opportunities where people can see your work. In international arbitration, you will see there's a lot of different task force you can work in, you can publish, you can have speaking engagement, etc., where people get to see you, but not only to meet you in a network event, but get to see a little bit of your work. These are some elements that will help you with, let's call it like this, like symbolic capital. Now you can tell me, of course, but where can I find these opportunities, right? If you don't find these opportunities, they're everywhere. You just go into the internet and you will find them. And if not, please do write to me and I can give you a lot of information about this. But if you can find these opportunities,
you have to create them, the opportunities for yourself. And I can give you just a small example. I remember in 2016, I created an association called International Arbitration Seminars and Courses. And it's really interesting because that association reunites a lot of different professionals in the arbitration world. And we do a 1-week course. And I started inviting people, inviting arbitrators, inviting tribunal secretaries, people from the arbitration community to help me with these courses. And I got to meet so many people, and I think I got many other opportunities coming from that specific project that I founded in 2016. So I really think that you have to think out of the box, and if you don't get these opportunities, try to create them by yourself. And just two last ideas regarding, of course, networking, which I think everybody knows how important it is in international arbitration, but I think you really have to get involved in the arbitration community, attend conferences, join young arbitration groups. You have, for example, Young ICA, ICCF, TEC 45. There's so many different groups you can join, and that will help you to grow your network and, of course, meet amazing people and share very different ideas on arbitration. Then for those who know how to use social media, I think it's a great way to get visibility if you know how to use it. And I think the golden tip, I would say, but that's based only in my experience, my personal experience, is get noticed by the one who appoint arbitrators. So institutions, arbitrators that might be your co-arbitrators afterwards, and parties. And I think for the institutions, the best way to do it is to work with them, to approach them. But I think the best way that they can see your work is being a secretary to arbitral tribunals. And finally, the third point is luck. There will always be luck. So not only your skills, not only your personal branding, but there's always touch of luck in life. And Roman philosopher Seneca once said that luck is when, it's what happens when preparation meets opportunity. So I think you have to train yourself, have patience, and be ready to seize the opportunities when they come. And that's it for me. Thank you. Thank you very much, Melanie. It has become it's a sort of template advice to young lawyers that tribunal secretary work is the path to arbitrator appointment, but it is priceless to hear from someone who has successfully done this transition. And thank you very much for sharing your experience. However, this transition is not the only path for a tribunal secretary, and today we have an example of a successful story in a different career path. Gustavo Laborde is joining us. He's practiced as a tribunal secretary for several years and recently made a successful transition to counsel work, founding his own arbitration boutique, Laborde Law, in Paris. We asked Gustavo to address this transition and the difference in the type of work and skills required for both roles. Gustavo, you have the floor. Hello, Olga. Hello, everyone. Thank you very much for the invitation. If there is something more exciting than practicing international arbitration, is knowing that there are people in places like Tashkent who are keen to learn about international arbitration. And yes, I would make the submission that actually practicing or working as tribunal secretary is one of the best ways to train to become arbitration counsel. Now, if you are a young graduate from law school in Uzbekistan or some other place on earth, and you want to practice international arbitration, not as an academician, but you really want to practice and work on cases, there are essentially two paths open to you. There's one that is the more conventional path, which is to apply to a law firm that's got clients, and then you will be doing counsel work. You're going to be representing those clients' interests, trying to get the best possible result for them in the context of an arbitration. Now, the second path,
that is less conventional would be to apply, for instance, to arbitration chambers to work for a specific arbitrator and to become a tribunal secretary. And there the type of work will be quite different. In the classic setting where you work for a law firm, usually the structure where you're going to be working in is going to be an inverted, it's this inverted pyramid in the sense that you will have a senior person at the top, right, of the team, and then the more as you go down, you will have more junior people. So you usually work in a team with several lawyers, and you will interact with these lawyers. You'll have colleagues who are going to be either junior associates, you have mid-level associates, junior associates, and then at the top, the partner will be deciding the direction and that strategy. As opposed to that, when you work for an arbitrator, you don't really have this pyramid structure. Is to keep using the geometric analogy is just the arbitrator and you. So it's really a simple line. It's a one-on-one interaction. And there are 2 points I'm going to address. One is the differences between these two roles and between that is working as counsel and working as tribunal secretary. And the second one is how to transition from one to the other, tribunal secretary to counsel, which is somewhat more unusual transition than transitioning from tribunal secretary to arbitrator, which would be the more perhaps natural transition. On the first point, the differences. I think that the most interesting way to start is the day-to-day life. If you work at a law firm or you work for an arbitrator, what's the main difference on a day-to-day basis? Well, the work of tribunal secretary is a lot more solitary. It's a little bit like doing a PhD, only that you're working on a real case. This is going to have real impact deciding a dispute. Whereas as part of a counsel team, you're going to be interacting much more with people. You're going to be interacting with your colleagues from the team. You're going to be meeting witnesses, experts. So really the work of the tribunal secretary is a lot more monastical, especially when you're doing it on a full-time basis, like some of us have done it. In the case of Melanie, I think you did it full-time as well. I did it full-time for a few years, and working for arbitrators who are full-time arbitrators, and essentially that's really the only thing you do. The second difference is in the nature and the goals of your work. Of course, as counsel, your goal is to get the best possible result for your client, to win, if there is such a thing as you can call it win, but at least get the best result possible. Whereas as tribunal secretary, really the goal is to help the tribunal issue the right decision that is well-grounded in law and in fact. And of course, that means that also as counsel, you have the ability to set the framework for the case. What does that mean? It means that, for instance, if you are the claimant, you are going to decide what claim you bring. You're going to decide what evidence you present. If you're the respondent, you're going to decide what defenses you bring and what evidence you submit. And as someone who assists the tribunal, you're going to mostly be working within this framework the parties set. There are sometimes, of course, exceptions. For instance, on jurisdiction, sometimes the tribunal could raise a sua sponte objection. Of course, that would not be your call as tribunal secretary, but you may have to help the tribunal with issues that are not exactly within the 4 squares set by the parties. The other difference is in the terms of the drafting style. In principle, in both, either as counsel or as tribunal secretary, of course, you have to always aim to draft in a way that looks as objective as possible. But the reality is that as counsel, you have more
freedom, if I can put it that way, to use language that is more flowery, more evocative, more stirring. It's a bit more emotional. Whereas as tribunal secretary, you're always supposed to write in a very sober, moderate, forensic way. So that's an important difference. Let me give you an illustration in practice of how would that be. So for instance, I've seen a lot of times at counsel when they refer to a key witness from the other side, they just say, you will read things like he was blatantly lying, or he has no credibility whatsoever, or in a more perhaps elevated fashion, his testimony should be entirely discounted. Usually, if you were writing as tribunal secretary, you would not say that. You would say the testimony of the witness was unpersuasive on this point or unconvincing. So these are the kind of differences that you would see in the writing style. Then there are different stakes, of course, as counsel. You have a stake on the line because you win or lose. A tribunal secretary, there is not as much tension and adrenaline, and so that's another important difference. And then is, well, the viewpoint that you get, and I think this is a huge advantage of being tribunal secretary, which is when you work as counsel and you begin as a junior associate, you usually work really on a slice of the case. So especially the bigger the case, the smaller your slice. So you will work, for instance, on a specific point of jurisdiction or a specific point on quantum or on the merits. Whereas as tribunal secretary, you really get to have the same perspective as a senior partner at a counsel team. So in a way, you're just beginning your career, but you have the same viewpoint that the senior partner at a counsel team would have. You see the whole case. And that gives you a perspective that you will not have as junior lawyer at a big firm. And then, well, the career prospects, of course, the natural career prospect of tribunal secretary would be, if you just do that, eventually it's to one day become a full-time arbitrator. Whereas if you work at a law firm as counsel, well, you progress through the ranks and eventually you become the senior partner. However, cross-fertilization, or actually gaining experience in one of these, for instance, tribunal secretary and then transition into counsel, actually makes a lot of sense. And a lot of well-known arbitration counsel have done that, have been tribunal secretaries in the past. Now, so the transition, I'm running out of time. How to do that transition? Well, first is that a lot of the skills that you learn as tribunal secretary will be extremely helpful to being counsel. The first is that the core legal skills are really the same. As Joel mentioned in his presentation, he said, well, you need to be a good lawyer. You need to have good analytic skills. Those skills will serve you well as tribunal secretary and as counsel. Mel mentioned, you need to write in a persuasive and convincing fashion. Those skills will also serve you to be a good counsel. So those skills, the good analytic skills, writing clearly and persuasively, and also the ability to review efficiently large amounts and volumes of documents. All those skills that you will use as secretary will also help you to be a counsel. So really, in a way, the job of the tribunal secretary is a form of advocacy. Your audience is the parties. You are trying to convince them, of course, as an instrument of the tribunal, you're trying to convince them that this is the right decision, right? And of course, I know I'm straying into somewhat delicate territory because Joel mentioned this distinction between decision-making and drafting. In his experience, or he mentioned that tribunal secretaries only draft procedural parts. I've seen that often the tribunal secretary will draft more than that, and that's always an issue of debate. Just last year, a Belgian court ruled that a tribunal secretary drafting a whole award is not a problem as long as there is proper supervision.
And so sometimes tribunal secretaries can get to draft everything, including the analytic parts, and that's I believe that's fine, as long as with the caveat that Belgian court noted, which is everything has to be carefully supervised, and ideally both instructed to be written in a certain manner and then supervised. So with those two caveats, I think tribunal secretary drafting also analytic parts of the awards is usually fine. Now, the second point is the perspective that I mentioned, right? Having the whole case. So if you're self-conscious about that perspective that you have as tribunal secretary, that you get to see the case as a whole, you can perceive changes in, for instance, the strategy of the case in one of the parties. I've seen as tribunal secretary, for instance, that a party that had insisted, they had arguments 1, 2, and 3 in their whole case. Then the hearing came, and what was argument number 3, or let's say the argument that was at the back, they put it really front and center of their case. It was what they focused on the most during the whole hearing. That was a clear change of strategy. And you have to pay attention to those things to try to understand why they did it, and to learn the advocacy insights as to why that happens. Now, the hearings are phenomenal opportunities as tribunal secretaries to learn a lot. Why? Because at hearings, you as tribunal secretary will be the only one that doesn't have an active duty. The counsel, the lawyers, they will have a lot of things to do. They will be preparing the next witness. They'll have to pay attention to what the other side says. The arbitrators also have to be very attentive to potential objections, to then some questions they want to ask. The only person in the room who really doesn't have any active duties and can pay full attention to what's going on is the tribunal secretary. So that's a wonderful opportunity for you to see how the insights of how advocates prepare their cases, how they argue, how they examine witnesses. Olga, tell me if I'm too late, and I'm still and have 2 more points. Then the deliberations, which is a point Melanie also touched on, is you get to see this form of meta advocacy, because you are the only one who is not an arbitrator who's going to be in that room seeing the deliberation. And then so you will see what the arbitrators found persuasive, and then you will see them advocate for the position they believe is the most persuasive. So, I call this a form of meta advocacy. And you have a privileged insights into that exchange. And then finally, going back to these geometric analogies that we used, when you work as a counselor at a law firm, if you start, of course, as a junior, the person you usually interact with are people who are just about your same seniority or just above you, so who are mid-level associate perhaps. Whereas when you work for an arbitrator directly, you're going to be working one-on-one on a daily basis with a very highly experienced lawyer. So your work product will need to meet a very high threshold to convince that senior experienced lawyer that your work is good enough to be produced and potentially sent to the parties. And that's about it. In terms of the practical tips, I would say all those things will help you, all those skills will help you to transition. Now, if you really want to do counsel work and you are full-time tribunal secretary, you cannot do it for too long, because then you're going to be paying a penalty. I was tribunal secretary full-time for 4 years. And I had a bit of trouble because when I started sending my CV, people say, okay, what did you learn, or what are you doing? Why do you want to transition now to counsel work? And so you have to deal with these kind of questions. And but it's actually work that people who do arbitration really highly value, and it's something they will actually appreciate. When I moved from full-time secretary position to counsel work, I still kept doing on the side a bit of tribunal secretary work, because some of the lawyers at the firm who did counsel work also had arbitrator appointments, so they were happy to have someone who had experience as tribunal secretary as well. So both, you can keep doing both, and that's fine, as long as you begin doing some counsel work before it's too late. Thank you. I'm sorry, I think I will speak a little bit too much.
Thank you very much, Gustavo. As usual, very deep, very insightful presentation from you. And we are very happy to have one of our speakers in person in Tashkent. Eugene Tong is joining us. He's the tribunal law clerk at the arbitration chambers in Singapore. And Eugene has kindly agreed to provide a regional perspective, speaking about challenges and peculiarities of the work as approach to tribunal secretaries adopted by the regional institutions, notably SIAC and Hong Kong Arbitration Center. Please. Good afternoon, everyone. Thank you to the organizers for the invitation for me to speak here. Is this loud enough? Okay. So as Joel has mentioned, the tribunal secretary role is by nature pretty obscure because it depends very much on the individual preferences and peculiarities of the arbitrator you're working with. But that said, I think it's still possible for me to give a few observations on the role in the context of Asia. So what I plan to do today is to make some general comments on the tribunal secretary role in Asia, and then move on to speak on like what Olga just said on the role of tribunal secretary in relation to arbitral institutions in Asia. As Gustavo touched upon, one of the reasons why the tribunal secretary role is of interest and maybe provokes a bit of controversy is because sometimes there have been challenges to awards before national courts due to the involvement of tribunal secretaries. And this is very interesting because when I was kind of preparing and thinking about what to discuss during my presentation, I realized that one thing that stood out in Asia when it comes to tribunal secretary roles is that I couldn't think of any specific cases where this has happened. So none to my knowledge, but I did dig a bit deeper. There are a few, but it's really not as many as in other parts of the world, I would think. So that's one interesting point that I have to make. And of course, there are many reasons for this. The easiest reason that you can give is perhaps a bit unsatisfying, which is that it's cultural, because Asians, one might think, would have a tendency to be less litigious. But I also think that aside from this, it's also a function of the fact that the tribunal secretary role is really not as common in Asia. And to kind of put this point across to you more concretely, again, I was thinking of examples as to tribunal secretaries whom I know in Asia. And the examples that I could come up with are basically where I work, the arbitration chambers in Singapore, the arbitration chambers in Hong Kong, which is the same organization as where Joel works, but it's a separate outfit. Michael Huang's chambers in Singapore. And aside from these, there are also a handful of kind of what I would term more independent and autonomous tribunal secretaries in the sense that their roles are less systematized. So what happens in these instances is that either an arbitrator wishes to have assistance during a case, so they reach out to someone to be their assistant, a tribunal secretary, or what I presume is more common is that there is a junior lawyer, a younger lawyer, who would like to take a stab at the tribunal secretary role, the position, and they cold call, or they ask an arbitrator about it, and then they get the role. So this is what I mean by more independent, because sometimes when the tribunal secretary kind of moves on and goes, for example, back to private practice, he or she might not necessarily be replaced by another tribunal secretary. So it's, in that sense, it's less systematized. And these kind of independent roles, to my knowledge, again, it's fewer than 5. So the point here being that in Asia, it's actually quite an uncommon role. It's quite unusual. And the upshot of this is actually that the market is actually not fully developed yet. There's still plenty of room for growth. And this means that there's an opportunity if anyone wants to work in Asia or have a stint in Asia. This is actually one of the alternatives that are available. So yeah, that covers my point. The 2 points, which are basically that there are fewer challenges. Actually, if you think about it,
I would think that nobody can think of a challenge before the national courts to an award based on the involvement of a tribunal secretary. And secondly, that there is there's potential for growth and development. That being said, there are a few challenges or peculiarities to the role in the context of Asia, which is that, number one, the easy example actually is just a matter of language, because although English is still overwhelmingly the predominant language of arbitration in most cases, sometimes the occasional case does come by where there is either English is not the language of arbitration or English is one of the languages of arbitration. So for example, right now in my docket of cases that I'm assisting on, I actually have two cases which are bilingual, Chinese and English. So this means that actually, basically, effectively all communications are in English and Chinese. So reading, writing, speaking, listening, you have to do all of it. But of course, it also depends on the particular arrangement of the case. So that's one peculiarity. And if anyone has learned or speaks an Asian language, I think that would be an asset. I can't promise that it will help a lot, but I think there is an added value because the occasional odd case does come along, which requires a non-English language as the language of arbitration. Aside from this point, which is quite easy to grasp, there is also another point, which is like what I think Joel mentioned. The work of the tribunal secretary is very much dependent on the case that you receive, that you get, that you assist on. And in Asia, sometimes, depending on which jurisdiction comes along, certain jurisdictions are a bit tricky in the sense that counsel might not be that sophisticated. So the submissions that you get might be a bit difficult to decipher. So this has a very direct impact on the work that we do because, as the speakers before me have mentioned, we help to draft awards and certain parts of the award, especially, for example, like summarizing parties' positions. This means that you actually have to read the submissions, digest it, and then put it out in a summary fashion that is, easy to be digestible, limpid, and very concise. The problem with this is when counsel submission isn't all that coherent. It means that you have to exercise some sensibility and some delicacy because you have to digest the information and put it across in a coherent fashion, but not kind of go beyond the point where you're actually helping counsel to construct the argument for them. And that can be quite a tricky task. It does happen sometimes. I've had one or two cases which are like that, but you just have to kind of develop the sense as to what's appropriate and what's not. So that's the challenge and the specificities of the tribunal secretary role in Asia generally. And now moving on to the role in relation to Asian arbitral institutions. As Olga mentioned, I will be touching on two institutions in particular, SIAC, the Singapore International Arbitration Center, as well as Hong Kong Arbitration Center, or HKIAC. So for SIAC, I just have two brief points to make. Number one is, as I think most major institutions would have, there is some guidance provided on the role of the tribunal secretary, what is permissible, things like boundaries and limits, things like that. It's basically the SIAC practice note for administered cases on the appointment of administrative secretaries. And it's not, most of it is pretty regular stuff. I think it would be, how would I put it? It would be easier for you to go online to read about it. So I'll just kind of bring out those parts of it that are a bit peculiar, a bit more of interest. So in this practice note, it's quite interesting because it states that for cases under 15 million Singapore dollars, meaning like the quantum is under 15 million Singapore dollars, a tribunal secretary cannot be appointed where the tribunal secretary will incur additional costs to the parties, except for reasonable expenses. So this links up with the point that I mentioned earlier, which is that because it's a restriction on the remuneration scheme, I think it does kind of adds a bit of difficulty to tribunal secretaries acting as independents in that sense, as opposed to something that is more systematized where these things can be, it's all in a regime already. Because this means that either, number one, the arbitrator must have only cases that are either where the quantum is either 15 million Singapore dollars or above,
Or number two, the tribunal secretary is remunerated on a salaried basis. Or number three, the tribunal secretary can serve on such cases, but they're willing to forego the remuneration, the regular remuneration. So this is one kind of interesting point that you can find in the SEAC practice note. And aside from this kind of issue with the threshold of 15 million Singapore dollars, even above 15 million Singapore dollars, there is a cap on the hourly rate, which is at 250 Singapore dollars per hour. So you can see there's a bit of there's a bit of a tricky issue with the remuneration in this sense. How it actually plays out in reality, I can't really comment because, well, I mean, to put it quite plainly, my remuneration scheme is I'm salaried with like a bonus and all that. So it doesn't really, for me, it delinks the structure. The structure of my remuneration is delinked from the quantum of the case. So I don't really have any personal experience as to how this works out in reality. The other kind of facet that SIAC is interesting with regard to the tribunal secretary role is that it offers a course on tribunal secretaries and international arbitration. In case anyone is interested, there is actually an upcoming session. I think it's in October, but you'll have to check it out online. And that is what SEAC has to offer. And this brings me nicely on to my next point about HKIAC, or the Hong Kong International Arbitration Center, because they are actually, I think in some sense, they are more well known for their training program on tribunal secretaries. So HKIAC has a very interesting structure when it comes to this issue, because it has basically two dimensions. Number one is that it has a tribunal secretary service available. And number two, it has a tribunal secretary training program, which is what I mentioned. So this is very interesting because for the tribunal secretary service, it is in this part of the world in Asia, for example, in comparison with the Singapore International Arbitration Center. It's interesting because it means that the staff members at HKIAC, they can effectively serve as tribunal secretaries on cases, something which is not permissible in, I would think, most other major international commercial arbitral centers or institutions. And this means that effectively, if parties decide to appoint a tribunal secretary from amongst the staff members at HKIAC, it means that you basically get kind of two positions rolled up in one. And let me explain this. So basically, you get the tribunal secretary role, and at the same time, the person who is serving as tribunal secretary will know the internal workings of HKIAC inside out. So that's very convenient, because if you have any kind of issues or questions that you want to raise, any doubts, any queries, you can actually ask the tribunal secretary, and he or she will actually know very readily, because he or she is actually part of the body of staff at HKIAC. Having said that, we just have to be aware, though, that in HKIAC's guidance note, it does say that tribunal secretaries appointed from amongst from their staff members cannot serve as the case manager of the same case. So that's just something to bear in mind. And so now that we are more acquainted with the tribunal secretary service at HKIAC, the other second dimension is the tribunal secretary training program that HKIAC offers. This is a program that lasts around 2.5 days. It happens around twice every year. And from what I've gathered, and I've actually spoken to someone who has taken the course, and he did his own research because he was interested in getting trained as a tribunal secretary. From what I gather from this colleague of mine, it's actually the only kind of consistently ongoing, regularly held course offered by an institution anywhere in the world. So that's interesting. And what is even more interesting is that this tribunal secretary training program, it kind of forms a positive feedback loop with the tribunal secretary service that HKIAC offers, because this training program is actually used by HKIAC to train its own staff, to prepare them to serve as tribunal secretaries if they are appointed on a HKIAC case. So the upshot of all this is that if you actually take up their program and you join their program, it is very reassuring to know that they're actually using it for their own purposes, and it is not something that is taken in the abstract, because it's actually
in a sense, their own internal training program. So that's something also that's very interesting about the HKIAC offering. And of course, I've also touched upon this. HKIAC also has guidelines on the use of tribunal secretaries. But again, it's pretty much the regular stuff except for the remuneration bit. I can elaborate on that if anyone wishes, but I think for now, my 10 minutes is probably up. Thank you very much, Eugene, and thank you for being here with us today and bringing the perspective from the Asia, because and thus putting Uzbekistan firmly in the middle of the Silk Road as it is traditionally been the place. I'm passing the floor to Kirsten. Further remarks. Thank you very much, Olga, and to all our esteemed panelists. I just want to carry on and follow up from what Joel shared and Eugene shared as well. So firstly, TIAC has, under a working group, developed a roster of tribunal secretaries. So for TIAC administered cases, the arbitrators can actually appoint tribunal secretaries from the TIAC roster of tribunal secretaries. So we do invite all of the tribunal secretaries, that the panelists have mentioned, to consider joining the TIAC roster of TSs. That's one I wanted to share. The second is that TIAC is also organizing a training program for the tribunal secretaries and those who aspire to become tribunal secretaries. And with reference to HKIAC, TIAC and HKIAC actually do have an agreement to jointly administer certain cases. And with that, we'll have more details that will be shared by Diana in due course. And lastly, Melanie shared about finding opportunities, right? And for that, I think we'd also encourage those who are interested here in the room to join TIAC 45. Through TIAC 45, you can get engaged in some of the working group and projects. For instance, the development of the roster of tribunal secretaries actually evolved from the working group that some of our panelists are members of. And it was really great to hear from the esteemed panel about the different routes to having a career in international arbitration. Whether it's from academia to tribunal secretary or from tribunal secretary to arbitrator and institutional leadership, tribunal secretary to counsel and full-time independent tribunal secretaries. And if I may now add, from counsel to tribunal secretary. So my personal experience was actually the opposite of Gustavo's. I don't know if I can see Gustavo here. So mine was quite the opposite. I started out as counsel first. Then as counsel, I was then able to work as tribunal secretaries because some of the partners in the law firms served as chairpersons in cases. And that's where the opportunity to serve as TS arose. And from that, transitioning to then taking on arbitrator appointments, although I still serve mainly as counsel. I want to say that Melanie highlighted a very good point. It's not enough to be very good at what you do, having all the skills that Joel mentioned, right? Analytical, legal education, but also being able to show the world that you do arbitration. I spent the first 6 years, in the office just drafting submissions, and nobody knew I was doing arbitration because, as you all know here, it's very confidential. So only the tribunal members or the parties you face would know that you're working arbitration. So what is one milestone, I think, was that I was involved in an arbitration, and the tribunal member is comprised of the chairman of the board of an institution and 2 presidents of two different institutions. And from that, I realized that I needed to raise the profile and show that I can do international arbitration. So that's something I do second and concur with Melanie. I don't know if Melanie will be able to see, but that's one critical point. I want to also maybe expand on what Eugene said, the language skills. It's been a really good cultural experience being here because actually you're very multilingual. You speak English, you speak Uzbek, you speak Russian, Farsi, Turkish. I mean, you speak more languages than we do. English and Chinese, which is, so I have to say that capitalize, leverage on the skills you have. You speak 4 or 5 different languages. How many in the world can say that? And you're very fluent in all of these different languages. You're in the center of the trade, with the Silk Road, Samarkand, Bukhara. I mean, these are skills that not many they have. So leverage on those skills. Use that, right? To then find a path
into international arbitration. And I think if I may share, maybe pose this question to the panelists. One question I've heard from some of the students here is, how does one first get into international arbitration? And maybe I will start with that as the first question. If I could ask the panelists to share briefly, how did you first get into the world of international arbitration? And what is your advice for many of the students here on how they can then join the world of international arbitration? Maybe I can ask Joel first to perhaps share some insight on this question. Sure. And I hope you may have noticed I switched rooms, which is because my internet connection died. Hopefully it works better from this one. We can hear you. Great. I first clerked in a court after my law degree, and there are many similarities between the tribunal secretary roles and working for a domestic court as a clerk, I think. But I knew I wanted to work internationally. And as I sort of hinted at before, one path I think for many lawyers in this world is, if you're from a small jurisdiction, to use that to your advantage. And I got into contact with a well-known Swedish arbitrator. So when I was clerking in the Swedish court, I started talking to him, and it turned out that he was just made professor of arbitration at a Swedish university. And they were looking for PhD students to sort of build the arbitration research environment. And in Sweden, it's a whole song and dance. It's not just that one professor can say, okay, I want this person. You have to apply, and it took a little while. But ultimately, I was accepted as a full-time PhD student and lecturer. So I worked with and for him in the academic context. And then because he was also an arbitrator, he opened doors and helped me and gave me my first arbitrator appointments. And then, the ball was rolling. I think we've all touched in different ways already on the importance of network. And once you meet people and you do a good job, then you get lucky. Like Melanie said as well, luck is a big factor. But that was really the starting point for me, was just an interaction with someone in my own jurisdiction who was doing international arbitration work. Thank you, Joel. Finding mentors, right? Would you say? Perfect. Thanks, Joel. What about Melanie? Like, any advice and insights on how the students here can first get into arbitration? Yes, well, I had the opportunity to have a class on international arbitration while I was doing my studies in as a lawyer, and I think it was love at first sight. I loved international arbitration from the very beginning. I knew about it, so I tried to find some ways to break into international arbitration, and I found that the ICC had those internships that at that time lasted. This was like more than 10 years ago. They lasted 2 months. So I applied, I got accepted, and I went to do an internship at the ICC. And I think that was an amazing experience, because being in an institution such as the ICC, of course, gave me like this big picture of international arbitration. Not only had I access to a lot of different cases, but also to get to know how international arbitration works, who were the best arbitrators, who were the best law firms in arbitration, etc. You have a lot of inside information that was very useful to me at that time, to get to know how international arbitration worked. And this is how I actually met Juan Fernandez Armesto, who later invited me to join his team in Madrid. I just wanted to point at a very good point that Kristen mentioned and Joel mentioned, which is having mentors. I think that is extremely important. And not only having mentors when you're starting, but even, for example, nowadays, being an arbitrator, to have mentors, to have colleagues to whom you can ask for different approaches or for different suggestions or advice. I think that is key in your life professionally, not only in arbitration, but professionally in any field you develop in. Actually works at arbitration chambers, who said being an arbitrator is the loneliest job in the world. So you do need, so that's really on point. Gustavo, what about you? Any thoughts to share about this? Yes, indeed, for me, it was not straightforward to start in international arbitration full time. I began my career in New York. I studied law in the US. And in my first job, I was in the
litigation and arbitration group of a US law firm. So I was not really doing full-time arbitration. It was just, I would say, about 40-50% of my workload. And as in the case of both Joel and Mel, I realized that really that's what I wanted to do full time. So after I did that part-time arbitration job initially, I then did a master in Switzerland, the MITS, focused entirely on dispute resolution, a large part of which is international arbitration. And then I began working full time for the director of that master, and that's when I really began doing arbitration full time. But it took some time for me to really start doing it full time. It was not as straightforward. So you will need a bit of patience and potentially, I mean, some people get their lack or the opportunity Mel was talking about earlier. Others get it a bit later. I think what you can do to maximize those chances is to build as strong a background as possible. Now there are more than before. There are more masters. There are more courses. There are more events. So there are more ways to get in touch with people who do arbitration and to show really that you have an interest in the field. Then the languages, as just mentioned as well, that it can help. So you should try to target potentially firms or arbitrators that have cases where you can really make a difference. So for instance, in terms of the language, when I began working full-time in arbitration, the arbitrator for whom I was working had a lot of cases as well in Spanish. So as you can hear from my accent, that's one of the languages I speak. And so that, of course, was something that helped this arbitrator a lot. So yeah, I think that'd be my advice, and be patient. Thank you so much. And Eugene? Yeah, well, coming in as the fourth speaker, I was trying to think of what new perspective I can add to, to kind of give suggestions to the audience. So I started out pretty much, I think it's pretty similar to Melanie's path, which is that I was actually at university studying law. This was in France. There were courses on international arbitration. I took the courses. I found them interesting, and I think there was a bit of luck involved because coincidentally during that time, Singapore as an international arbitration hub was gaining traction. There was a lot of noise and a lot of excitement about it. So later on, after I finished my studies, I returned to Singapore and did an internship there. And from there, it was pretty much private practice for a while. And then, so this is where my new perspective comes in. I worked at the ICC for a while. And it was very interesting because I think the ICC was very, it was a big moment for me, but this is only in hindsight, because when I was there, it was a job. I did the job. It was very interesting, so many things. But in hindsight, I realized that it's only when I worked at the ICC and being at an institution, you actually see the party sides, you actually communicate with the arbitrators, the tribunal secretaries, to a more limited degree, even third-party funders sometimes. So it was really when I was at the fulfilling my institutional role that I realized that there are actually many paths to get into arbitration because there are so many offerings available nowadays. It's not like in previously where a lot of it was just private practice and that was it, because now there's so many doors open. You just have to kind of look for the right path for yourself. And yeah, I think that's my 2 cents worth. Thanks so much, Eugene, and to all the panelists. If I may summarize, finding mentors, apply for internships, find and create opportunities, join the arbitration programs, build resilience, and finally target the firms, right? And to get educational programs overseas. So these are all fantastic advice. I really thank the panel, but I know that you'd also like to hear from Olga, who's of course, Uzbek, right? And she has done tremendously well. And I think it would be remiss of me to not ask Olga this question too. Olga, please. Thank you very much, Kirsten. Yes, I'm indeed from Uzbekistan, and it's always been an interest of mine in law to see the crossroads between public and private law. That's why, as my LLB thesis here at the University of World Economy and Diplomacy,
quite a long time ago. I don't care I wouldn't want to say when. At this point, I wrote a thesis on international arbitration. But unfortunately, at that point in Uzbekistan, there was not many opportunities to practice arbitration. So I went into private practice. And but then luckily I had an opportunity to do the MITS, the same master program that Gustavo did in Geneva, in its Master in International Dispute Settlement. And there my love for arbitration was revived and flourished. And after that, I did an internship with Freshfields in Paris with the arbitration group for 6 months. And after a couple of very grueling filings where I had to sleep under my desk for a couple of nights, because that's how interns work and supposed and expected to work in arbitration, I realized that that was my patience, but it was my passion as well. And but at the same, which is very important. You cannot just do the proceedings. You need to understand the underlying disputes. That's why I actually stopped trying to pursue career in arbitration further, and I came back to Uzbekistan and joined a regional law firm, where in 2 years I worked on various transactional projects in oil and gas, construction, finance, PPP, etc., commercial. And only after that, I came back on the road to arbitration, to career in arbitration, and I'm currently arbitration practitioner in Geneva. Thank you, Olga. Isn't that inspiring? Actually, I wanted to thank Olga to also for sharing some of the realities of arbitration practice. I don't know if the panelists will agree with me, but it's not all glamorous, right? There's also some reality to this. Are there any questions perhaps from the audience for the panel? A good question. Yes. I'm happy. I work for McDonald as the regional legal counsel. So I'm not an arbitrator, I'm not a disputes counsel, I'm an in-house counsel. Whereas I get multi-million-dollar disputes in across 150 countries. Some are younger than me, by the way. Some are younger than me, some countries. And we're very happy that as an organization, we like, when we want to sue, we like arbitration. Maybe when we want to be sued, we're okay to go to the courts. I've never had a problem in terms of, okay, if I was not clear to the panelists before, I'm happy. I work as regional legal counsel for McDonald, and I'm the head of region for South Asia, Africa, and Middle East and international development. What I've found is money is generally not a problem. Okay, nobody quotes me again. Money is generally, for me, budget, I am able to figure it out. I have had the opportunity of Diana, I've had in the disputes from before I joined McDonald. So I know the benefit of secretaries in the proceedings. I know the benefit of, penny wise, pound foolish. That's something we don't do. We get the top guys, we pay the premium because we do not want an award that's defective and gets challenged over a period of time. And those of you who are interested in finance would know the value of money, DCF. I want the money so that cash is king. I want the money now. I mean, my question to the panelists, more of an insight is, I love having secretaries on my proceedings purely because it's just very easy to communicate. And I know that after the final hearings, I don't have to wait for 6 months for the award to come because I know the secretaries start to draft the award right at the time you get your statement of claim. So to say, the first time the panel gets to see the problem at hand. We're also, there's a conjecture that I'm seeing in our American business, where the challenges of the awards fairly litigious, as you rightly pointed out. So I have the benefit of experience in Europe, America, Australia, and Middle East. We get nervous about secretarial appointments, and I don't like to convince that now it's a good idea. But in your experience, have you actually seen where an award was challenged because the secretary
overperformed in so many ways, or the fourth arbitrator is what they call it, right? The fourth arbitrator. The job is not to decide. What is your view and what is your suggestion for me to, I mean, I'm going to use it as an argument with my general counsel to say the tribunal secretaries are actually aware of tips and they have the educational background and training and courses which actually tell them what not to do for an award to be challenged whatsoever. So any tips would be great. Thank you. And also thank you for your insights. Really great. Thank you, Abby. Anyone from the panel would like to take a stab at this first? Mel, go ahead. Okay, thank you, Gustavo. Well, in terms of cases, I know there was a case, well, UCOS actually, one of the reasons they wanted to annul the award was because apparently the secretary wrote the award. I understand that at the end, the award was not annulled on this specific matter. It was for other reasons, but not on this specific matter. Now, in my personal experience, I think that transparency is key, meaning that when you appoint a tribunal secretary, the parties have to know who this tribunal secretary is. They have to know that he has the same obligation as the tribunal regarding independence and impartiality, and they have to see it's the CV of this person. In when I was acting as tribunal secretary, what we did basically is to include the different tasks that the tribunal secretary will have to have during the proceeding in the terms of reference. So the parties were well aware of these tasks, which, as I mentioned previously, exceeded sometimes of the administrative tasks. But I don't know what is the experience of Gustavo and Eugene. Eugene, you go ahead. Gustavo, did you have something to add to this? Well, no, I think, well, it's a debate with which I'm very, very familiar. And I think the tension lies in the line between drafting and decision making. And usually the official line that seems to be sometimes adopted is that, well, if you draft, you're making the decision. I don't think that's right. I think you can, a tribunal secretary can draft even parts of the reasoning of the award, and that does not mean that the tribunal secretary is making the decision, because it's still acting under the instructions of the tribunal, and whatever the secretary drafts is going to be as well supervised by the tribunal. So I don't think that drafting and decision making are quite the same, and that's why, well, in the UCOS case that Mel was mentioning, I think the whole evidence was some sort of linguistic study showing that the language the tribunal secretary used in his articles was also the language in the award. So that would have shown that the tribunal secretary would have drafted parts of the reasoning of the award. But to me, that's not enough, because that doesn't show decision making. If someone tells you, you draft this decision and these are the arguments, is 1, 2, 3, this is the reason why the claim is going to be accepted or why it's not going to be accepted, then you draft those, and then the tribunal then reviews that and makes a change and then adapt it to whatever way they want. I don't see that in that situation the tribunal secretary is in any way making a decision, and so that's the line where I see that sometimes the two are confused, drafting and decision making, and they should be distinguished. So I think, I'm not sure that answered the question to the consent I was playing. I'm going to use your argument without giving any copyright. Thank you, Gustavo. Api says that it answers the question. Thank you very much. Did we have any questions or comments, observations from the audience? Michael? Sorry, panelists, just give us a minute.
Great, thank you very much. As people in the audience know, my name is Michael Patrick Joyce. I'm from London, and it's a real pleasure to be here and to be listening to the discussion. And I don't actually have a question, because the panel has covered the ground so comprehensively and so well that I'm in admiration for the presentations that they've made. But I would make two comments. Because as you can now see, I'm standing in front of you with more grey hairs than anyone else in the room or indeed on the panel. And what I would say to particularly the students in the audience who are at the very start of a career, before even becoming young arbitrators, tribunal secretaries, the first thing I would say is it's never too soon to start. So get involved at the university stage with things like the Vismut competition, particularly because that's focused on international commercial arbitration. And then look at how you develop your interest through postgraduate studies, young arbitration forums, etc. And that brings me on to the second point, and that is that the word transition brings up a sort of an idea of linearity, going from A to B. And certainly what, to my mind, came through loudly and clearly from all of the panel presentations was that, yes, there is a journey from A to B, but it's not purely linear in developing a practice in international arbitration. And again, the European perspective as against the tribunal secretary perspective, the inherent contradictions of appointments as tribunal secretaries tending to come from arbitrators, and yet first appointments tending to come from arbitral institutions. I think that's something that the whole forum of arbitration needs to take away. Is there a disconnect, a slight disconnect between the role of arbitrators as appointing tribunal secretaries and the role of institutions in giving junior arbitrators their first opportunities? I'll keep it short. I could go on. There have been many other points of great interest, but those are the 2 points I've made. Thank you so much. Thank you very much, Michael. Well, thank you very much. That is the advantage of having a great advocate in the room, because we with all our efforts wouldn't be able to summarize our discussion so eloquently and efficiently. Thank you very much, Michael. And it's, yes, I guess it just shows me a piece of paper saying asking me to remind you to join TAG 45 for more events like this, and we would do our best to help you and to guide you through this very intricate and interesting world of international arbitration. Fortunately, we're running out of time. We're actually overrunning by 15 minutes already. I hope we will proceed and continue with this discussion further in person here in Tashkent, but we would be really unfair to keep our speakers online with us at this point. Thank you very much for joining us, Melanie, Gustavo. Unfortunately, Joel had to leave earlier, but thank you very much for your precious time and contributions to our event. Thank you very much, the organizers and participants. Thank you. Thank you. The European Commission for permission to do so, and not only 5 or 10, but altogether 200 permissions to negotiate have been asked. And the European Commission allows the member states to start negotiations again. So Uzbekistan most likely will in the future not negotiate with the European Commission about a new investment agreement,
but Uzbekistan will most likely negotiate with individual EU member states about a new bilateral agreement. So we will continue to have this spaghetti bowl of investment agreements. The important factor here is that in the driver's seat, it is still the European Commission, because the competences for investment policy lie with the European Commission or the European Union level. So the EU level tells the member states about the content of these new renegotiated agreements. And what the European Commission wants to see in these agreements. So, for example, if the agreement between Germany and Uzbekistan is getting renegotiated, the European Commission wants to see a strict commitment to a future multilateral investment code. This is what we already see in the negotiated EU agreements. Always we have this hint, this article on a future multilateral investment code, that jurisdiction, once this multilateral investment code is established, will lie with this MIC, not anymore investor-state arbitration, but still investor-state dispute settlement, but the form changes, and then it's the multilateral investment code. So now, a second step, what actually is this MIC project? A lot of you will have worked on it or read about it or have even participated in negotiations. So to explain the investment code system, we first have to talk about the ISDS criticism, just run through these points because these are the points that are supposed to be made better in a multilateral investment code. So the ISDS criticism is all about lack of transparency. It's a lack of consistency. This is argued. I'm not taking a position on this, but this is, these are the points that are argued, especially from the NGO side. It is always said from the NGO side, we have a pro-investor bias. If you do take a look at the numbers, I would say it's quite even. And of course, its costs and length of proceedings average now way above 4 years. Average cost of a proceeding, $8 million. So these are the key figures. And this led then to UNCITRAL 3 working group. The mandate is from 2017. UNCITRAL, United Nations Conference on Trade Law. And working group 3 got the mandate, first of all, to identify and consider threats and these critique against ISDS. Second step then, whether reform is desirable in the light of any identified concerns. So this has taken place somewhere in 2017, 2018, and as of 2019 then finally the working group concluded, yes, there are concerns and we have to take care of them in one way or the other. So reform is desirable. This was the conclusion after step 2, and we have to develop relevant solutions. So now relevant solutions, we have different approaches. Different approaches, I would say we can divide it up in 3 big lines. It's European Union with some supporters, not too many. European Union, Canada, a little bit. Actually, Canada said, and the CETA agreement, so the Comprehensive Economic and Trade Agreement with the European Union. Yes, we are also all in favor of a multilateral investment code, but Canadian policy, investment policy looks slightly different when Canada these days concludes new bilateral investment treaties with third states outside the European Union, with African
states, for example, Asian states, you don't really read too much about an MIC, and also the reformed TTP does not really even mention an MIC. So one can't say this multilateral investment court idea is EU made. Well, it's really coming from the European Union. China, in a position paper submitted to UNCITRAL, actually also goes for reforms. But it is more what I call the WTO approach. So remain with arbitration, stay with arbitration on the first level, similar to the WTO law, but then introduce an appellate structure with sitting judges, actually permanent judges on the second level. And the arbitration community, well, I would say at least to a larger degree, is arguing, well, it's not that bad, the system is working, and why do we need to make these big changes? Arbitration community, yes, probably reform here and reform there, code of conduct, or this or that, more transparency, yes, but not a total reform. This is, well, not necessary at all. This is probably too much. So these are the three currently discussed options. Well, we have in the discussions always to remember the very often discussed investment court system that we also already find in EU agreements is something totally different than the multilateral investment court. You find discussions where also papers where, well, it is in the heading supposed to be a paper about the multilateral investment court, and then you read 20 pages about the investment court system that you find in current agreements. And then in the outlook, the MIC is mentioned, slightly mentioned, but you don't have too many studies. Well, the German Ministry of Economics asked me a few years ago, me and my colleague August Reinisch from Vienna University, to come up with a proposal. So we more or less wrote the proposal for the German Ministry of Economics. Is it feasible? It's a feasibility study that is also available online. How could it look? And then in the second step, we also wrote what we call the draft statute of a multilateral investment court. So we have two studies actually. One is this more in words and then more in articles approach towards a multilateral investment court. So I'm giving you a hard job going back and forth. It's Article 29 of the Multilateral Investment Court that is the starting point of the CETA agreement. That is the starting point for all discussions. It's actually only 3-4 lines, but these 3-4 lines is EU law is binding. EU law is binding international law. And well, if I can just read the 2 lines, 3 lines, the parties shall pursue with other trading partners, so an obligation. The establishment of a multilateral investment court, so it's an obligation for the European Union, and an appellate mechanism for the resolution of investment disputes. And from these few words, we can already take quite a lot. It's a 2-tier structure that the European Union is opting for, and it's well, it's not a possibility, but if we read the text from a lawyer's perspective, the parties shall pursue. Well, it's a strict obligation for the European Union to go into this direction, and. Well, also European Court of Justice has taken a look at also this clause, but also at the CETA investment chapter altogether, and did come up with some very interesting points that European Union primary law
gives us a lot of information of what is compatible with EU primary law, what kind of international dispute settlement is in conformity with EU law, and that there are definitely some limits. Let me point out just 2 or 3 points from what the European Court of Justice has said. The European Court of Justice has said, well, from the perspective of a democratic legitimacy, we have to stress the right to regulate. So old-fashioned European Union member states gold standard bids, as they are called, very short, just 1 sentence on fair and equitable treatment, just 2 sentences on expropriation, 1 sentence on MFN or national treatment. That's probably not enough anymore. Well, the discretion of member states and possibilities to, change politics and policy that has relevance to investments, foreign investments, it's still to be possible. So also a strict stabilization clause. I would wonder if the European Court of Justice would let an investor state contract with a strict freezing stabilization clause pass the right to regulate test that the European Court of Justice deducts from EU primary law. Another issue is, the access to justice. European Court of Justice argues, well, we have to come up in the future with a system that allows access to justice for everyone. But I mentioned in the beginning the cost side. And if you have to bring up some $4 or $5 million to finance your case, your dispute, the European Court of Justice more or less says, well, we have to come up with a cost structure that also allows small, medium enterprises to access this system. Also, the independency is an issue that the European Court of Justice discusses in its so-called CETA opinion. Independence and double heading is here the key issue. Again, I'm not taking sides here. It's just the problems the European Court of Justice is pointing out. And from these key points to Article 829 CETA, 2-tier system, then the European Court of Justice saying, well, we need the right to regulate, access to justice, and independent, really independent adjudicators. Well, from this, we have certain thresholds this MIC project has to pass. Well, our idea was then, well, we established a new international organization. This new international organization foresees different institutions, especially high importance, the judges, permanent judges with high quality. So not ad hoc appointment anymore, but in the long run appointments of 8-9 years, and then a 2-tier structure. So this is probably the key idea, this sitting bench of permanent judges and appointed for some 8-9 years, no reappointment, but we know then in advance whom we have to deal with. A second important point is 2-tier structures, an appellate system.
then one has made quite good experiences with the WTO Secretariat, already with the GATT Secretariat. So not only the judges, but also we see in most proposals on the MIC, the Secretariat, then another body, what we call a plenary body, with a representation of the different members to this organization. So a plenary assembly, plenary body, but not representing the people, but representing members, member states of the multilateral. Well, so these are the key ideas I wanted to present to you, actually where we're coming from, a reform, then the European Union first trying to take over itself, negotiations going on in UNCITRAL, the member states now also asking for this MIC in future negotiations, and then some details we have not yet an outcome from UNCITRAL 3. So we have outcomes already on certain specific projects from the past years, transparency. We are really working on the code of conduct, this and that, but we don't have the entire picture of what a multilateral investment could look like. I tried to give you some key ideas, what are the cornerstones of the reform. Thank you so much. Thank you very much. As I mentioned, at UNCITRAL working group, it is on the big discussion of the countries. We can't say that will be soon or not soon, because sometimes when we discuss the working group discussions, we understand that it goes very slow. And the states who are presented there, and as I'm represented Uzbekistan during the UNCITRAL working group discussions. So it is very hard to find the consensus around the countries and understanding of all the regulations and details of the regulation of such a new mechanisms of the investment dispute resolution. And once during the discussions, I mentioned that, yeah, the states have the understanding that we need to maybe reform the system of ISDS. But we were discussing a lot with the perspective of states. We are providing a new mechanism of dispute resolution as multilateral investment court and other regulations and maybe possibilities. But what will be the opinion of the investors on that side? Because the UNCITRAL is represented with the states and state members, and during the discussion, states members and representatives, they come with the opinion on the side of the state. And what about the investor? Will he go to this maybe new court or new mechanism? Will it work? This is also an issue, and there was this during the discussions the questions of how would be provided the impartiality and independence of the judges, if it will be appointed judges, and how they will be appointed and paid for their work, and will the parties have the possibility to make the appointment, like to have the possibility to look to the judges and say, so I want this judge to be a judge in my case. So there is a lot of questions, I think, and which should be solved and discussed during these negotiations of the UNCITRAL working group. And I think our audience can have some ideas on that, because after these sessions and this week, we would like to work on the opinion of Uzbekistan, which could be presented during the UNCITRAL working group pre-meetings, and to present our position and provide this position during this event. And we hope that it would be useful for the working group. Another very interesting issue is how the arbitrators
their impartiality and independence should be regulated, and also as the judges, as I mentioned, and during the discussions, we have the discussions of code of conduct of arbitrators and how it should work in practice, and maybe the opinion of the practical practitioners in sphere of arbitration and who represented the states and represented the investors in such a cases are very interesting and actual, I think. And because of that, I would like to give the floor to our practical lawyers who are practicing in arbitration for many years and have a huge experience in this sphere, and I think their opinion would be very interesting for all of us. So Ignacio and Diego, the floor is yours. Thank you, Slambek. Good morning, everyone. I'm going to pass the floor to Diego, and then I will pick up with some other considerations. Thank you very much. And first of all, of course, thank you to Tashkent State University of Law and Islanbek personally for his moderation and setting the tone for the discussions, also to Tayak and Diana personally also for another chance to visit you in Tashkent, which is always a great privilege. And we have developed a view, actually both Ignacio and I, on these issues, not only as practitioners, but also we have participated as delegates in Working Group 3, represented sovereigns in these discussions. And the discussion, the floor is very usually given to representatives also of civil society, including groups representing investor interests, the community of general councils of companies in different industries. And this I think, a great desire, at least on the part of Uncitrol, to collect, compile the views from all different angles. And yet, I was looking at the logo of the Uzbek Arbitration Week, and you'll notice there's a little bit of a thorn on the A for arbitration there. And I think the issue of who sits on those tribunals is part of that big thorn. And so one of the ways in which the discussion has evolved since the creation of Working Group 3 is, apart from the other tools being devised and being discussed in the floor of Uncitrol Working Group 3, there's a draft code of conduct being prepared by both Uncitrol and ICSID. Most of the investment disputes happen under the auspices of ICSID, and the few that do not are mostly argued under the rules of Uncitrol. There are other institutions that also administer other rules that apply to arbitration proceedings in matters of investment arbitration, mostly, of course, the Stockholm Chamber of Commerce rules for ECT arbitrations and whatnot. But one of the interesting developments that stem from the creation of some form of something other than an ad hoc tribunal, which is the way that the investment arbitration happens nowadays, and then this goes to what Mark was discussing, is that there's a chance that there will be some form of a standing body, be it an appellate body, be it a multilateral investment court. And so part of the code of conduct tries to identify the way that rules should be designed and applied to both the haphazard member of a tribunal and the permanent member of a body that also discusses or adjudicates on issues of investment law. And so the starting point of the discussion is, I think, the core of this code of conduct is Article 3, that has the rule that there's an obligation to be and remain independent and impartial. And the issue of independence is one of the question marks when it comes to permanent judges that are appointed by states and who then derive 100% of their income from the states appointing them. And so how does that work in the context of a requirement for independence? The issue of impartiality applies across the board to both standing and ad hoc members of tribunals. And one of the areas that in recent years, maybe the last few decades only, has arisen as a key concern is, maybe we'll go to the next slide, please, the issue of what is in the parlance of investment arbitration is called double hatting, the situation that in certain instances there was people who, without probably fully disclosing or disclosing at all, and that's basically the thrust of what Ignacio will be discussing later on, have been at the same time deciding on an issue
but we're also taking a stance on the issue as part of the Professional Careers Council or as experts in ongoing disputes. And so there's been a very hotly debated ancestral working group 3 regarding what are the limits that the community is willing to accept and the community is willing to impose on adjudicators on what a person sitting as an arbitrator can do while influencing other tribunals in matters that are related. And the formulation now in current draft of Article 4 of the draft code of conduct basically says, well, we shall try to attempt to avoid the situation where a person is at the same time advocating and judging the same position regarding the same measures or the same related parties or the same provisions of the same treaty. And even with the best of good faith and keen dedication to the issue, the universe of situations that arise in the context of investment arbitration, the wide variety of industries and jurisdictions, and the way that the legal philosophy underlying the legal systems of different countries operates makes it very difficult to find a situation where any investment dispute is not related or foreseeably related to any other investment dispute. And so that is part of the thrust behind the tension that those who try to resist these changes in posts, basically saying, if you accept any text of this type, there would be no chance for anyone working as an arbitrator to ever with the position of a legal representative or expert witness in an investment dispute regarding the same provisions of the same treaty. What do we do with the ICSID convention, for instance? Every ICSID case you can think of will have between 200 and 700 hours of discussion of Article 25 of the ICSID convention, which by most readings will be the same provision of the same treaty. So that is itself one of the thorns in the discussion. Just a few closing notes on this. There's a very conscious attempt, I don't know if a very successful one this far, but very conscious attempt to identify the biggest areas of let's say, problem for the community at large. And this is a problem that affects both investors and respondent states in the same magnitude. The ability, the need to foresee the outcome of a dispute that walks through the path of prior decisions on the same issue is of key importance to the design and implementation of policy, to the ability to actually provide treatment which is in conformity with and not in breach of international obligations. And also on the private side, it is a key requirement for your ability to design and implement a business plan. You have to know what is the full remit of your rights and the expectations you can derive from a certain treaty. And the fact that there's, say, a black box in the decision making affecting, perchance, the decisions coming out of the adjudication devices is problematic to states and privates in the same measure. And I think with this, possibly including only an invitation to address any questions you may have, I would pass on the floor to Ignacio. Thank you, Diego. I would like to begin by saying that that I'm very happy to be here in Tashkent again 1 year after. And I would like to say thank you to our gracious and distinguished Diana Baisikova for this invitation and for putting together this fantastic Uzbekistan Arbitration Week. Congratulations, thank you very much. And I'm delighted to participate in this panel organized and conducted under the wisdom of our Vice Dean Islamberg. Those who know me, they know that I have devoted and sincerely devoted my last 20 years to the practice of international arbitration. And
more importantly, international investment arbitration. When I began my career with the government of Argentina, there were maybe 40 decisions that had been rendered by the time, and maybe I'm exaggerating. And now I'm sure there are more than 400 decisions that have been rendered, and probably as many cases that are still pending. And I would also like to say thank you to Professor Vandenberg, because he set the tone and the floor for this discussion, and it's very important in order for you to understand what is at stake here. And I would like to say that either that the multilateral investment court is adopted or a WTO-like system is adopted. Those both are very positive outcomes for the international community. What it will not be a positive outcome is that we miss this opportunity. Because here, and in my opinion, the real problem that investment arbitration faces is the way in which the tribunals are constituted and how the system works. And I'm saying this because one thing is to solve commercial disputes in arbitration disputes, but in the commercial side through arbitration, and that the parties can live with the situation that they not have almost any redress with the final award. And a different situation is to deal with a case in which a state is ordered to pay millions or billions of dollars in compensation. And sometimes the awards, and also because I really believe that any adjudication system is not good to solve issues that are as complex as the political issues that are being political, economic, and financial issues that sometimes are discussed. I have this feeling every time that I deal with a case that it is very impossible for only one person or for the three people sitting in a tribunal to really assess the entirety of the claim and to understand what is behind one of those claims. And I could really get into the details with you in order to explain to you cases that I dealt with recently. And I'm really afraid that sometimes tribunals are making decisions based on the impression they get from the parties, but to what extent an adjudicatory system can really resolve a dispute of this nature. So that is kind of the first point that I want to make. And the second thing is that if we don't have a good, say that we pass this step and we decide, well, it's going to be an adjudicatory system, the one that is going to decide the disputes involving these political, financial, economic, social, environmental issues. And we put that in the hands of a three person sitting in a panel. Then still the question remains, who are those people and how they are going to decide those cases? And this is, I just wanted to make one very, limited contribution today to this discussion, because I don't want to abuse of the time that I was allocated. And I really think that everything that is happening at the Working Group 3, it's key for the future of investment arbitration, is key for the states. I will, and I know that Professor Mark has not really taken a position on the topics, but sometimes I think there is a kind of a misrepresentation that many people buy about this idea that the decisions are even in favor of the investor and in favor of the state. And I explain why. That evenness happens when you consider the jurisdictional decisions. Then if you consider the jurisdictional decisions, then the outcome of the cases are half and half. But the problem is that many of those cases should have never been in front of that tribunal. So what happens with the decisions that are rendered when you have to deal with the merits of the disputes? And I can tell you, and that
that the outcome in favor of the states are not going to respond to that 50-50 proportion. And I think that can be, I mean, it's not me that's saying, I mean, it is what the numbers say. So the only and final thing that I want to say is that these, all the negotiations that are taking place are absolutely necessary. I think that the investment arbitration system is not only helping investment arbitration, but it's also helping commercial arbitration and how commercial arbitration is being developed, because it's public. I mean, despite that the system is being accused of not being transparent, the level of transparency makes by the decisions being rendered and made public that many have access, and now commercial arbitration is really learning from investment arbitration. The code of conduct is a fundamental piece. The only point that I wanted to make, and it's a very limited contribution, I think that the draft code of conduct, it's a great contribution to the discussion. I am a little bit concerned with the fact that the lack of disclosure is not a presumption in order to decide in favor of the disqualification of the arbitrator that has failed to disclose. And what I'm just saying, I know the logic of the rule. The rule is the wise rule. My concern with that rule is that I really think that it does not need to be there, because we need, and both in commercial and investment arbitration, we need to pursue full disclosure of any previous engagements the arbitrators had. And nowadays, and those that are in the practice, Islam Bek, that was part of the team representing Uzbekistan, we spent countless hours looking into the background of the arbitrators. First, to make a proper appointment, and secondly, to know who the other party appointed arbitrator or the president is, because the disclosure is very limited. So I think that my only critique to the current draft code of conduct is that to create a presumption that there's no presumption against the lack of disclosure, it's a risky proposition, because it will incentivize arbitrators not to disclose. I think that we need to create a system that puts the burden on the arbitrators and not in the parties to discover the issues that can be that can trigger a challenge to the arbitrator. And this is my humble contribution today, and I also would like to be very happy to discuss more with this enlightened panel. Thank you very much, Nacho and Diego. This is really very actual, and in practice we have always issues which are not written down. And as you mentioned on the appointment of the arbitrators, definitely we always look very detailed in the arbitrator, and it's a interesting situation that each party, like claimant and respondent, always waiting till the end and trying to give to make his appointment in the last minute, because they are waiting to another party to appoint their arbitrator to look on that, who is it, and to make like a good choice against maybe this arbitrator, or to be a good panel, to make a good panel with this arbitrator who is appointed by another side. So often the parties like waiting till the last day, till the last hour to appoint the arbitrator. And in our practice, we had such situations when like both sides, they appointed the arbitrators and sent the emails in the last time, in the last minute. So that is really and practical issues and aspects in some of the investment cases, in exit cases, and also in some commercial cases. So we hope that this
maybe possible future new regulations of investment dispute resolution mechanisms would provide additional regulations and possibilities to the parties who would like to solve their investment dispute. And if there's any questions from the audience, we can discuss through these two discussed topics regarding the multilateral investment court and code of conduct of arbitrators and the issues and practical issues. If there is no questions yet and you would like to discuss the later stage, maybe at the end, we can go further and begin to discuss some Uzbek regarding projects, because not only in Ancitral we have such a discussions of the establishing of new mechanism of investment dispute resolution. We have such a discussions also in Uzbekistan. We have such a discussions in regional area to establish maybe international investment court or international commercial court in Uzbekistan, or for the CIS countries or for Central Asian countries, which will serve for solving the investment disputes in this region, in this country, and give additional guarantee and opportunities to resolve the investment disputes and commercial disputes. So I would like to give the floor for our First Deputy Director General of the Strategic Development Agency of the Republic of Uzbekistan, Mr. Rustamxon Azizov. Please, the floor is yours. Thank you very much, and my apologies that I was late to the event. Just to give you an overall idea, one latest news is the agency has been renamed recently, so it's called Strategic Reforms Agency, not the Development Agency, but the Reforms Agency. In general, just to give you an idea of what Uzbek perspective on these things, basically the idea is that the government since 2007 actively has been trying to improve the investment climate. We've been talking about taxes, we've been talking about financial, non-financial issues, customs, basically regulation, tariff and non-tariff regulation. We've been establishing the good relations with the neighbors, and so on. So now we're talking about, as you have been talking about, transportation corridors. So the idea now, the focus, the way things are moving is moving slowly towards the legal reforms, judicial kind of system, how the system, by what we can do in order to use this element as a variable in the equation, if I may, just to bring in more foreign investors, ADI. So with this in mind, there are several kind of venues in which the government is thinking about considering the ways forward. One of the, we have been fortunate to be working with Dr. Stambekov himself, the support by the Institute of Law, Ministry of Justice, the Supreme Court, Chamber of Advocates, Chamber of Judges, and many more. The idea all started with the basically support of President's Advisor on Economic Development, International Relations, and Public Governance, Sir Suma Chakrabarti. So in his team, he has the legal expert Marian Birkin. She herself wanted to attend this meeting and sends her the best regards, but unfortunately, there was a clash of commitments and she could not fly into Uzbekistan. So one of the things, these ways, again, how it started, we were thinking about the ways in which the common law could be introduced to improve the legal system and investment climate in Uzbekistan. English common law. So whether it will be a specific kind of area, jurisdiction, the ideas were to establish a special economic zone where you have the common law jurisdiction, where you have a court, and there are kind of positive and negative kind of discussions about this. Then you would have two different legal systems, judicial systems. You won't have the spillover effects. Then certain people will be getting benefits of specific of this court, this jurisdiction. They will kind of may lead to even the establishment of certain oligarchs and et cetera, whereas
overall, if the best way to go would be to improve the judicial system and legal environment overall in the country, across the board. So in midpoint, where we have met is so-called the idea of establishing the Tashkent International Commercial Court, exactly based on the successful experience in Netherlands, and Germany, France, and Singapore. Overall, and this initiative was proposed to the government. The government basically now we have the mandate to fully develop and think through this idea in terms of details, in terms of procedures. Because one thing is clear that this is the Uzbek court, would be within the court system of Uzbekistan, will be kind of directly responsible and under the basically line of control of the Supreme Court, but with the specific let's say differences. Difference number one is basically jurisdiction. The idea is for the court to be looking into disputes, commercial disputes with the so-called foreign element, where we would have either the disputing sides are the foreigners, or you have the agreement, cross-border financial transactions, etc., investment projects, agreements based on English common law, for example. That's number one. Number two, specifically for the court to work, the clear understanding that the judges should be transparent with sufficient experience, i.e. the foreign judges, because the people who would be able to understand English common law, the institute of precedent, and etc. So it's number two. Number three, it was clear that in order for this to be efficient, the work procedure court itself, all the procedures should be in English. So that is now the kind of differentiating factor. And number four, specific kind of procedures, which are in line with the Bar Association international kind of requirements criteria. So this is basically, this is the idea, this is the concept. This concept was introduced, as I said, to the government, to the president, and we have received kind of backing support saying, please establish a working group. And devil is in the detail. We would like to specifically discuss with you how, again, given the fact that it's the Uzbek court within the Uzbek judicial system, again, under the basically line of control of the Supreme Court, how these interactions and the detailed processes will work. So based on that, we have established a working group. As I said, the members starting from Supreme Court, finishing with academia, this Academy of General Prosecutor's Office, the Institute of Law. We have already had the first meeting on the 16th of July. We will be having a next meeting in mid-October when Marianne Birkin will be in Tashkent. So we're preparing for that. And the most important thing is for these changes to take place, we had to make certain amendments, introduce amendments to the Constitution of Uzbekistan, which basically states the court system, states the language. So these amendments to the Constitution now, using this opportunity, that the process is now being ongoing for a while, we have provided to the government, and the Constitutional Amendments Commission established by the government is basically by the parliament. They are looking through these changes, amendments, and we are hopeful. Amendments themselves, they do not specifically talk about the kind of so-called Tashkent International Commercial Court, but it says to allow the establishment of special courts which have a language in English, which might have a specific, let's say, the procedures in terms of how the court is run. So that's basically about it. In addition to that, talking about the, as I said, the ways of how the legal reforms can help. There's another kind of topic in parallel being kind of developed is, for example, in Uzbekistan, we have a law on special economic zones. We have somewhere around 24, I believe, the latest special economic zones, which have been created since 2007.
And since today, we haven't seen the kind of much of an inflow of foreign direct investment. So ways, one of the projects that our agency is working is with the assistance of IFC, is to do the kind of total overhaul of law and then bring in regulations in line with international best practices, where you have the foreign investor comes in, invests, and he has a clear idea of his legal framework. He has one, basically the overarching kind of unified basic procedure by law, which states what are the services, basic points of interaction with the government, in terms of utilities, in terms of land issues, and all the other, let's say, the relations with the government and other service providers. So in that sense, we also think that in that process, there might be the issues in terms of bringing in certain concepts which are not existent in Uzbek legislation as of today. The idea is to provide these special economic zones for management, for the private owner, operator, and developers. So this is a quite kind of interesting ideas going around of work. And we hope that this, with the assistance of our colleagues, the Arbitration Week, alternative dispute resolution with the TX assistance. So we will be moving this towards the final aim. The main objective is, again, to make it transparent, easy to enter the market and to exit the market for the local as well as the international foreign investors. Thank you. Thank you. Thank you very much. As a member of the working group on the possible establishment of the international commercial law, I can say that it's just the beginning, it's a concept, and there is a lot of ideas, questions, and challenges which were raised in the first meeting of the working group and discussed, and there should be a lot of details which should be regulated. And I think if there will be any opinions, discussions, and suggestions from our national and international experts, that would be very good for all of us. And today here we have an experts from UK, US, from Germany and other countries, and we would be happy to hear your opinions. If there's any opinions of our experts, please, you can provide these opinions on raised issues by our speakers. So please, if there's any questions or opinions, or then we will pass forward to further speakers. Experts, any ideas? The proposal is revolutionary, and I really do not know exactly, I mean, the text, and I mean, it sounds very interesting. I think that it's something that definitely needs to, or if you have the political support of the president, that you have to explore. But at this point, I wouldn't like to say more, because I really do not know what is exactly what you are working on. But I think it's what I see is the state in a state of great interest to attract foreign direct investment, and doing everything possible in order to make that a reality. So I think that all the efforts that leads to the same goal, I think that are all worthwhile, and definitely this is an idea that I think it's worth given proper consideration. Thank you. Professor Bungenberg, any thoughts on that? Well, what I find interesting, just as a very brief remark, is this institutionalization on different levels, that we go to a stricter court system for foreign enterprises on the domestic level, and we have a similar discussion development also on the international level. So it's not very unique that we're discussing this on the international level, but we see similar experiences on regional and now also on the domestic level, having always in mind this special situation that foreign enterprises find themselves.
Thank you very much. And it is still under the discussion of the establishment of such a court and establishing of the English law system in some region or financial center in Uzbekistan. So this is also under the discussion now. And I think that discussions began from 2018, 2019. And that was the presented idea to our president. And he's also interested for that. If it will serve to bring in investors and improve the investment climate of Uzbekistan. So we are interested to do that. And I think tomorrow's event on English Day will be also very useful to discuss such issues of possible implementation of English law in Uzbekistan. And I would like to go further and to give the floor to Ilya Putilin, who is arbitrator and counsel at Putilin Dispute Management, lecturer at Tashkent State University of Law and fellow of Chartered Institute of Arbitrators. I think he will just follow up with this project and give his opinions with his topic, International Commercial Courts and Arbitration, a happy marriage or recipe for disaster. Ilya, if you hear us, the floor is yours. Good, still morning, dear colleagues. And can you hear me well? Yes, we can hear you. Perfect. I do apologize for joining online while being in Tashkent, but the academic schedule made it impossible to travel to the conference location in person. I think we are a bit pressed for time, so I'll be brief. Any IT issues? Oh, okay, everything's fine, right? Yes, you can continue. Good. First of all, I listened with great interest to the presentation by our colleague from the Strategic Reforms Agency. And I do believe that the general concept of international commercial court in Uzbekistan is not only innovative, but a very, very welcomed initiative and development. However, as immediate past TIAC arbitration court member and an arbitration practitioner mainly, I do have legitimate concerns what effect the establishment of the International Commercial Court will have on alternative dispute resolution. We all know that arbitration evolved as alternative to national courts, hence alternative dispute resolution. Now we have another, or will have another alternative to domestic courts, International Commercial Court. Well, the international experience shows that there may be a happy marriage between arbitration and international commercial courts. Let's have a look at Singapore, recording all-time high numbers of arbitration cases administered in Singapore and by TIAC, notwithstanding the rapid growth of cases at the Singapore International Commercial Court. But there is a huge difference in timing and overall legal system development of Uzbekistan and Singapore. Singapore International Commercial Court was established in 2015 when there has already been or had already been established ADR community and arbitration scene. Arbitration in Uzbekistan, the modern arbitration in Uzbekistan can be traced back to 2018 when TIAC was established, and it set course on the revolutionizing the legislative and institutional framework of alternative dispute resolution in Uzbekistan. So 4 years have passed. We've adopted the new law on international commercial arbitration. Is the arbitration scene here mature enough to compete with international commercial courts? It depends. There may be no competition at all. Again, it depends on the exact parameters in which the international commercial courts will be established. And I think they may be both
benefits, there may be benefits or negative effects on arbitration by the establishment of International Commercial Court. Say, if International Commercial Court's jurisdiction would be as supportive or supervisory, I think this is absolutely necessary, and it is absolutely vital to establish International Commercial Court. Because foreign parties do complain that local courts do not understand them, apply New York Convention properly, they do not the law on international commercial arbitration properly. If we have independent judges, well educated and well experienced in international arbitration matters, they solve this problem. The second issue is admission. According to the economic procedure, only or in-house lawyers can represent parties in Uzbek, unless there is an ad hoc admission by the courts. Well, obtaining this ad hoc admission by the courts may prove to be impossible. If there is a clear rules on admission before the International Commercial Court, it will open the doors to arbitration council to matters related to arbitration in courts, this International Commercial Arbitration Court. Same holds true for set-aside applications. And if the International Commercial Arbitration Court jurisdiction will extend to set-aside proceedings, I think more and more cases will be seated in Uzbekistan, because Uzbekistan, as compared to its neighbors, is more politically, more economically vibrant, has more developed framework for arbitration in other countries in Central Asian region. So, fortunately, at this point in time, since international commerce is just a concept, I think it's that there will be a happy marriage, disaster, and negative influence on alternative dispute resolution in Pakistan. And as lawyers always say, it depends. And let's wait and see how things unravel, and hopefully we'll have another opportunity at the development of International Commercial Arbitration Courts this year. Thank you. Thank you, Ilya, for your opinions, and if any expert opinions regarding this topic, please. Yes. Yeah, thank you very much for your comments. Basically, yes, we have, again, the issue is there, meaning that the certain kind of requirements from the international investors, even local investors, to have a clear understanding of dispute resolution mechanisms, clear kind of assurances to be able to expect, if they would rely on Uzbek courts, how this case or that case could be resolved at the end. So they kind of have a certain kind of precedent-based or certain expectations. So these issues are there. So based on that, there were different models, as I said, English common law in certain jurisdiction would be like the IFC type of a kind of model, or what we're presenting now, or the TIAC. The idea was, yes, we are kind of aware of the fact that you have a TIAC now, you're kind of trying to introduce so-called International Commercial Court. So what's the difference? Difference, in our opinion, we had extensive discussions. We are ready to, by the way, next visit 9th from the 14th, if you're in Tashkent, October, or Marian Birkin, everyone is welcome to have this maybe brainstorming and what will work, what will not work. That's the idea of working group in general. We wanted to bring everyone in. So then the clash between TIAC, and what's the difference between TIAC and TICC? The idea that we were thinking is, first of all, TICC is Uzbek court within the judicial system. Its decisions has a first instance court appeals, then you have a Supreme Court. But once the decision is made, then it's directly enforceable
by the Uzbek kind of law enforcement, etc. Yeah? You don't have this in between like the New York Convention and arbitration. So it's number one. Number two, I'm not the kind of legal expert. I have a bit of a legal background, but what I've received, one of the ideas is usually arbitration is, it costs more than just the proceedings in the ordinary courts. You have arbiters, there's specific, usually case by case, they're highly professional people, you pay hourly, etc. So for the client, for its case to be seen at the arbitration, rather than as opposed to the court, it usually costs more. So that was the second kind of idea, why the differentiating kind of factor. So based on that, we have thought about TICC. Again, the extreme case would be TICC standalone. It's not the part of a kind of legal system, doesn't report to the Supreme Court, which might be the case, but then we decided no, let's have the midpoint where everyone is happy, win-win, but at the same time we have for foreign investors another choice. I agree, alternative dispute resolution, if you want, you can go to TIAC. If you want, you can go to TICC, or you can go to the ordinary Uzbek the court. The question at the end, the kind of bottom line is, if you don't have the TICC, if I don't go to the TIAC, because I believe that then there's this, after the TIAC's decision, I have to go to, this decision has to go through the Uzbek courts for it to be enforceable. Usual way, what we're seeing is everyone is dealing it in London, in Singapore, in Paris, whatever. All the cases are not in Uzbekistan. And we have all the legal community, we don't know what's happening in terms of large ticket investment projects, because all of them are English law based, and all the proceedings, all the issues are not in Uzbekistan. So then, if that's the case, if we will continue with that, then how do you expect people to find jobs? For example, Institute of Law. I expect if I graduate from Institute of Law, I will be given the chance to deal with such kind of disputes and etc. So therefore, we were thinking about not that would serve to develop the Institute of Advocates in Uzbekistan, lawyers in general, that they will be involved, and we will have a spillover effect overall in general to develop the court system in Uzbekistan in general. Thank you. Thank you very much. Yeah, that's really a good idea, because we need to improve some part of legislation beginning from constitution, as it was mentioned, if we are going to implement it as it should be, as it should work, because when we made some analysis of the use of foreign applicable law by courts of Uzbekistan, we found out that economic courts and civil courts, they use as applicable law foreign law only twice, and that was the law of Kazakhstan and Russia. So they never use as applicable law foreign law because they can't understand it. They don't want to use the experts, and they just use one article from civil code telling that they don't have a possibility to analyze the applicable law, so they will use the Uzbek law. This is an issue. And this is an issue not only of the civil procedure, of the court system, or knowledge of the judges. This is also the issue of the legislation in conflict of laws. And because of that, the experts of the Tashkent State University of Law, we have at time prepared and suggested of adoption of a new private international law code of Uzbekistan, because it's at time it's a little part of civil code, and the regulations are not totally regulate such issues of applicable law and use of the applicable law by courts. This is an issue for us, and also the law on the advocates who is practicing in Uzbekistan. The advocate can have a license who are representing the parties in civil courts and criminal courts. They can be only the citizens of Uzbekistan. This makes a little issue and challenge to bring an international law firm here in Uzbekistan.
Uzbekistan and foreign lawyers. They can work and represent the companies in commercial courts as advisors, as consuls, as consultants, but they can't have a license of advocate and like work in use all possibilities of advocates, which is given to them by laws. So this brings another issues in involvement of international lawyers and law firms to make a practice in Uzbekistan. I think if there will be such an international commercial court that will give additional opportunities to improve this legislation and giving a new stage of the dispute resolution here in Uzbekistan and making Uzbekistan like arbitration friendly, court dispute resolution friendly, etc. I think there is a possibilities here. So if there's any opinions, please, Professor Masadik, Professor, please, and then another professor. Very interesting idea. What came to my mind now, I wanted to share, outline some issues which came to my mind. The first issue is party autonomy, whether the investor would like to go to this court in the first place. Another issue is if the court, renders an award or a decision, how we will reconcile English law principles to our legal system in the enforcement stage. How we will deal with that. This is the issue which came to mind. And the other issue is, I think it would be very costly for Uzbekistan to have English or common law judges. We have to think about this as well, because we have, as we mentioned, we have arbitration. This court, in arbitration, the party pays for the arbitration. But in this case, Uzbekistan have to pay for English judges. I think it would be very costly for us to maintain such a head of judges. Thank you very much. Thank you very much for your opinion. And Mikhail, please. Thank you so much. My name is Michael Patrick Joyce. I'm from London, and I'm delighted to be here in Tashkent. I think it's been a fascinating discussion, and I take the points that my good friend Uzbek and indeed Elijah have made. On the question of happy marriage or recipe for disaster, I am firmly on the side of it being a happy marriage. And the interaction between international commercial courts and international commercial arbitration is a topic in its own right. It's an enormous subject. But there are real synergies between a court structure and an arbitral establishment. My view is the courts and arbitration should not be in competition. They should be acting in concert. That said, may I turn back to why international commercial courts here and elsewhere are a good idea. In July, Jamie Dimon, who is the head of JP Morgan, spoke about the fact that the world is facing a hurricane in terms of the economic headwinds that we will all be entering. The only way through those headwinds is to increase global free trade. And in order to increase global free trade, we have to, as a world, encourage and incentivize foreign direct investment. And with foreign direct investment goes an understanding of international best legal practice. And that, to my mind, is what initiatives involving arbitration internationally
and initiatives involving commercial courts internationally is all about. It's about sharing information as to how you resolve trade disputes effectively. It is about what I would term capacity enhancement. And that capacity enhancement is mutual. The common law system can learn from the civil law system. The civil law system can learn from the common law system. The more dialogue we have, the better it is. And as a forum for that dialogue, international commercial courts and commercial arbitration are vital. Thank you for your opinion, and that was really very interesting and useful for us. And if there's any other opinions from experts and participants, we can please. Well, myself from Geneva, as a qualified in Uzbekistan, I'm more than happy to see the discussion about not only arbitration but international resolution in Uzbekistan, because as we know, that's a very warmly welcome change in the discourse in the legal community of our country. At the same time, as someone who's been on both sides of this discussion, as licensed lawyer who has practiced in Uzbekistan for quite a long time, and someone who has participated in high court proceedings in London, just 2 cents from me, if I may. Following up on the discussion about the costs, it's not only the cost of the judges who are incredibly amazing and efficient, but with all the due respect to our UK colleagues, it's also the cost of the advocates that are, even on the scale of the arbitration costs, can be very, very high. If any of us who have dealt with English barristers, we know what the price tag of a PUC case would be. It would inevitably, automatically exclude most of the qualified lawyers from the discussion, because we all know, those who've been through the advocate school in Uzbekistan know that unfortunately at this point of our development that is ongoing and changing very much, we don't have skills, we don't have knowledge, and we don't have access to that skill and knowledge, neither cost-wise, because even doing QLTS is very, very expensive for Uzbek lawyer. It is still accessible, but it is extremely expensive and not very affordable. So this would inevitably limit the possibilities for Uzbek lawyers to get involved in international dispute resolution per se, which is still possible, and it's actually opening up right now through international arbitration. Because if an Uzbek party manages to insist on Uzbek law applicable, there is at least a local counsel from Uzbekistan, and usually it is a licensed lawyer who's experienced in not only the theoretical part of the law, but also in practice, enforcement, and court practice, which is rather rare among, let's say, English-speaking community of Uzbek lawyers. So this divide will be even more stronger with this kind of court. I think it is a great idea, but it needs to take into consideration the realities of the legal community of our country and maybe prioritize that in the implementation. Thank you. If I please, yeah, I agree. I mean, it's very strange. I have a friend who, at my age, finished this, graduated from this institute. Now he's a partner in City in London. So, so what's the way forward? It's very difficult. It's very expensive. Judges are expensive. So all the bright people, they will be leaving to London. They will be living to other countries, becoming very successful, earning a lot of money. So, so that's the status quo. If we continue, yes, we can continue. So,
So at least what we're trying to do is, yes, indeed, it's expensive. There are financial kind of issues on that. Then either you spend the money on improving your legal judicial system on kind of total over-the-board improvement. If you think that it will take time and we don't have resources now, etc., then let's home in and on specific kind of court, give an alternative, so-called alternative to TIAC, as I said. That's one thing. So these are the kind of scary stories. So the judges, the lawyers will lose our work, the costs, and etc., etc. All understandable, all objective. So what's the way forward then? So this is basically the question for the legal community, for the institute. This is we open for a debate, and as I said, we any kind of assistance in that part from the institute, your opinions of so how to move forward would be very welcome. Thank you. This is really a very interesting debate because the Uzbekistan would like to improve court system in total. And one way of such improvement may be the idea of establishing of such a new international commercial court, which will have further influence to national court system, because it will be in the national court system, if it will be. And if there will be like English judges, foreign judges, experts, and they will have like their international standard of the cases and establishing awards, etc. That will make an influence to national court system. One last thing, just to, I forgot. We talk about barristers, QCs. We're not talking about TICCs, not only for the English common law. I have a contract based on the French law. I have a contract based on German law. We keep on talking about only the common law system, only the English law, and etc. So, but specifically homing in and saying that's the we're talking about the city tariffs. Again, mostly maybe yes, but not all. That's fine. Well, thank you for that. Maybe any ideas from the judges? Support, please. I'm Kirsten. I'm a Singaporean. I work with the US now. I really commend the efforts done. But compared to all, we must be careful with the legal transplant to the right context to Uzbekistan. So understanding how we actually make it work here in its context. Because we can't take the exact same model that Singapore used and put it here, here. So we try to understand how best to get it established, understanding the common law. And I agree that the SICC court actually comprises of judges from civil and common law jurisdictions, so it's a hybrid mixed items. One good thing about having the SICC court judges is that they interact with simple local judges. So there's some sort of discussion with courts, and just a lot of that interaction elevates the quality of the judiciary because you have that interface, right? I must say that the SICC court actually struggled to get cases at the start. So one of the, it's not well integrated with the local courts, but they actually, the High Court saw a case that fit the criteria for SICC courts. That's how we started getting cases. The High Court would then refer the appropriate cases to the SICC side of things. So I just want to share that was the issue. You couldn't get cases at the start, and that's why it was referred from the High Court to the SICC. The second thing was the issue we faced was the enforcement of the court decisions of the SICC, because where do we enforce it? What would make it lucrative, right, for parties? So actually, the ministers took a lot of effort to sort of sign agreements with other countries on the recognition and enforcement of foreign court judgments. That bolstered the viability of having SICC court decisions. So basically, to make it, I can recall that, and that's how we sought to resolve that. But I think it's commendable. I think we just need to understand how best to form this here in its context. Yeah, this is specifically where we are at. So we passed the so-called
beautiful concept stage. And therefore, we now at the Tashkent Institute requesting all your kind of inputs, really helpful. As I said from the beginning, devil's in the detail. We're concerned. We're not saying that it's very easy, etc. So again, interactions with the higher standing courts, interactions with the judges, interactions with the lawyers. That's the issue. But we would again would be really appreciative if the Institute of Law could do the discussion, maybe do certain kind of comments and etc. from the real professionals. We'll be glad to. So thank you very much. And we have another presentation waiting online for make this presentation. And I would like to give the floor to the Director of Tashkent Mediation Center, Mr. Diorbek Kimsanov, who would like to present also another issue which are under discussion of the ASIFAL working group. This is a multilateral advisory center on mediation in international investment disputes, as these systems could also work as a mechanism to resolve the disputes which wouldn't bring them to arbitration or courts and make the amicable dispute resolution for investment disputes. Please, the floor is yours, Mr. Kimsanov. Thank you, Professor Stambikov. I represent the Tashkent Mediation Center, and I apologize that I'm not involved in person yet. I believe, I hope that I will have an opportunity to meet you in Tashkent in person. Colleagues, today I'm going to describe briefly the recent updates in Uzbek legislation, Uzbek interactions in international with international organizations and the international treaties Uzbekistan is involved, related to the implementation of mediation tools in commercial, cross-border commercial and investment disputes resolution. Not in favor of states, of course, from the perspective of the legal development in general. Just to follow up, in general information that the position of Uzbekistan in international dispute resolution, the legislation of Uzbekistan. Uzbekistan is participating within the framework of the Washington and New York conventions. So we recognize and implement awards rendered by the international commercial arbitration institutions. But yet we have challenged with the international state courts awards. We are not, we didn't ratify the Hague conventions from 2015 and 2019, and we are on our way to implement the Singapore Convention, not ratified yet, but we have our own law on mediation launched on 2019, is now in force. However, the tasks we are facing today is to endow this tool with the real power by introducing a mechanism for recognizing and enforcing the results of mediation agreements, without which mediation becomes another way to avoid liability for unscrupulous actors. Today, after the introduction of amendments to the Economic Procedural Code, the dilemma of whether investment disputes belong to the course of economic or civil jurisdiction has been exhausted. Now, by the request of the major investor, these disputes are considered directly by the Supreme Court of Uzbekistan. Other types of investment disputes could be considered by the request of investor by the Court of Pakistan, regional and Tashkent city courts at the court of first instance, first stage. When preparing the case for trial, every judge finds out from the parties the possibility of concluding a settlement agreements or using mediation.
and explains the possible consequences. Obviously, today we realized that the clarification of the jurisdiction of courts of Uzbekistan or the formation of the separate panel of or board of investment disputes judges is not sufficient reason to believe that cross-border commercial and or investment disputes will be redirected to the national courts. There is an existing, unfortunately, perception that the international business community, that Uzbekistan does not recognize the decisions of international arbitration and accordingly does not enforce their in them in Uzbekistan in its territory. It's impossible to ignore the absence of special legislative acts regulating the procedure for the execution of a foreign judgment. So, going back to the law on mediation, according to the law, the procedure is applied only on the basis of the will of parties who have the right to refuse or opt out from this procedure in any stage, even before the start of mediation procedure. The mediation agreements are binding on the parties that have concluded, but it is executed by them voluntarily. There is no binding implementation by the state. In case of non-fulfillment of the mediation agreements, the parties have to go to the court with a new case, new filings. According to the law, mediation procedure is applied only on the legislation does not provide the enforcement of mediation agreements. There are no provisions for compulsory mediation. At the same time, the element of compulsory mediation included in the law on investments and investment activities of Uzbekistan, it seems to be some kind of illusion. We guess it's not applicable. These provisions are not applicable in practice since the mandatory two stages of betrayal resolution in the form of negotiations and mediation are applicable only in the absence of investment agreements between the investor from one side and the government. And as we may know, we may suppose there are practically no investors making significant amount of investments to the country without contractual obligations, without concluding dedicated separate investment agreements. Moreover, law on mediation imposes on this state body to take measures to conduct mediation in the event of dispute with the participation of state's body. Yes, it means that take the initiative. It's not binding. That's nothing more. In accordance to the law, mediation can be applied. It's out of court. The process of considering a dispute in court before removal of the court to a separate consultation room. However, the situation is complicated by the fact that the stage of possible implementation of rule are sharply limited in procedural courts. So you can use this opportunity to conclude a mediation agreement only at the court of first stage, first instance, and it directly contradicts with the separate dedicated mediation law. Another challenge is legally allocated period of 1 month for mediation, with a possible extension for only 1 month, since such short period prevents the full use of this tool. For example, in the BITs of Uzbekistan requires betrayal procedures for at least 6 months. We have, as a result, if you do not have time to complete the conclusion of your mediation agreements on time, the judge resumes the process
And if the claimant does not appear in the courts, he will left it without consideration. Also, the issue of joint mediation, co-mediation in cross-border disputes with the participation of mediators from 2 or more jurisdictions remains open, since the law of Republic of Uzbekistan, unlike the ancestral model law, did not provide for an element of foreign participation or complicity. Otherwise, the mediation procedure carried out with the participation of foreign mediator does not present any particular problems, since local courts and other competent departments are obligated to serve them. The only extension is mediation at the state of enforcement proceeding, which requires the participation of a professional mediator, as well as a mediator included the register of the Minister of Justice. The issue of representation of the parties is not sufficiently regulated, I guess. Yes, we have admitted the foreign lawyers to the international commercial arbitration procedures but law on mediation does not define clear requirements for representatives of the parties to mediation, practicing mediators, to the conjugation of the mediation procedure with the trial. And at the same time, even the legal doctrine does not have answers to the question regarding participation of the legal consultation organizations as a representative of the mediation parties due to the restrictions on the practice of advocacy by persons who are not the citizens of the Republic of Uzbekistan. Foreign law firms are establishing their consultancy firms, legal firms, without getting capacity of the advocacy organizations now. The current law does not provide for the use of mediation in cross-border disputes, the recognition and the enforcement of agreements reached through the mediation. Obviously, it's impossible to build an effective system of cross-border dispute resolution without ensuring complicity of sovereigns themselves. It was the fact, the decisive fact in adoption of the UN Convention, Singapore Convention from 2018, dedicated to the international mediation on commercial disputes resolution. At the present, none of the multilateral or bilateral agreements of Uzbekistan on legal assistance does not provide any mechanism for the recognition or the execution of the mediation agreements. And most importantly, the expansion of the categories of issues to be resolved through the mediation is inevitable now, along with the civil, commercial, individual labor or family disputes. The possibility of using mediation in investments and cross-border issues are not answered in our legislation. There are main lists of our questions to our legislators. The list is not exhausted. We're working on it. Thank you, Professor Krasnobekov. Thank you very much, Mr. Kemsanov, for your brief information. And so the mediation in Uzbekistan is just developing and becoming, introducing to practice, I think, because not much people know about the possibilities of mediation, and it's not yet popular, but we hope that in the nearest future, the mediation will become more popular and the people will use it, and entrepreneurs and businesses will use it also in the resolution of commercial disputes, international commercial disputes, maybe investment disputes in less interest. We understand that, but this is also another perspective to resolve the dispute amicably, not going to arbitration and not going like long processes, high costs, etc. So this is another point. And the multilateral advisory center, maybe this idea could be used also in national arena, like the international commercial court could have the advisory center to advise the investor how
to resolve the disputes here in Uzbekistan or in the region, etc. That could make also a sense. So we hope that these reforms will contribute to the improvement of the country and making the country, as I mentioned, the investment-friendly country and dispute resolution-friendly country, and will involve more and more investments and improve the international commercial relations of the country. And if any participants would like to have to bring their opinions and suggestions or to ask the questions from our experts, please, we can give you the floor to continue the discussion on that. Please, the question. Yes, my name is Nolan. I'm a legal advisor of Dentist Software. And I'd like to just know about the TICC in terms of the decision. So if one of the parties is challenging the decision, what is the higher instance that is authorized to review the decision? And if there is no such an instance, maybe the decision is not reviewable, and is it considered as final? So you mean the decision of the International Commercial Court, which should be established, if it will be established. So as it was mentioned, it's just a concept now and will be decided. And in the concept, it is mentioned that maybe Supreme Court will have the right to review the decision, like the last instance, according to the laws of Uzbekistan and regulations, but it would be also regulated what will be the power of Supreme Court on the awards or decisions of that court. So this is still under the discussion. In my opinion, in the first meeting, I was a little challenged with that, so that it will be in this court system of Uzbekistan and the Supreme Court will have the power to review the decisions. I'm not sure with that, so it will be discussed further. Please, any other ideas, questions? We have also expert from Turkey, Dr. Alper Ener, who is representing the Energy Dispute Arbitration Center, the arbitration institution. And if you have any expert opinions on discussions, and please, the floor is yours. For the beginning, I would like to thank Diak and Tashkent State University of Law and their administration, especially to Professor Stanley and Diana Weiser. And during Diak, we had great events for arbitration. And I would also like to thank you all for this fruitful discussion. And I would like to point out some of my concerns today. So when we look at the main challenges that we face today, we see outcomes of the pandemic, wars, polarization, or maybe full polarization of countries, trade wars, global inflation, and supply chain crisis, etc. And during this situation and challenges, in unstruck working industry, they are discussing when states. I think they have a very hard job there in doing the policy challenges. And it is sometimes very hard to find common ground on all issues by all participating countries, but at least there's a common understanding for issues like transparency and code of conduct, as Professor mentioned. And it's always good to have a working system and having a non-working system. So maybe improving the current system while having the negotiations is the best idea. And another thing I would like to point out, and this is only by me, not my institutions. So recently, there was an ACME decision which was given by the Court of Justice of the European Union, and many lawyers were disappointed after that decision,
since European Union changed its way on investor state dispute mechanism that it was supporting before. If you look at the opinion of the Advocate General submitted to the court, we see some important arguments would be argued which would be used against this decision. And with this decision, I think that Court of Justice of the European Union follow the path of the new EU policies and tear up around 200 treaties and years of its old foreign policies. I also think that the court gave a political decision, which is disappointing, because the court was its credibility by being adhered to Brussels and by becoming a political court. And this brings a question to the table that what is a standing multilateral enhancement court established? Might it become an arena for states for their political fighting ground? Like we saw in the Acme decision, the Court of Justice of the European Union followed that of the Brussels proposals. And to sum up, in today's world, I think that improving the current system on common ground and at the same time maybe using some alternative systems like establishing standing courts with the jurisdiction in countries seems more logical to go for me. Thank you very much for your opinion. Any further opinions for the discussion or questions from the experts? Professor Hugenberg? Thank you. That's regarding ACMEA is a very interesting point of view. I would have always argued the European Court of Justice by stopping intra-EU arbitration is becoming more of a professor being in an ivory tower and not seeing the realities and just applying the strict doctrine of EU law. So I always thought in a different way, not becoming a political court, but becoming very, very academic and relying on the doctrine of supremacy and autonomy, and even taking this to stricter sense. It's a different concept. Thank you very much. Any other ideas, opinions from the audience? If not, I think now we can. We have heard all the opinions and presentations of the experts, and I would like to thank all of our speakers and participants for the participation and making these presentations and giving their opinions, which were very useful for us. And if there will be any ideas, any suggestions, we will be very glad to receive them. We are always open, so you can send us an emails and any information by the phone or others. So we are always glad for any opinions. If anyone would like to also participate in a working group as a foreign expert, we would be glad also to involve to our discussions and working group. And we are always open for that, because we would like to do this in Uzbekistan, also internationally. And I would like to thank all organizers of the Uzbek Arbitration Week, and personally all the work what she is doing to promote the arbitration and the place and making the Uzbekistan and Tashkent like regional or international center for dispute resolution. And Diana, if you have any closing words, please, the floor is yours. I just wanted to also thank all the guests and all the delegates today for this engaging discussion. And I look forward to seeing you again tomorrow. This is going to be an interesting discussion, which with the focus on the English law. If you have any questions in connection with the activities of the Tashkent International Arbitration Center, the events that we organize, our practice, how we appoint arbitrators, we are
always at your disposal. Thank you very much. Thank you. So thank you for everyone. There will be the next session at 2. Yes. And just a very brief announcement, we will be having another session at 2 p.m., particularly here, tailored for young arbitration practitioners or young legal practitioners. Olga and Kirsten will be with us at 2 p.m. Thank you. Thank you, everyone. Добрый день. 5-й день арбитражной недели Узбекистана. Доставляет большое удовольствие представить потрясающих участников и представителей нашего совета. Ну что ж, слово вам. Нет микрофона, перевод поступать не будет. Спасибо. Спасибо большое. Добрейшего дня всем. Добро пожаловать в нашу послеобеденную программу Дня английского права. Первая сессия. Мы будем посвящать вопросам арбитража с точки зрения английского права. Мы понимаем, что сейчас акценты расставлены на вопросы арбитража. Мы можем говорить как об арбитраже инвестиционных споров, так и о вообще арбитражном рассмотрении. Будем обсуждать с вами с точки зрения английского права. Почему? И не только потому, что это день британского английского права, и не только потому, что мы юристы, которые практикуют английское право. Хочу просто сказать, что мы не должны не досматривать, не усматривать контекст того, что сейчас происходит в Ташкенте, в частности, в Узбекистане, по всем направлениям с точки зрения нового закона об арбитражах, о коммерческом арбитраже, который с августа прошлого года вступил в силу. 12 месяцев опыта нового закона. Что он нам показал? Действительно, этот закон очень хорошо принят, и он очень серьезно основывается на модельном праве юнситрал. Эквивалент этой части законодательства в Англии, Северной Ирландии и Уэльс – это арбитражный акт 1996 года. Равно как и ваше арбитражное право, вот сейчас практически мы отмечаем день рождения, то в нашем случае мы отмечаем 25-летие этого закона. Ну и вот вопросы возникают в любом случае, насколько это право обладает и возможностью, и прожило, скажем так, экзамен временем. Насколько он действительно достиг момента своего истечения. Важный вопрос, потому что буквально вчера, 22 сентября, комиссия закона в Англии и Уэльсе, которая является ответственным органом за реформу, распечатал, то есть опубликовал документ об арбитраже и как раз-таки рассматривает пересмотр того самого закона, о котором я говорил. Что касается различных проблем, с которыми мы столкнулись с точки зрения разницы во времени, тем не менее нам пришлось прочитать тот самый консультационный документ, который вчера был опубликован, более 100 страниц, близко к 200 страницам. Но в любом случае консультационный документ – это, по сути, обзор различных вариантов. Он ни к чему, собственно, нас не приводит. Нет заключения с точки зрения тех опций, которые представлены в документе. Все мы будем рассматривать сегодня с вами вот что.
как раз-таки сам закон в том виде, в котором он есть. Также в разрезе консультационного документа. Но, тем не менее, мы понимаем, что будут вноситься изменения в наш арбитражный закон. Рассматриваются вопросы фундаментальных вопросов, то есть мы говорим о ключевых принципах арбитража и самого закона 1996 года. Мы считаем, что они останутся неизменными. Для того, чтобы так или иначе обозначить правила игры, что мы собираемся делать? Мы будем рассматривать от начала до конца арбитражный процесс. То есть, по сути, мы возьмем 4 таких снимка, скажем так, в моменте времени. И каждый из моих коллег будет рассматривать все эти снимки в момент времени. Последовательно, естественно, последовательно таким образом, как мы будем о них говорить. В последовательности, в привязке к прохождению всего пути арбитражного процесса. Да, я должен представить всех своих коллег. Вот сейчас, в настоящий момент, во время послеобеденной сессии, у нас есть некоторая искусственность, потому что вы же уже познакомились, правда же? Все вы знакомы. Но вам, тем не менее, придется меня потерпеть. Вот я вам говорю, я сейчас представлю вам тех людей, которых вы уже знаете. То есть попробуем все-таки обойти этот вопрос для того, чтобы все-таки оживить вводную часть, как минимум, чтобы это стало вам интересно. Итак, первый оратор. Мартя Гриф, как вы знаете, солиситор в области урегулирования вопросов, глава центральноазиатского направления и восточноевропейского направления. 20 лет опыта по всем аспектам арбитража. Охватывается также вопрос арбитража международного уровня, коммерческие разрешения споров. Она обладает потрясающим умением и особый подход, который демонстрирует ее профессионализм, уметь представить свою информацию. Марта предоставит нам практические подсказки, как правильно начинать и реагировать на арбитраж. Дальше, господин Руперт, да, вы его уже знаете, он баристер, практикует различные направления права. Руперт, он очень знающий и вдумчивый, и специализируется в чрезграничных исках арбитражного характера. Руперт будет выступать по вопросам сложности, трудности выбора арбитражного арбитра, например, и ведения арбитража. Дипти Ханта, солиситор и партнер, лидер команды коммерческих споров, в Киттен Харрисон. У нее 20 лет опыта за плечами на международном уровне. Ум и твердость – это ее профессиональные навыки. Она будет говорить с вами о средствах судебной защиты среднего характера в области, опять же, обеспечения защиты. Стивен, самый крайний за столом, солиситер, партнер в команде арбитражных исков. Потрясающий обширный опыт, в частности, в области международных делах о возврате активов и замораживании активов международных. Не только в силу локации, местоположения, да, то есть мы здесь говорим об активах в целом. Мы будем говорить также о том, как можно право применять те решения, которые приняты в Англии в этом направлении. Итак, вот наш основной совет, наши основные участники, выступающие. Всегда возникает вопрос, насколько они владеют темой. Ну, верьте мне, они знают свою тему очень хорошо, поскольку все мы вот-вот об этом узнаем. Марта, пожалуйста. Спасибо большое, Майкл. Какая была потрясающая вводная часть. Я прям сама удивилась. Продолжу на русском языке, потому что, мне кажется, это и в некотором смысле и проще, и удобнее. Да? У меня задача
сегодня вам немножечко рассказать про то, как начать арбитраж и как отвечать на арбитраж. Да? И в некотором смысле самое простое, что можно сказать, закрыть презентацию и пойти пить дальше кофе, чтобы проснуться немножечко. Да? Это сказать, прочитайте, пожалуйста, первую и вторую статью арбитражного регламента, там все написано, все понятно. Всем спасибо, идем пить пиво. Да? Но и на самом деле я не буду вас как бы загружать этими деталями, потому что они очень хорошо известны. На самом деле моя презентация, наверное, было бы лучше ее назвать «Что делать в конце?», да? Потому что любой арбитражный процесс, стороны в любом коммерческом споре, они хотят не арбитражного процесса и платить юристам, они хотят деньги, которые они хотят взыскать и принести там shareholder'у или сказать, вот мы победили. Да? И в этом смысле в начале этого процесса, когда начинается арбитражный процесс, любого, будь он в LCIA, в ICC, в любом арбитражном процессе, первое, что нужно, о чем нужно мыслить, это о конце и о том, как вы будете исполнять это решение. Особенно если мы имеем дело с сторонами в нашем регионе. Поскольку традиционно, я уверена, вы все знаете, что арбитражная оговорка – это оговорка, в которую стороны заходят, то есть контрактная она, стороны заходят с доброй волей, и по доброй своей воле, то есть никто никого никуда не заставляет. Да? Но это когда вот цветы и шоколад, да? Когда начинается разводный процесс, в практике нам всегда, юристам, задают вопросы, особенно ответчики, что мне делать, как мне не заплатить. Да? И смотря кого ты представляешь, истца или ответчика, таким образом ты начинаешь отвечать как юрист, да? И ты должен дать честный ответ. Поэтому я говорю, что начало всегда определяется концом. Да? Почему? Потому что в традиционных постсоветских странах как бы не принять оповещение от суда или не вручили, не вручили. И все, ты считаешь, что ты, не вручили, а я пошел гулять, да, то есть это всегда та тема, которая очень больная, да, а в международном арбитраже, когда ты идешь по разным юрисдикциям, это всегда еще сложнее, потому что есть правила внутренней страны, припустим, да, то есть мы судимся в LCIA, сторона гонконгская, арбитраж, сторона арбитража в Узбекистане. Мы должны понять, какие правила уведомления в Узбекистане для того, чтобы после прекрасного решения в арбитраже, очутившись в государственном суде на исполнение, мы не получили горячий привет от судьи. И в этом заключается секрет, не секрет, на эти детали очень часто юристы не обращают внимания, потому что, казалось бы, да. И это особенно актуально в спорах, когда ответчик не принимает участие в арбитраже. У меня был один процесс, когда в этом процессе я выступала арбитром, и вот и это на самом деле это случается сплошь и рядом. В некоторых юрисдикциях это случается сплошь и рядом. Вот это там в Лондоне что-то идет, а мы тут себе сами хозяева своей поляны, и как бы будет все нормально, да? И у арбитров есть обязанность, и это как концепция, которая веками уже установилась в арбитраже, чтобы решение, которое выдает
трибунал были исполнимы. Да? И вот в этом конкретном споре нам пришлось, арбитрам пришлось лично поехать в юрисдикцию, потому что сказали, что там есть нюансы. И лично один из арбитров поехал удостоверился в том, что о начале арбитража было извещено. То есть как бы после нескольких попыток, ну где же вы, в какой-то момент они пробовать как бы донести и задокументировать полностью вот процесс уведомления и задекларировать это в том числе в арбитражном решении, чтобы было понятно, что все меры были предприняты. И здесь в некотором смысле есть еще один нюанс. Если стороны, например, заходят в арбитраж, да, то есть они участвуют в арбитраже, они подают какие-то, ну или думают об этом, хотя арбитраж, он настроен, традиционно LCIA регламент, арбитражный регламент настроен на то, чтобы стороны двигались быстро. Иногда тема арбитражная, она настолько большая, что большие корпорации, большие компании очень долго думают, а по регламенту у вас 28 дней. И здесь как бы я не буду вам, опять же, зачитывать первую, вторую статьи, но важно не упустить один момент. Если ответчик, это пункт 24 в арбитражном регламенте, если в течение 28 дней ты не предоставил и не назначил арбитра, то ты тратишь право назначать такого арбитра. А как говорил товарищ Ленин, судьи решают все. И в этом плане очень важно понимать, что свой арбитр, ну как бы свой арбитр это неправильно, но арбитр, которого ты назначаешь, он понятно независимый и профессиональный, но он будет отстаивать в той или иной мере твои интересы. Все. Да? То есть начиная, и эти детали очень четко прописаны в арбитражном регламенте и в арбитражной оговорке. И, например, если в арбитражной оговорке прописаны какие-то шаги, которые стороны должны были предпринять, например, медиацию, или пройти там, консультации какие-то, негациации, да, это обязательно нужно исполнять, потому что оно может тормознуть и откинуть вас еще на полгода, потому что, опять же, трибунал будет рассматривать только так, как положено и как написано в контракте. Спасибо большое. Marta, thank you so much. Марта, ну спасибо вам громадное. Очень информативно. То, как вы начали, и то, как вы сказали, что вы в зависимости от того, кого вы представляете, да, действительно, рассматривая весь процесс, рассматривая его с самого начала, о правильной реализации, отправлении, и вы сказали, знайте правила, вы сказали, да, ну, как минимум в английском так прозвучало. Это напомнило мне вот что. Я как раз-таки в университете слушал курс по арбитражу. Джулиан Лю был одним из профессоров. Он сказал, первое, что вы должны делать в контексте арбитража, будучи адвокатом или будучи арбитром, неважно, читайте правила. И дальше он ко всем обращался. Дальше второе, что вы делаете в контексте арбитража. И да, некоторые люди тоже это наблюдал, то, что сказал господин Люев. Ответ – читайте правила. И регламент имеется в виду. И третий вопрос был отвечен также. Важно также, в общем, понимать юрисдикцию. И я хочу призвать Руперта, чтобы он нам как раз-таки рассказал о правильном выборе юрисдикции и те сложности, с которыми мы сталкиваемся. Помогите мне, пожалуйста, мне нужны слайды. Мне сказали, чтобы я продолжал говорить, не замолкал, потому что всех нужно заинтересовать. Сейчас так и буду поступать. У меня всего каких-то там 15 минут, правильно? Итак, вопрос, о котором буду сейчас с вами говорить, это выбор арбитражного
арбитражной юрисдикции. Первое, что вы спрашиваете самого себя. Но есть классическая ошибка, которую многие совершают, да, с точки зрения ответчика, например. Не... И помните, пожалуйста, потому что так или иначе во время арбитража, когда вы получили решение, вы должны иногда задаваться себе вопросом. Иначе будет очень поздно. То есть необходимо рассмотреть это на самом раннем этапе. Ну, как базовые принципы, с которых нужно начать, как вы все знаете, процессуальные правила, которые применяются в арбитраже. Это является самым важным моментом. Это правило учреждения, которое было идентифицировано в рамках арбитражного соглашения, если оно было упомянуто. То есть, где будут проходить будущие арбитражные споры касательно контракта. Эти институциональные правила, они будут дополнены законом, где находится арбитраж или организация. Но, как вам известно, например, это не означает, например, законодательство места, то есть каким законодательством будет руководиться арбитраж. То есть это уже четко разработанное арбитражное соглашение, и это будет необходимо рассмотреть, что оно, например, представляет как выбор, где можно провести арбитраж, не с точки зрения страны, а с точки зрения арбитражных правил. Как Майкл и до него как раз-таки выступал Роман, они тоже упомянули то, что касается арбитража, например, скажем, правил. Нужно здесь необходимо сослаться на закон о арбитраже английском законодательстве 1996 года. Там говорится, что трибунал, например, может не иметь юрисдикцию для того, чтобы рассмотреть спорный вопрос. Во-вторых, потому что серьезные процессуальные несоответствия, они тоже могут быть причиной. И третье, это то, что касается самого законодательства. И мой коллега Стивен Росс представил вот несколько примеров, представить свои примеры. А я также хотел бы сослаться на некоторые примеры касательно такой ситуации. Законодательство арбитраже, закон о арбитраже, он предусматривает, что там используется целый ряд арбитражных правил, которые основываются на компетенциях. Это означает, что трибунал имеет право рассматривать в рамках своей юрисдикции. Что это означает? Это означает, что необходимо применять обычно, чтобы трибунал имел правило рассмотрения данного дела как судебный орган. Во-вторых, если арбитраж, например, даже соглашение указывает, что стороны могут напрямую обратиться в суд, не обращаясь в трибунал по определению юрисдикции, то в этом случае соглашение как раз-таки имеет преимущество по данному праву. Здесь вот в статье 30 по компетенциям международного английского закона по арбитражу, там как раз-таки об этом и говорится. Трибунал может вести рассмотрение дела в рамках своей юрисдикции. И, конечно, решение, которое принимает данный трибунал. То есть в двух ситуациях. Во-первых, когда трибунал рассматривает как юрисдикцию и также по рассмотрению самого дела, и по данному вопросу принимать решение. И также, когда трибунал в рамках своего решения, и когда выпускается конечное решение, трибунал становится последней инстанцией, и, следовательно, вы должны потом уже обратиться напрямую в суд по вопросам юрисдикции. Первая категория дел, например, где можно оспорить юрисдикцию, это, например, скажем, спор касательно действительности самого соглашения об арбитраже. Здесь, например, насколько соглашение об арбитраже удовлетворяет базовые условия для данного действительного обязательного договора. И одна из тем, например, которую я хотел бы отметить, и это дает, например, как раз-таки порождает вопрос, какой закон будет применяться. То есть, будет ли это, например, скажем, основополагающий закон. Когда мы говорим основополагающий закон, это предполагается, что арбитражное соглашение, оно действительное, и на основе этого предположения
какое право будет руководящим правом для данного арбитража. Во-вторых, это может быть то же самое, как бы закон, который указан в контракту по существу, и об этом тоже нужно помнить. Конечно, арбитраж предполагает, что когда кто-то использует, например, скажем, английское право или международное английское право, а насколько, например, нужно этим использоваться, когда, например, происходит конфликт прав. Во многих институциональных правилах, например, там говорится, что сам трибунал, например, определяет конфликт между различными законами. И это одно из прав, которое обладает сам трибунал. И вы увидите, что это сложно предположить, то есть предсказать, какой подход будет использован со стороны трибунала. Хотя можно представить себе, что трибунал включает в себя 3 арбитра из конкретной юрисдикции, если, например, скажем, данная юрисдикция относится к правилам арбитража. И именно будет использоваться именно данная юрисдикция для того, чтобы решить конфликт законодательств, с которым сталкиваются стороны. И самое интересное, например, когда мы имеем дело с насколько действительно является арбитражные соглашения. Ответчик, насколько был намерен подписать контракт по арбитражу и насколько это является обязательным. В моем опыте, например, в основном касательно дел, связанных с Россией, например, это совсем как бы необычно. Когда стороны, например, подписывают меморандум о взаимопонимании или меморандум о сотрудничестве. Также это общий подход, например, в Узбекистане. И идея, например, которая стоит за меморандумом о сотрудничестве, которая определяет основные моменты, по которым согласились стороны. Но это как бы первый шаг. Это всего лишь намерение, что они хотят сделать. И потом все детали определяются непосредственно в контракте. И потом уже как бы указывается непосредственно арбитражное положение. И истец подает иск в отношении ответчика в рамках данного арбитражного соглашения. А ответчик говорит, что нет, я не хотел сделать как бы обязательное соглашение, когда я подписывал меморандум о соглашении. Это всего лишь намерение, что мы напишем наше конечное соглашение в более детальном характере в нашем соглашении. Ну, с этим еще можно поспорить, с таким аргументом. Ответ обычно на такой вопрос бывает, что если вы не имели намерения, что это было обязательно, почему тогда это включили в данное меморандум соглашения? Но если вы ответчик, подумайте об этом. Следующая категория сложностей по юрисдикции, и может быть это самый интересный момент. Есть, например, спор, где ответчик являлся стороной, подписавшей арбитражное соглашение. Например, как пример хотел бы сказать, контракт был подписан для того, чтобы обязать ответчика через его агент или через его представителя. Итак, следующий вопрос. Насколько агент является уполномоченным для того, чтобы подписать такой контракт? Нужно подумать об этом, если вы представляете, например, скажем, ответчика. И вопрос заключается в следующем. Исходя из принципа английского частного законодательства или права, английское международное право указывает, что закон применяется в отношении агентских взаимоотношений тоже. То есть предполагает, что ответчик – это компания, то это связано с законом, где компания была зарегистрирована. Я проверил это. Саадат. Вот мы обсуждали с вами во время обеда, и она подтвердила, что узбекское законодательство имеет такие же принципы касательно основных транзакций, а именно режим по основным транзакциям, как и российское законодательство. И, насколько я понимаю, это требует особого полномочий, то есть необходимо получить особое полномочие со стороны руководителя данного, скажем, руководителя, его одобрения, прежде чем как компания будет осуществлять так называемую крупную транзакцию. То есть иногда это со стороны директора, исполнительного директора, или со стороны акционеров. То есть и это обычно прописывается в акционерном соглашении. То есть крупные транзакции, они требуют одобрения со стороны акционеров. То есть вы можете сказать, что арбитражное соглашение и также контракт, например, не применяется в отношении такого ответчика
поскольку здесь есть юрисдикционные сложности. И, конечно, дополнение к обязательствам. То есть вы можете начать обсуждение этого вопроса на самом начале обсуждения по юрисдикционным вопросам. Следующая категория юрисдикционных сложностей – это назначение трибунала, то есть как трибунал назначается, я имею в виду арбитры. Это, конечно, опять же ссылаемся на соглашение о арбитраже, и необходимо посмотреть, что там говорится в этом соглашении касательно назначения трибунала. Насколько там обеспечивается, чтобы стороны сами назначают трибунал, либо будет отдельный институт, который это будет определять, и насколько арбитражное соглашение требует, чтобы арбитры имели определенные квалификации. И в рамках всего этого мы должны спросить себя, насколько трибунал фактически назначается в соответствии с этими условиями. И если там в арбитражном соглашении ничего не говорится об этом, то каким образом можно организовать или созвать трибунал, и сколько арбитров там должно быть в этом трибунале? Арбитраж, закон об арбитраже также определяет определение трибунала и арбитров по умолчанию. Это будет ли, например, скажем, один арбитр, и если стороны не могут согласиться об этом, они могут обратиться в суд, и потом уже суд будет назначать либо арбитра, либо определит процесс, с помощью которого они будут определять арбитра. И в различных инстанциях суд, например, иногда может обратиться и сказать, обратитесь в лондонский, например, скажем, международный арбитражный суд, и институт, то есть учреждение, будет как раз-таки органом, который будет назначать арбитра единоличного, и само учреждение будет проходить арбитраж, а именно трибунал. Итак, последняя категория. Это связано с вопросами, которые мы обсуждали по вопросу назначения решения трибунала. Здесь есть два момента, которые необходимо помнить. Во-первых, насколько эти вопросы, которые определены в решении трибунала, соответствуют в запросе, в прениях и также в разбирательстве. И здесь, насколько трибунал разрешил данный спор и как бы налагает определенные обязательства каким-либо сторонам. И необходимо отметить, что есть также момент юрисдикции, не только как процессуальные несоответствия, они просто, например, может быть, не имели даже полномочия для того, чтобы разрешать те вопросы, которые были представлены какой-либо стороной. Также второй вопрос, который необходимо задать, насколько те пункты, которые были упомянуты в решении арбитра, действительно соответствуют, скажем, принципам арбитражного соглашения. Классическое арбитражное соглашение требует, что любые споры, которые возникают или в связи, или связаны с прилагаемым контрактом, они как раз-таки могут быть обращены в арбитраж. Ну, а как насчет неконтрактных исков, например? Как с ними? Насколько их и как можно их рассматривать? Естественно, вопрос, с которым мы сталкиваемся, какой закон вы будете применять, например, в разрешении этих вопросов, которые не упомянуты в контракте? Это уже на усмотрение трибунала. И предполагаем, что трибунал, например, находится в Лондоне, и он имеет очень серьезный аргумент, что нужно как бы использовать процедуры арбитража. Нет, не так. Это будет руководствоваться законом, правилами самого арбитража. Но закон, руководящий закон данного арбитражного соглашения, это английское право. То есть Fiona Trust в провалов. То есть каждый должен предполагать, что добропорядочные лица, которые ведут бизнес, которые столкнулись со спором в рамках контракта, они могут встречаться на одном форуме единовременно. И в данной ситуации не нужно придаваться как бы очень детально, например, скажем, к тому, что насколько это действительно вытекает из контракта или нет, а все-таки будет использоваться английское право. Например, неконтрактные иски. Они должны быть определенно связаны с
контрактными взаимоотношениями. И только тогда как раз-таки трибунал будет иметь юрисдикцию для того, чтобы определить эти вопросы. Также очень важно понимать о ситуации касательно английского права, где ответчик или истец может потерять право оспаривать юрисдикцию, которая была определена трибуналом. Во-первых, если сторона, которая желает оспорить вопрос юрисдикции, не сможет или уже использовала все возможные инстанции для арбитражного процесса, то есть механизм внутри институциональных правил, например, в отношении арбитража, который указывает, что сторона, участник арбитража, будет применять внутри учреждения, оспаривать юрисдикцию. Обычно, например, ответ нет, но есть некоторые институты, которые обеспечивают так называемый процесс двойного уровня. Например, такие институты, как ГАФТА. То есть вы можете подать апелляцию в отношении решения ГАФТА именно по определению юрисдикции. Вторая ситуация, где вы можете потерять право оспаривать решение трибунала по юрисдикции, если вы не подадите информацию или ваш протест в течение 28 дней. Если помните, я говорил, что трибунал имеет право выбора в отношении арбитражных процедур. Насколько, например, скажем, это будет юрисдикционное оспаривание или включение юрисдикции к рассматриванию дела и дальнейшее принятие решения по существу. То есть 28 дней как раз-таки они начинаются с момента назначения юрисдикции. Третья ситуация, которая также, где сторона может потерять право оспаривать юрисдикцию, например, если сторона участвует и придает протест в отношении юрисдикции. То есть, если помните, я говорил, что юрисдикцию нужно определить на самом начальном этапе. И это может быть вопрос юрисдикции на самом начальном этапе. Нужно обсудить это с арбитражом в самом начале и не нужно ждать до конца. То есть, в заключение, если вы действуете от имени ответчика, вот подсказки, первое, во-первых, нужно определять юрисдикцию в самом начале. Во-вторых, необходимо рассматривать само учреждение или полномочия агентства, которое будет рассматривать данное дело. Третье. Необходимо проверить арбитражное соглашение по процессу назначения по квалификации арбитров. Также необходимо проверить институциональные правила касательно подачи апелляции и насколько там есть возможность подать апелляцию по решению арбитража. И, конечно, необходимо помнить, что есть конечные сроки по оспариванию юрисдикции. Если вы действуете именно истца, то необходимо проверить, насколько истец не потерял свое право по оспариванию процессуальных вопросов по назначению юрисдикции. Все. Спасибо большое, Руперт. Итак, возвращаясь к названию нашей сессии, то есть именно арбитраж и сложности, это не только, например, скажем, касается только юрисдикции, но и также это оспаривание арбитража и самих арбитров. А это не так уж просто, потому что арбитры имеют определенные полномочия и также компетенции, и потеря права оспаривания трибунала тоже очень сложный вопрос. Итак, это первый момент. Но, конечно, существует целый ряд других, скажем, моментов, на которые можно споткнуться по пути в успешному арбитражу. Ну, первый, самый главный, наверное. Но вы знаете, между этими, как называемыми, барьерами или бугорками на дороге есть очень много, как бы, и гладкой дороги, поверьте мне. И необходимо, как бы, помните об этом. То есть, как вы будете работать с проблемами, которые возникают в процессе деятельности суда. Спасибо большое, Майкл. Всем спасибо большое. Те, кто присутствует здесь. Мне кажется, необходимо понимать, что данного рода решения и данного рода
стратегические решения, потому что в данном случае мы чаще всего сталкиваемся с некоторыми подозрениями, например, в мошенничестве. И очень часто в арбитражных делах вы обнаружите, что есть подозрения чаще всего, и их озвучивают, что та или иная сторона является мошенником, скажем так. И вам хочется так или иначе скажем так, сделать некое обеспечение, да, через судебное решение. Вы хотите сделать все возможное для того, чтобы найти как минимум такое решение, которое хотя бы на среднесрочный период решит вопрос дальнейшего обеспечения иска. И есть целый ряд сложностей, с которыми мы сталкиваемся во время арбитража, и мне кажется, что любые вопросы, так или иначе, как мы подходим к этим вопросам, вот что важно. 44-й раздел закона об арбитраже, так или иначе, очень важно, мне кажется, в отношении этой дискуссии, которая касается средств обеспечения иска. И в данном случае мы говорим о нон-арбитраже, и что касается поддержки того или иного арбитража, включая того момента, когда трибунал уже собран и сможет действовать активно и сможет действовать, работать. И 1С – это раздел, который, собственно, управляет данным вопросом по невмешательству. И, по сути, здесь есть четкое понимание того, каким образом предоставляется средства обеспечения иска. И, опять же, в зависимости от того, где именно арбитраж будет происходить, но стороны могут так или иначе исключить те или иные положения из раздела 44. И если мы читаем 44 раздел о том, что надо принять решение по обеспечению доказательной базы, материалов и о назначении того, кто будет, собственно, получать. По английскому праву 44 секция закреплена в зависимости, и в данном случае, в том случае, если место арбитража выбрана Англия. Что касается категорий. Здесь есть две категории. Срочные и несрочные дела, которые рассматриваются в арбитраже. Когда мы говорим об отсутствии комиссии, мы, на сути, передаем возможность принять решение одной из сторон, но с другой стороны, эффективно должно действовать арбитражное судопроизводство для того, чтобы определенным образом сохранить, скажем так, наложить временное содержание на те или иные средства. Да? То есть если мы говорим об сторон, которые называются ex-party, да, то есть внешняя сторона, то они должны определенным образом, то есть до трибунала необходимо принять определенные действия для того, чтобы остановить передвижение тех или иных средств. Да? То есть в том случае, если занимается этим вопросом комиссия по согласию сторон, то в данном случае, например, если идет заявление в суд о том, что да, действительно необходимо получить определенные доказательства и дачу показаний от свидетелей, в этом случае это закрепляется, опять же, в регламенте. В зависимости от того, как подается ходатайство, необходимо четко понимать, насколько так или иначе арбитражная комиссия сможет заморозить те или иные активы. И есть ли вообще возможность заморозить эти активы как можно быстрее? В том случае, если мы рассматриваем срочное дело. Да, то есть в этом случае стороны обращаются к суду для того, чтобы получить временное освобождение. Это специальная форма, которая касается институционных правил. И вот теперь положение о срочном арбитражном рассмотрении об этом говорит. Это также становится достаточно сложным, потому что здесь вопрос порогового с точки зрения временного подхода вступает в силу, когда стороны, тем не менее, могут подать для продолжения арбитража или для того, чтобы назначить срочного арбитража в рамках правил и регламента, то в этом случае временный выпуск также эффективно возможен с тем, чтобы средства обеспечения иска все-таки были задержаны. 44-й раздел, о котором мы все время сегодня говорим, также охватывает и срочного наложения ареста без уведомления. Это тоже возможно. И в любом случае это так или иначе в руках арбитражной комиссии и на основании быстрого предоставления нужных доказательств.
это инструмент, которым могут воспользоваться наши стороны. Да? То есть вот на этих слайдах мелким убористым почерком очень хорошо видно, что сказано в разделе 44. Мне кажется, стоит каждому из вас почитать раздел 44, потому что здесь содержится очень важная информация. Она помогает сторонам своевременным образом правильно работать через арбитраж для того, чтобы наложить временное средства обеспечения иска. Есть несколько кейсов, о которых мне хотелось бы сказать, и я не буду детально их рассматривать, но тем не менее они достаточно хорошо иллюстрируют то, каким образом работает арбитражная система в поддержании самого арбитража и в поддержании обеспечения иска, то есть в поддержании возможности удержания средств обеспечения иска, в зависимости от места, где будет арбитраж происходить, в зависимости от того, насколько быстро будут предоставлены материалы по делу обеими сторонами, и в данном случае у нас выпущены были специальные ордеры, и в другом случае мы иллюстрируем решение Верховного суда, и в данном случае оно тоже было вовлечено в арбитражное решение, что вот тоже очень интересное дело было. Нам удалось, тем не менее, разрешить его положительно для обеих сторон. Это был спор по поводу того, где именно будет рассматриваться дело, в Англии или где-то еще, и Верховный суд и апелляционный суд, в данном случае он играл и роль апелляционного суда вынес другое решение. Еще одно средство по удержанию, по обеспечению иска. В данном случае мы говорим о ответчике, который заболел. Я так помню, что это был все-таки тот же самый ковид. И нужно было выбрать, какой суд будет поддерживать и помогать арбитражному процессу. Ну что ж, спасибо, я закончила. Deputy, that's great. And Дипти, потрясающе. Ну что, мы сейчас видим, что возникает такая золотая тенденция с точки зрения поддержки суда в рамках арбитражного процесса. И мы уже переходим к 4-му нашему кадру. И это будет конец процесса, завершение процесса. Что может пойти не так? Скажите, пожалуйста, когда мы говорим об оспаривании, да, что пойдет не так? Скажите мне, пожалуйста, когда вы получили решение, хотите его применить, реализовать, что может пойти не так? Спасибо большое. Обещаю, что моя сессия будет очень короткой, прям вот краткой, совершенно краткой. Действительно, что я должен сделать? Я должен, по сути, перейти к основному делу. Это будет case study, наше конкретное дело, которое мы бы хотели с вами обсудить. И на самом деле это будет самая интересная часть нашего общения. Мне кажется, что это будет самая лучшая презентация, с которой вы когда-либо сталкивались в своей жизни. Моя задача на самом деле просто, скажем так, подготовить сцену к настоящему выступлению, которое будет очень скоро. Если помните, если вы запомните буквально одну вещь из моей краткой сессии, я очень надеюсь, что вы запомните и уже ее помните, это то, что закон об арбитраже составлялся с тем, чтобы в конце все приходило к логическому концу. То есть для нас самое важное — не перепрыгивать. Да? То есть существует 3 обоснования для оспаривания, скажем так, да, для того, чтобы не дать отработать. В том случае, если уже Руперт сказал об этом, это вопрос юрисдикции. И очень четко, детально это прописывается в законе, не буду об этом говорить, на основании целой серии несоответствий. Это 2-е обоснование в рамках процесса. То есть мы говорим это 68-й раздел. И апелляция в суд. 69-я, если переводчик не ошибается, секция, раздел. То есть все это обязательно. Вот эти все моменты стороны избежать не могут. А 69-й раздел, он не обязательно, не носит обязательно характер. Итак, 67-й раздел. Почему? Мы все молча, да, тихо кричим, когда кто-то показывает ссылку на 67-ю секцию. Да, и мы уже об этом говорили миллион раз. То есть в том случае, если у вас полный набор слайдов, всех разделов, и для того, чтобы вы смогли взять эту информацию и поделиться с любимыми всей этой информацией. Если хотите копию моих слайдов, я обязательно вам предоставлю их. У меня даже есть они на русском языке, но я считаю, что
так или иначе не стоит этого делать, потому что лучше, чем AQC это сделала, я уже не сделаю. Итак, возьмем второе направление. Это когда мы оспариваем на основании ряда нарушений. Да? То есть в том случае, если субстанционное нарушение мы узрели, то в этом случае это касается и процесса, и того, как было принято решение. То есть, по сути, здесь никто не собирается исправлять ошибки по фактам и по области рассмотрения. Нет, в данном случае я покажу вам не исчерпывающие примеры. То есть, если трибунал не смог выполнить поставленную перед ним задачу, в том случае, если не исчерпал все свои власти, всю свою власть, и он пытается справиться с той задачей, которая ставится перед ним, но у него не получается, или в том случае, если решение было принято на основании мошеннической или действий махинационной схемы, то в этом случае мы на основании этого можем не реализовать, не выполнять принятое решение. Это происходит очень редко. 69 раздел, да, то есть, как мы слышали, право на апелляцию – это вопрос, который обсуждается только в английском праве. Да? То есть вы можете получить действительно это право, и если определение основного вопроса серьезно будет воздействовать или влиять на права сторон. Опять же, вопрос права, отправления права, то, что вы и хотите добиться от трибунала, и трибунал, понятно, что-то понял не так, что-то решил неверно, и вы это можете доказать, или возникает вопрос, который носит важность для общественности, в частности, в применении права. То есть вот эти решения, например, вызывают определенную сомнение, то в этом случае вы можете получить право на апелляцию. Это очень редко, и это не обязательное право к исполнению. Дальше, когда мы сталкиваемся с различными теми самыми кочками по нашей дороге, во время процесса ведения трибунала вы не можете надеяться на везение, нет такого. Да? То есть постоянно в течение 28 дней, которые вам выделяются, вы должны будете как можно быстрее выполнить все поставленные перед вами задачи. То есть вы должны двигаться вперед. В том случае, если вы хотите действительно оспорить принятое решение, делать это нужно быстро. Иначе вы утратите это право в силу определенных условий, которые также обозначены, включая сюда и временной промежуток. Есть исключения, конечно же. Если в тот момент, когда вы участвовали в арбитраже, вы не знали или не было достаточно бдительного рассмотрения вашего дела на основании выдвинутых обвинений, во многих случаях, если мы говорим о мошенничестве, о котором узнали позже, простите, это также может стать причиной отмены решения арбитражного суда. Теперь, правоприменительная практика, как мы его право применяем. Теперь, если вы получили решение трибунала, и вот в том случае, если дело рассматривается в Англии, ровно так же, как и любое решение, принятое в суде Англии. Что важно? Если у вас международное решение, зарубежное, их гораздо легче право применять, чем суждение, принятое решение на уровне обычного суда из-за рубежа, да, то есть потому что все мы являемся подписантами Нью-Йоркской конвенции, другие 61 суда. Если у вас, тем не менее, решение обычного суда, не арбитражного, в зависимости от юрисдикции, вам иногда приходится начинать процесс еще раз в Англии. Это стоит денег и много времени на это уходит. То есть вы можете просто в Англии, вы можете сказать, вот, пожалуйста, давайте его просто право применим, потому что оно основывается на правилах арбитражного закона, который реализуется в Англии. Теперь, здесь мы также и говорим о тех мощных инструментах, которые заложены в законе. Если мы говорим о том, как правильно защитить, скажем так, реализацию принятого решения, в том случае, если сторона арбитражного соглашения обладают этой возможностью, то есть они достойные, скажем так, спорщики, если оно является недействительным, если некоторые части его являются недействительными или решение арбитражной системы не принято соответствующим, или оно противоречит общественному порядку, то только в этом случае можно рассматривать его отмену. Это все то, что я вам хотел сказать. Я обещал, что будет кратко и лаконично. Я уверен, что будут вопросы. Я знаю, что вы все ждете с нетерпением
практических примеров после кофе-брейка. Гарантирую, это будет просто потрясающе интересно. Спасибо. Stephen, thank you so much. Стивен, большое спасибо. Мой комментарий заключается в том, что если вы делаете отличную карьеру, например, то я думаю, что вы могли бы сделать такую же потрясающую карьеру также и в шоу-бизнесе. Но прежде чем я начал наш практический пример, я думаю, что прежде чем мы объявим перерыв, скорее всего, есть какие-то вопросы, на которые мы хотели бы задать. Но также хотел бы отметить один вопрос, который я не позволю, который можно задавать. Когда я надевал свои наушники, потому что Марта говорила на русском и узбекском, на русском, да? Окей, хорошо. Первые слова, которые услышал на английском языке: давайте пойдем и выпьем немножко пива. То есть нельзя задавать вопрос, где пиво. Где можно взять пиво? Итак, первый вопрос, пожалуйста. Привет. Спасибо большое. Позвольте, я представлюсь. Andrew Diwan из FTI Consulting. Вопрос больше относится к презентации Стивена. Ну, хотя и другие, как вот члены президиума, могут ответить. Стивен, вы сказали о мошенничестве в арбитраже. Не могли бы дать некоторые примеры? Как такое мошенничество может иметь место? Как английский судья как-то давно сказал, мошенничество — это подлог, на самом деле. То есть это может быть целый ряд различных моментов, которые можно рассмотреть, и которые стороны могут выявить. Например, это подделка документов, где основные факты, например, были определены, да, предположим. Это бывает редко, но такое бывает. Я тоже такое видел. Любые подлоги или обман, который приводит к тому, что были созданы документы, и которые отличаются от тех фактов, которые были выявлены со стороны арбитров. То есть, насколько, например, что имело место, скажем, фальсификация документов, это никто не знает. Это только во время этих обсуждений как раз-таки можно выявить. Люди это делают. В моем опыте это видел. Или, например, то, что касается доказательств, которые представляются трибуналу, тоже видели. Ну, очень часто есть вопросы касательно честности и так называемых серых областей, да, по которым можно как бы провести определенное обсуждение. Вопрос заключается в том, что насколько нечестность или мошенничество действительно может быть связано с основными вопросами, которые являются самыми важными. Если это то, что касается, например, скажем, где-то директор неправильно как бы себя вел, это не то, конечно. Но, например, документ, подделка документа, как я сказал, это классический пример. Может быть, еще коллеги добавят? Хотел бы добавить. Я недавно тоже изучал это положение. Вот Стивен, может меня поправить, если не так. Вот я прочитал статью арбитражного законодательства. То есть стороны должны представлять честную информацию арбитражу, то есть трибуналу. Например, может быть, мои коллеги тоже с этим сталкивались. Есть отдельная категория, например, таких моментов, которые нельзя раскрывать. Это очень интересный аспект, например. Вы знаете, очень редко бывает, где арбитражный процесс сам по себе используется как инструмент мошенничества. Абсолютно для фиктивного так называемого спора. Например, для выявления, например, скажем, была отмывка средств или нет. И будете ли вы, например, скажем, расследовать такое мошенничество, будучи арбитром? Или вы не будете это расследовать? И в дальнейшем, как бы, вы тоже можете быть призваны к ответственности. Это очень сложное направление, вы знаете.
Да, такая ситуация, например, когда арбитр находится в определенной дилемме. Даже в английском праве, например, где очень узкое применение общественной политики, возможно избежать, например, правоприменения решения, когда вы можете доказать, что цель арбитража это уже как бы был актом мошенничества в рамках исключения по государственной политике. Это сложно, но мы все знаем. У нас было несколько таких вот подозрительных примеров по крупным делам, например, которые проходили по различным странам, когда большой арбитраж и участвовал целый ряд адвокатов, очень много экспертов, очень много решений, и были предложения, что нужно людей сбросить как бы с башни Тауэра, с Тауэрского моста, вернее. Но там, вы знаете, очень много сложностей. Не знаю, я не сталкивался. Я видел тоже некоторые случаи, но очень сложно как бы определить это. Вы получаете консультации от различных адвокатов, и если вы спросите это мошенничество, вы получите разные ответы. Вот такое я видел в своем опыте. Мошенничество – это очень серьезный вопрос. И порог очень высокий, вы знаете. Доказать что-либо для того, чтобы потом были последствия, это намного сложнее, вот как я видел из своего опыта. Несколько месяцев назад у нас тоже был случай, мы проверили все. Участвовало 2 или 3 юрисдикции, и адвокаты были те же самые, которые участвовали во всех этих делах. И нас это немножко забеспокоило, вы знаете. Обычно есть так называемый поверочный список, с которым мы работаем, и мы должны помнить об этом списке. Да. Ну, может быть, внесем в повестку следующего нашей конференции, то есть арбитражной недели. Изложим этот вопрос, вернемся и представим более детально. Итак, вот вопрос есть. Я знаю, что многие уже сейчас ждут возможности пойти поискать пиво, но тем не менее, давайте еще один вопрос. Я хотел просто уточнить то, что касается правоприменения. Насколько я понимаю, там 2 режима в рамках Нью-Йоркской конвенции, и вы сказали, что вы можете применять решение суда. Правильно? Это 2 режима, правильно, в Англии? Если сторона, если решение, извиняюсь, исходило, например, скажем, из страны, которая является подписантом Нью-Йоркской конвенции, то в этом случае это нужно как бы право применить. И, например, вы можете обратиться в британский суд и сказать, что, пожалуйста, в рамках Нью-Йоркской конвенции это нужно как бы право применить. Они это будет осуществлять как часть английского права. Это достаточно легко проходит, нежели чем те страны, которые не являются подписантами Нью-Йоркской конвенции. То необходимо как бы заново начинать весь процесс, новые слушания, новые решения, и потом уже это будет решение. То есть это уже более долгосрочный так называемый режим. Учитывая то, что Нью-Йоркская конвенция существует, если вы являетесь подписантом этой конвенции, то это намного легче правоприменить решение суда, которое было принято в стране, которая подписала Нью-Йоркскую конвенцию. Спасибо. В рассмотрении таких дел суд будет изучать основания Нью-Йоркской конвенции для арбитража или все-таки основания английского права, когда речь идет о неправоприменении решения. Хорошо. Роман, извиняюсь, не понял. Я думаю, что 2 режима. У нас даже было дело, где человек использовал решение принято своего суда и как бы зарегистрировал это в британском суде, то есть в английском суде, потому что его страна была подписантом Нью-Йоркской конвенции, там просто требуется печать и все.
То есть это решение, здесь уже ничего не пересматривается. И здесь не нужно никаких как бы рассмотрений дел заново. Это просто право применяется, и все. Такая ситуация в Дубае, например. Например, то, что касается одного из решений, было не совсем как бы ясно. И там указывалось, что необходимо провести дополнительное рассмотрение на уровне судов DFC. То есть там должно быть очень четкое решение, где говорится, что нужно сделать, как вы сказали, Роман. Как только, например, это будет признано в рамках прецедентного права, все, это становится решением данного суда. И оно должно быть применено незамедлительно. Еще вопрос, по-моему. Ну, не вопрос, а небольшой как бы комментарий касательно мошенничества, возвращаясь к вам. Я помню пару лет тому назад, когда мы впервые встретились с Дианой и также с государственными организациями, когда мы обсуждали проект арбитражного законодательства, я помню, что представители государства сказали, что нет, нам не нужен данный закон, потому что это идеальный механизм для мошенничества, для легализации средств. Вот общая концепция была такова. Есть ли какие-нибудь мысли по этому комментарию? Есть ли вопросы еще? Ну, по-моему, я сегодня уже 20 тысяч шагов точно сделала. Большое спасибо за такие отличные презентации. И мой вопрос касательно одного из недавних решений, которое было принято Верховным судом Великобритании. Это Кебабчи против KFC. Очень известно, что в рамках этого дела после трибунала решение было принято в пользу истца. А ответчик хотел представить или пересмотреть данное решение. То есть представил апелляцию в суд Франции, а французский суд как раз-таки отклонил эту апелляцию и сказали, что нет, решение является окончательным. И он обратился в Великобританию, но Верховный суд Великобритании выявил, что решение не было действительным, поэтому было отклонено правоприменение данного решения. То есть французский кассационный суд, если он выявляет, что решение было действительным, то у нас есть сценарий, что решение нельзя аннулировать, но одновременно это нельзя правоприменить в стране ответчика. Я хотел бы услышать ваши комментарии. Что произойдет, например, если французский Верховный суд выявил, что решение как бы является действительным? Ну, я прошу моих коллег после меня. Вы знаете, кебабчи — это очень интересное дело по некоторым причинам. Потому что там указывается между подходами к судебному рассмотрению в США и во Франции, и также указывают на разницу правового анализа, и в какой-то момент даже указывают на культурные различия. Кебабчи дело, там было 3 арбитра. Один был, это представитель Ирландии, он также практикует право Великобритании. Второй — это Мухаммад аль-Вахаб, это очень известный арабский арбитр. И третьего не помню, но, по-моему, третий арбитр был француз. Вопрос, который находился в центре, контракт должен был вступить в силу, насколько я помню, со стороны материнской компании. Но не было передачи в рамках контракта, скажем, транзакция не состоялась с дочерним предприятием. Большинство, как Мухаммед аль-Вахаб и другой его коллега, они приняли решение в рамках арбитража на основе того, что называется инновации путем воздействия. Инновация путем воздействия — это очень сложная концепция, с которой можно поработать. И это исходит непосредственно из гражданского права.
в большей степени, а также вытекает из различных, скажем, дел прецедентного права. То есть там были различные подходы по обоснованию. И указывая на эти разные подходы, были различные подходы к решению этого вопроса. Именно поэтому и дело потом достигло, скажем, Верховного суда Англии, хотя до этого оно рассматривалось в Кассационном суде Франции. Там есть целый ряд вопросов. Если вы хотите, чтобы я уже давался в дебаты, например, кто прав, кто не прав, я думаю, что мы не начнем рассмотрение конкретного практического примера по акционерному соглашению. Но данное дело еще раз показывает, что есть разница между французской юрисдикцией и британской, английской юрисдикцией, которые конфликтуют между собой. Это также указывает очень интересные и новые концепции права, то есть инновации путем воздействия. И также оно еще раз подчеркивает, что прецедентное право против континентального права и, может быть, даже культурная особенность в отношении групп компаний, такие как ливанские или которые связаны с франшизами и так далее. То есть это достаточно большая географическая территория, которая была охвачена в рамках одного дела, которая опять же показывает, что есть культурная разница между нашими странами. Кто-нибудь еще хотел бы что-нибудь добавить? Ну, наверное, все то, что мы можем пока сказать. Еще кто-нибудь? У меня есть один вопрос. Но я думаю, что через минуту мы уже должны объявить перерыв. На раннем этапе данной недели мы обсуждали о секретарях трибунала. И как адвокаты, например, ну, это не дело денег, например. Очень много денег, например, выплачивается для арбитров, для лучшей представленности. Было очень много обсуждений касательно секретарей трибунала. Честно говоря, лично говоря, секретарь трибунала – это фундаментальный, и они очень важный элемент для обеспечения успешного арбитража. Например, когда я знаю, что кто трибунал и кто такой секретарь, например, это отлично. Например, не всегда секретарь трибунала эффективно работает. Например, я подхожу к Стивену. Ваша презентация касательно тех сложностей, касательно решений. Одна из самых сложных решений – это когда секретарь принимает решение от имени трибунала. Как вы думаете, какую школу, скажем, мысли вы придерживаетесь, исходя из своего опыта, например? Насколько это действительно проблема, что секретарь трибунала составляет дополнительно 20% каких-то штрафов, нежели чем это сделал бы, скажем, там трибунал? Ну, я сам этого не видел, но слышал об этом, да, действительно. Есть определенный стиль, так называемое, составления документов, решений, и можно заметить, что это составляет один и тот же человек, скорее всего, секретарь. Ну, я инстинктивно могу сказать, что это не совсем правильный подход. Может быть, у моих коллег были такие ситуации. Есть одна разница. Если, например, секретарь трибунала составлял процессуальную часть решения, может быть, 60%, да, например, скажем, самого документа, но при этом не затрагивает основные вопросы по арбитража. Я думаю, что секретарь, например, скорее всего, очень хорошо понимает, потому что он непосредственно участвует во всем процессе. Здесь проблем никаких нет. Но однозначно есть проблема, когда есть определенные сомнения касательно существенной части решения. То есть именно по существенной части самого спора, когда мы видим, что секретарь написал данное решение. Поэтому вы должны очень осторожно подбирать своих арбитров, и вы должны доверять неподкупности арбитра. Даже в том случае, если эта часть решения была разработана секретариатом трибунала. Она просто выражала не мнение секретариата, а самого трибунала. Да?
Ну, пример с ЮКОСом, да, наверное, наиболее такой на слуху, что называется. Я не знаю, может быть, мои коллеги знают, как выкладывалась аргументация, но, тем не менее, доказав, что секретариат трибунала серьезно участвовал в выработке решения, тем не менее, аргументация была такая: это не важно, потому что все равно они выражали мнение арбитража, то есть трибунала. Почему не сработало, как думаете? Да, мы, понятно, все верим избранным арбитрам. Я буквально два слова скажу. Я полностью согласен с тем, что сказал Руперт, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы секретариат трибунала первый проект решения составлял сам. Здесь ничего такого страшного нет. Здесь четкое разделение, тем не менее, между решением, да, в любом случае, все равно то, что пишет секретариат, оно отражает то, что решает трибунал. То есть если мы вернемся к нашей дискуссии вчерашнего дня, здесь мы говорим, если мы говорим об удаленном слушании, процесс фрагментации существует. Я, тем не менее, озадачен тем, как молодые арбитры смогут, как мы их можем, скажем так, распознать, да, разглядеть, в том случае, если есть ограничитель. И одновременно с этим использование удаленных слушаний все больше и больше расширяется, да? То есть так или иначе, все больше и больше люди, которые так или иначе подключаются к этой сети, скажем так, они остаются в этом кругу. Как сделать так, чтобы живая кровь все-таки попадала в систему? И вот с этой точки зрения, мне кажется, дискуссия тоже имеет свое право на существование. Вот я хочу сказать, что похожий вопрос поднимался и раньше госпожой Лю. Выключите лишний микрофон, пожалуйста. Очень плохо слышно переводчику. Мы номинируем арбитра на что? На то, чтобы он принимал решение или чтобы он просто составлял решение? Что, если секретариат будет просто составлять решение, но им скажут, как это делается? То есть это решение, которое принимается арбитрами и только, да, то есть. Спасибо большое за то, что, наконец, отключили лишний микрофон. До того момента, когда секретариат трибунала не вмешивается в процесс решения, тогда все нормально. Все реплики не в микрофон не слышны и не переводятся. Спасибо. Нет опыта, тебя не назначат. Нет назначения, нет опыта, да, то есть вот такая ситуация. Я вот, например, не думаю, что могу стать хорошим арбитром, но тем не менее я бы смогла работать в качестве работника секретариата. Опять же, микрофон надо поднести ближе к рту, потому что не слышно. Большое всем спасибо за участие, большое спасибо за то, что вы подняли эти вопросы. Есть еще вопросы? Ну, раз нет никаких вопросов, нет, буквально быстрый комментарий. Практический момент, который касается оспаривания решения арбитражного суда. Арбитражный закон говорит вот о чем. 28 дней с момента озвучивания решения. Да, то есть, но ведь не всегда дата озвучания является датой выпуска, правильно? То есть, вот что касается невыплаченных, например, выплат, да, мы говорим, вот, у нас есть решение, но мы его не отдадим вам на руки, пока не оплатите все затраты, все судебные издержки. Имейте в виду, пожалуйста, что часы уже затикали, да, и вот в данном случае оспаривать такое решение, если вы хотите это делать, то вам надо делать это как можно быстрее, с тем, чтобы вы хотя бы его почитали, чтобы вас хватило, достало этих 28 дней. Да, с тем, чтобы работать с ним. Это просто практический вопрос, практический комментарий. Руперт, спасибо большое. Это очень важный практический момент. И, конечно же, очень хочется заслушать кейс. Давайте чуть раньше вернемся.
для того, чтобы поработать, да, меньше потратим время на чай, но перед этим, тем не менее, я прошу вас поблагодарить. Ну что ж, дамы и господа, добро пожаловать. Четвертая сессия, которую мы все так ждали, так цветисто она была предложена всем нам, наконец мы до нее дожили. Я буду модерировать четвертую сессию. Вы уже ознакомились с рядом деталей, которые касаются наших участников. Совершенно не хочется вновь повторяться, но тем не менее, все-таки есть трое человек, которых мы не представили. Ульяна Кок. Ульяна является партнером, который находится во главе арбитражного направления BCB в Лондоне, из Лондона. Она работает в области коммерческих арбитражей, включая МЦУИС, ICC, СИАК и Юнцитрал, а также арбитражные рассмотрения срочного характера в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Она является солиситором в Британии и в Дубае, а также в России является практикующим юристом. И в Москве, и в Лондоне она очень часто представляет и семейный бизнес, и государственные структуры, и многонациональные корпорации. Это касается как гражданского права, так и общего права. Юлиана также еще и профессор, преподает в правовом центре, преподает международное арбитражное право и курс LLM в Queen Mary университете в Лондоне. Надо перехватить дыхание, да, то есть потрясающее резюме. Переходим к следующему господину, Юрий Бочек, который сидит справа от Юлиана. Юрий является специалистом в сложных слушаниях в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ, Ближнего Востока и Африка, как по корпоративным делам, так и представляет частных лиц. Многомиллионные долларовые юрисдикционные рассмотрения, которые касаются махинационных схем, рассматривает разные иски, правоприменительная практика международного решения внутри страны, вопросы дефамации, да, вот этого я не знал, что-то новенькое, нарушение контрактного права и банкротство, несостоятельность, вопросы несостоятельности. Также работал над трудом, который говорит о ведении бизнеса в странах бывшего Союза. Якуб Шарипов, простите, пожалуйста, за неверное произношение имени. Здесь, в центре, в Ташкенте, он является одним из партнеров. Он занимает серьезную позицию. LLM он получил в сравнительном праве в университете Queen Mary в Лондоне. Также учился и закончил Ташкентский университет дипломатии и экономики. Работал в основном, то есть он, по сути, модуль LLM закончил по вопросам строительства и контрактам в области строительства. Ну что, представил всех. Давайте с вами рассмотрим те вопросы, которые касаются следующего сценария. Следующий кейс. Подскажите, пожалуйста, включить верный микрофон. Не будет поступать перевода, если не будет включен верный микрофон. Спасибо. Помните о том, что все совпадения случайны. Итак, касается наше дело узбекской компании, Ферганский горнодобывающий промышленный комплекс в Риштанском районе Ферганской области, занимался и получил разведку газа на 20 лет, лицензию получил. Его акции принадлежат местному олигарху Амару Ширакову. Господин Шираков нуждается в инвесторе и технологической экспертизе для определения и финансирования разработки газовых месторождений. Поэтому он вступает в совместное предприятие с канадской компанией Great Lakes Ventures. Вот оно, вот так структурируется работа СП. Господин Шираков и эта компания вот в такие взаимоотношения вступили.
приобрели доли вот каким образом. Структура вот что представляет собой. Господин Шираков обладает 55%, и Great Lakes 45%. Есть еще одна компания, Aphrodite Holding, обладает 99% ферганского горнодобывающего комплекса, и оставшийся 1% принадлежит напрямую Great Lakes. Господин Шираков и GLV, Great Lakes. А нет, ошибка там у нас. Пардон. В отношении слайда. Нет, Фергана заключает акционерное соглашение, которое связано с Blue Bay. Blue Bay был упомянут ранее. Это готовая компания, которая, собственно, открыла. Итак, написано вот что в самом пункте о разрешении споров. Все решения должны приниматься в рамках правил и в рамках арбитражного рассмотрения. И количество арбитров должно быть 3, и место проведения арбитража – Англия. И вот сам спор. 17 год до 20 года. В этот период Great Lakes инвестирует $100 миллионов в США в разведку и разработку 2 газовых месторождений в Риштанском районе. Примерно 60 миллионов из этих инвестиций используются для приобретения оборудования для добывающей деятельности. И подавляющее большинство этого оборудования, то есть на $50 миллионов, закупается Fergana Mining у швейцарской компании Alpine Engineering. GLV обеспокоена такой суммой, которая потрачена на данное оборудование, и дает указание специальным криминалистам, скажем так, да, исследователям рассмотреть эти расходы, то есть фискальный анализ проводится. В конце концов, получен отчет, и вот такие выводы. В конечном итоге Alpine Engineering, который принадлежит брату Ширакова, именно она занималась представлением оборудования. Была она организована, создана через месяц после создания СП, и вот это данное оборудование могло быть приобретено на международном рынке за четверть контрактной цены, той, которую представили. Итак, Great Lakes, GLV, собрали специальную команду юристов, чтобы получить консультацию по следующему. Во-первых, какие можно предъявить иски против этих двоих и прекратить действие совместного предприятия. Второе, они хотят приостановить очень срочно выплату еще оставшихся $5 миллионов США, которые, по идее, должны были быть совершены в течение 5 дней в соответствии с последним контрактом на поставку между ферганским горнодобывающим предприятием и Alpine Engineering. А также они хотят рассмотреть варианты финансирования арбитража, который вызывает также обеспокоенность в силу проблем с ликвидностью. Они с этим сталкиваются. И все эти обширные, на самом деле, вопросы мы будем обсуждать в следующий час, как минимум. Хочется начать с третьей части. Это вопрос финансирования. Юрий, я знаю, что вы и ваша юридическая фирма обладают потрясающим опытом в этой связи, да, то есть когда мы рассматриваем споры о растратах. Очень плохо слышно оратора. Не тот микрофон в очередной раз. Перевод поступать не будет. Спасибо большое, да, за то, что вы все присоединились к нам. Вы прекрасная компания для того, чтобы обеспечить работу. Мне кажется, ключевым моментом является следующее. До того, как вы вообще начнете рассуждать, размышлять о предпринятии юридических шагов, как уже было сказано Мартой, помните, много раз мы говорили с вами о том, какая будет правоприменительная сила у решения. То есть, да, мы говорим самое главное, откуда будут финансирование. Очень часто третьи стороны именно об этом говорят, да, то есть мы знаем, что очень сложно найти этого единорога в жизни, да, то есть, но я хочу немножечко получить. И в конце концов это будет определенная часть ущерба, в зависимости от того, что больше, да, то есть существует определенный математический алгоритм.
Поэтому надо посмотреть, что я могу право применить, какие стороны, какая есть вообще можно отсюда что-то получить. Как сказала когда-то Наоми Кэмпбелл, мне вообще с постели вставать стоит для того, чтобы участвовать в этом деле или не стоит. Итак, мы сразу задаем вопрос, сколько будет составлять ваш иск? 50 миллионов уже было потрачено на оборудование, правда же? Можно было потратить четверть всего лишь из этого, но это примерно 37,7 миллионов. Ну, достаточно крупный кусок. В том случае, если мы финансируемся и иск финансируется третьей стороны, они рассматривают 10 к 1 на самом деле пропорцию. 37,7 ущерб, где-то 3,7 миллионов это будут затраты на юридические действия. Скажем, 3 миллиона примерно умножим на 4, а вы сказали в 3 раза, разве не в 3 раза? Ага, попался. Первые 3 миллиона мы тоже же хотим забрать, то есть третья сторона все непросто, с ними все достаточно нелегко. То есть они заберут 12 миллионов из ваших 37 с чем-то миллионов. Неплохо, если вообще выиграют. Но до того, как они начнут с вами работать, они должны понять, насколько есть личная гарантия со стороны участников, потому что они будут очень серьезно озабочены, насколько все эти активы можно будет реализовать в Узбекистане. То есть применять они будут ту же самую матрицу. Они иногда могут обладать, например, большим количеством автомобилей, то есть целый парк, да, то есть активы и так далее. Насколько это гарантирует возможность возврата, да, то есть так или иначе мы говорим сейчас о замораживании активов и так далее. То есть это может быть имущество в определенных странах, да, то есть если все это есть, если это можно доказать, то да, может быть, они вступят. Но в любом случае их навык очень важен в любом рассмотрении арбитража. То есть в любом случае коммерческий арбитраж, он происходит, знаете, ну, чтобы денег получить, это же понятно, да, то есть в любом случае это инвестиция. Все третьи стороны выступают именно такими. Им все равно, кто прав, кто виноват. Им все равно, где справедливость. Они просто финансируют одну из сторон. Давайте представим себе, они говорят, хорошо, здорово, а вот теперь мне интересно юридическое мнение. Как минимум 60% успеха должно быть заложено. Да? Все, кто занимается математикой, 60% это всего лишь 10% от 50%, больше, чем 50% даже. То есть более-менее чуть-чуть больше, чем 50 на 50. Нет, не так это работает, к сожалению. Математика баристера начинается с 70%. То есть здесь риски у нас литигационные включаются. Да? То есть даже если у вас 100% шансы выигрыша, вы можете проиграть, понимаете? Именно это происходит, когда работают люди, а не компьютеры. Всегда есть шанс 30%, что вы все, что создадите, разрушится. То есть действительно крутое дело, какой-нибудь один имейл подорвет все. Да, ха-ха, не сработало. То есть все эти механизмы, они разваливаются на глазах. То есть вот эти 30%, они закладываются всегда. Итак, если 60% шансов на успех, это действительно достаточно высокие обещания. Вы хотите в этом случае достаточно большое количество вашего ущерба, восстанавливаемого, вы отдадите третьей стороне. Такая же матрица применяется. Наша фирма заключает также соглашение на основе ущерба, но английские юристы не любят звучать как американцы, мы это просто называем иначе. То есть мы всегда обладаем этим энтузиазмом отличаться от американцев. Но в силу того, что мы так или иначе вместо 30% часто берем 15%, так просто легче работать. Есть целый ряд различных механизмов, есть условные механизмы выплаты издержек, определенная стадия, стадированная выплата. Даже мы понимаем, если столкнулись с рисками определенными, вот, например, лондонский рынок, он становится все сложнее и сложнее. То есть теперь баристеры и солиситоры, они очень часто занимаются финансовыми вопросами. Все это очень сложно. Вы не можете полностью до конца изложить весь
ход, да, скажем, вы можете более-менее так или иначе предугадать, какое количество активов вы можете заморозить. Есть механизмы, которые вы можете использовать для того, чтобы контролировать доступ к фондам, обеспечение гарантий. У нас есть канадская PLC, правильно же? То есть канадская сторона. Может быть, в потенциале вы можете и на их активы наложить так или иначе какой-нибудь арест. Да? 5 миллионов он там где-то сидит, пока еще никто их не оплатил. Можно попытаться договориться с фирмой, да, скажем, вот 5 миллионов заморозим, и тогда возьмем на себя этот риск. То есть есть такой очень креативный подход, который нужно применять. Кто-то скажет, давайте сначала попробуем заморозить вот эти 5 миллионов, и после этого начнем работать. Если нет, то все это, скажем так, сходится в один пул с тем, чтобы в конце концов получить все-таки прибыль. Это основная цель. Итак, в данном случае мы говорим также о денежных гарантиях. Я уже это сказал. Финансирование само по себе – это дорого. И это самая большая проблема в нашей игре. Правовая система была, в принципе, разработана для настоящих, реальных людей и компаний. А вот сейчас мы находимся совершенно в другом мире. Бывает так, что если что-то расположено где-нибудь в США, очень сложно эти фонды получить. То есть до 2-3 лет может доходить долгота рассмотрения. То есть положение сейчас у нас очень сложное. И да, действительно, очень в английском праве, например, мы все открыты, мы обязаны предоставить документы сторонам. Я хочу сказать, что да, давайте все расскажем по-честному, потому что эти правила ведь были применялись до имейла, да? Сейчас у вас 30 миллионов имейлов, пока вы их все не откроете, вы даже не знаете, что там есть внутри. Там еще эти, как их, эмоджи используются, которые вы вообще не понимаете, что означают. В любом случае, я считаю, я должен все равно рассматривать расширенное применение финансирования для того, чтобы добиться определенного успеха, да? То есть есть определенные требования по времени чрезвычайной помощи и так далее. Да, прекрасно. Вы, конечно же, дали вводную. И другие члены, участники, вы также можете добавить. В частности, это ваш опыт, конечно же, для того, чтобы понимать те сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Я согласен с Юрием. Финансирование, например, когда мы обсуждаем 5-6 человек, у нас будет несколько решений. Проблема заключается в том, что я, например, пытался найти финансирование во многих ситуациях, и только один раз у меня получилось. И у меня было одно дело, которое финансировал. Те финансирующие стороны, они готовы финансировать, если это дело хорошее. А если это дело хорошее, например, у вас 70%, что у вас будет решение в вашу пользу, почему вы отдаете 1/3 своих доходов кому-то другому? Вы можете взять кредит, например. То есть на самом деле вам не нужны финансирующие стороны. Я не готов, например, делиться этими рисками. И все очень интересно, например, это даже иногда 50/50, например, в отношении этого банка, например, они берут это, потому что там нет риска по правоприменению. Но если это 70% шансов, например, компания, например, которая имеет структуру в соответствии с ОПИК, то в этом случае они могут не принять это. Еще один хотел бы отметить, еще один момент. Если вы получите финансирование, будьте готовы к тому, что вы теряете контроль над вашим слушанием. Вы не можете принять иск, вы не можете просто отойти. Иногда, например, приходит, хорошо, мы заплатим 20 и просто на этом расстаемся. А финансирующая сторона нет. Мы будем бороться до конца, потому что мы знаем, что мы получим 35. Вы хотите денег прямо сейчас, вы не хотите это через 2 года, но это уже не будет не в вашем контроле. Хотел бы продолжить и задать вопрос касательно контролирования самого дела. Вы сказали, что финансирующая третья сторона, она будет иметь право по разрешению вопроса. А как насчет других аспектов касательно спора, например, выбор арбитража, выбор арбитров, совет арбитров, стратегии, например, как вести себя и какие заявки подавать. То есть до какого уровня финансирующая страна обладает контролем. Вы знаете, удивительно, что правила палатного характера до сих пор существуют. То есть они практически получат весь контроль над данным разбирательством. В законодательстве, английском праве,
только та сторона, например, которая заинтересована в деле, как должна определять как бы судьбу данного дела. Но у них есть право наложить вето на некоторые стратегические решения, но не над, скажем, поведением касательно самого дела. Некоторые решения, например, то, что касается кого назначать, мы хотим Юрия, потому что мы знаем, что это тот самый парень, которому можно доверять. Или Юлиан, например, или Конрад, или Якуб, например, да? Но других нет, мы не хотим. Еще комментарий, пожалуйста. Юлиана и потом Конрад, пожалуйста. Спасибо. Хотел бы просто добавить, что совсем недавно был опубликован отчет касательно финансирования третьих сторон. И до сих пор очень бурно обсуждаются некоторые вопросы, такие как раскрытие источников финансирования, когда мы говорим, например, о конфликтах. Совсем недавно, например, крупные институты приняли правило обеспечить раскрытие информации, откуда исходит финансирование по финансированию данного дела. Но детали, естественно, соглашения по финансированию не раскрываются. То есть очень интересный пример заключается в том, что они, в частности, DIBC, Международный центр по разрешению споров, как бы разработали такие вот примеры. Это то, что я хотел бы отметить. Я думаю, что это в ближайшее время начнет применяться. Какая причина, например, что требуется раскрытие источника финансирования? В чем заключается обоснование? Ну, обойти такую ситуацию, например, что дело не будет продвигаться, например, и, например, что не сам арбитр является партнером юридической фирме, которая использует это финансирование по другому делу. То есть для того, чтобы избежать так называемый конфликт интересов. И именно по этой причине как бы они вносят данное положение по раскрытию информации. Большинство арбитров, например, которые находятся в совете директоров этих финансирующих организаций, и то есть он получает, как Юрий говорит, например, 50 на 60%, да, он говорил. Иногда это, например, уже судья в отставке, например, который уже может определить шансы на победу. Именно там вот как раз-таки может возникнуть вероятный конфликт. Не тот человек, который сидит в трибунале и одновременно как бы непосредственно как бы участвует в финансировании, а это уже лица, которые имели опыт работы. Я хотел бы добавить пару моментов. Первый из них, я абсолютно согласен с тем, что очень сложно найти финансирование, но есть целый ряд таких компаний в Лондоне. То есть хеджевые фонды, которые тоже такие, как Golden Goose и Case, например. То есть они борются до конца, на самом деле. Особенно, например, когда вы ищете финансирование, всегда готовы прийти, например, они заранее анализируют, определяют, насколько у вас шансы на успех, и, исходя из этого, они либо берутся, либо нет. Я думаю, что они тоже как бы влияют на этот процесс в целом. Например, если вы хотите, например, скажем, заморозить активы, они скажут, мы не будем это обслуживать, потому что это, скорее всего, не получится. То есть, фактически, они как бы уже заранее знают во многих ситуациях. Хотел бы отметить еще один. Кстати, вернусь к вашему вопросу чуть позже. Никто не... Мы должны понимать, чем больше денег тратят адвокаты, тем больше они будут зарабатывать. И все, например, пытаются найти так называемые свободные средства. Давай, потрать еще денег. В конечном итоге клиент, например, его ущерб постепенно уменьшается в сумме, и он получает мизерную сумму. Пожалуйста. Я хотел бы просто поднять еще один вопрос касательно контроля бюджета. Контроль бюджета, который имеет третьи стороны. То есть они же ведут контроль над тем, например, сколько средств они тратят. И проблема заключается в том, что вы вдруг увидите, что бюджет просто как бы иссяк уже, намного быстрее, чем вы ожидали. И что, например, третья финансирующая страна может сделать в этой ситуации? И что они делают? В моем опыте, например, отвечая на свой вопрос, они тратят очень много времени для изучения ставки расходов. И в конечном итоге они как раз-таки выписывают чек. Поэтому это и на их усмотрение. Потому что соглашение
не определять, как будет тратиться бюджет, правильно? Пожалуйста. Надо подождать микрофон. Есть микрофон? Я это повторю еще раз для переводчиков. Самое главное, что Руперт услышал. Мораль, как бы моральные аспекты финансирующих третьих сторон. Надо повторить. Ну все, в принципе, моральная часть, да, как бы третьих сторон. Это этически вообще правильно? Существуют ли этические вопросы здесь, например? Или конфликт этических вопросов? Ну, законы как-то противодействуют этому. Ну, в Англии, например, скажем, в юридической системе мы всегда были против того, чтобы адвокаты как бы использовали дело для того, чтобы заработать деньги. Нет. Клиент, естественно, хотел бы, чтобы вы были заинтересованы, потому что вам придется очень много работать, но проблема заключается в том, что мы, как юристы, наша задача делится между клиентом и между судом. Первое, то, что является наиболее важным, это наше лицо перед судом, поэтому главное, чтобы это не конфликтовало с моими обязательствами перед судом, поэтому я не буду скрывать какие-то доказательства, как я работаю с моим клиентом. Это и есть настоящее так называемое намерение. Но человек есть человек, например. И потому что наша основная цель в обществе – это, конечно, обеспечение доступа к правосудию. Это и есть те самые высокие стандарты адвокатов. Да, мир не идеален. Финансирование третьих сторон позволяет нам иметь доступ к правосудию для тех людей, которые этого не имели и не будут иметь. Но главное, иногда получается так, что вы ничего не получаете. Это является балансом морального подхода и в отношении человека, который использует так называемое финансирование с третьих сторон. Мы надеемся, что те люди, которые участвуют в процессе, они все этически правильные. И очень часто финансирование третьих сторон неправильно используется, потому что люди либо неправильно используют свой бюджет, или они просто участвовали в мошенничестве. И они как бы снимают высокие ставки, чрезмерно высокие ставки. Там нет какого-либо волшебства. Когда адвокат, например, потратил 2 часа, и потом говорит, что нет, я 10 часов работал по этому делу. Это вот то, что мы должны знать и понимать. Потому что в нашей системе так называемая чек, так называемая проверка часов, которые мы тратим на конкретное дело. А если адвокат говорит, что я потратил столько-то количества, а трибунал проверит и определит, например, и он определяет на самом деле, сколько человек потратил это дело. Ответ на наш вопрос, например, доступ к правосудию, это и есть так называемое рациональное обоснование. Но вы можете задать этот вопрос различным членам президиума, пока вы не слышите тот ответ, который вы хотели бы услышать. Ну, например, когда сторона выигрывает, например, вторая сторона должна оплатить услуги адвокатов. Это как процедура компенсации, правильно? Какую-то часть хотя бы. Насколько финансирование третьих сторон, например, также можно рассматривать их расходы как основа для компенсации. То есть можете ли вы, например, требовать компенсацию расходов третьих сторон, если у вас получится выиграть дело? Да, было дело, например, в рамках которого было принято решение. Судья был Филипп Репота. И это было единственное дело, о котором я знаю, когда он назначил выплату компенсации как часть расходов. Причина заключалась в том, что это было исключительное дело, необычное дело. То есть он пытался, как бы, например, решить это дело, что это на самом деле не издержки, и это нельзя как бы требовать. Филипп Поттон, например, по-моему, он работал
суде, апелляционном суде. Он знал, чем он занимается, он был хороший специалист, и он все задокументировал. И там были очень очевидные причины. Истец был 100% прав. И там был, как бы, но с другой стороны, делала все то, что для того, чтобы предотвратить возмещение. Они приходили поздно, они откладывали, подавали новые ходатайства. И еще один результат. Данный истец потратил все свои деньги. И он даже заложил свой дом в конечном итоге. И он потратил даже те деньги, которые он получил с банка. И он остался практически без штанов. У него не было выбора обратиться за финансирование третьим сторон. И в результате, как он получил деньги, но из той суммы, которую он получил, он должен был выплатить часть финансирующей стороны. Поэтому Филипп Потон сказал, нет, это нечестно. И учитывая то, что вы неправильно себя вели, я имею право назначить вам такой штраф или компенсацию, но это единственный случай, который я знаю. Ответ да, только в исключительных обстоятельствах. Хотел бы добавить тому, что вы сказали. Я не видел, например, когда назначали выплату компенсации, но я знаю, что были назначены средства, которые должны были выплатить финансирующие организации. То есть здесь изучаются все за и против. Баланс сдержек и противовесов. И исходя из того, из ситуации как раз таки назначается. Еще вопросы, пожалуйста, касательно финансирования. Микрофон, пожалуйста. Спасибо большое. У меня несколько вопросов. Первый из них. Кто-то вот из вас сказал, 10 миллионов долларов – это как бы общая практика. Это для всех компаний, которые участвуют с использованием финансирования третьих сторон. Ну, некоторые компании, они более гибкие. Ну, например, это очень динамичный рынок. Кто-то, например, будет финансировать до 10 миллионов, можно как-то по-другому договориться, даже до 1 миллиона. Это зависит от природы самого иска. Потенциально у вас может быть портфель как бы дел, которые добавляют определенную ценность, да, то, что вы будете клиентом, и поэтому финансирующие стороны всегда будут готовы с вами работать. И второй вопрос. Каков обычный процесс? Сколько времени уходит, например, для того, чтобы принять решение, инвестировать в это дело или нет? Вы обычно делаете, например, необходимо, вы составляете весь пакет документов, как потенциальный истец. То есть очень большое количество юристов, адвокатов работают бесплатно. То есть вы составляете весь пакет. Вот, например, здесь, вот, например, отчет судебный касательно активов тех людей, против которых я поднимаю этот иск или подаю этот иск. Здесь, например, мои юридическое заключение. Здесь, например, информация касательно иска. И вот какой у меня бюджет. То есть детальная информация для того, чтобы почитать, насколько это обойдется, и насколько мы сможем выйти, например, с момента начала слушания вплоть до принятия решения. Это где-то 300 страниц получается в среднем. И в конечном итоге как бы принимается решение. И последний вопрос. Насколько третьи стороны, финансирующие стороны, идут в делах против государства? Против государства, а Узбекистан? Да, у вас больше шансов сейчас, например, потому что Узбекистан, оно меняет свое международное восприятие. Учитывая, что правительство Республики Узбекистан, например, те решения, которые были приняли за последние 5 лет, они более дружественны в отношении бизнеса, скорее всего, высокая вероятность, что вы получите финансирование в рамках дел, которые были подписаны по двусторонним инвестиционным соглашениям, и они, естественно, получат средства. Те страны, например, которые не так уж беспокоятся об иностранных инвестициях, у них больше проблем получения этого финансирования. Также это зависит от предыдущего опыта. Например, намного легче получить финансирование против Казахстана, потому что они обычно платили. Обычно платят, то есть если решение принято против них, они, конечно же, обсуждают скидку, в том случае, если будет моментальная выплата, но, тем не менее, платят. Бывают
что бывают случаи, когда они не платят, поскольку это вопрос принципа, да, то есть, но вот сейчас многие пытаются получить иски против России, не готовы финансировать вот такие иски. То есть история такая: Россия никогда не платит. Не могли бы вы порекомендовать мне после сессии какие-нибудь компании, которые занимаются финансированием третьих сторон? С третьей стороны, хочу добавить. Последние 2 года я участвую в этой работе очень много, и отвечая на все эти вопросы, хочется сказать, с точки зрения финансирования этих исков, в конце концов, действительно это получается, но это на это может уйти год, полгода, зависит. Хочу добавить, что в наше время вот это восприятие, и вы об этом знаете наверняка, мы об этом говорили, о великом праве на доступ к правосудию, то сейчас используют корпорации этот подход. Один немецкий инвестор, например, он сделал это просто для того, чтобы смягчить воздействие на компанию. Да? То есть вот таким образом это тоже работает. И если мы говорим о применительной практике и с точки зрения того, что финансисты, скажем так, действительно принимают на себя эти риски. И вот, например, в Кыргызстане, хочу сказать, правоприменительная практика в США, например, да, вот сейчас расширяется просто географическая широта, да, вот этих всех дел с ответчиками и участниками, которые находятся в совершенно разных странах. Нет микрофона, нет перевода. I have experienced that it prompted settlement. Да, в конце концов, решение было принято по делу, на которое вы ссылаетесь. Одна из причин стоит в том, что иногда финансист третьей страны, он был такой мощняк, и они настаивали на более высоком проценте, скажем, да, на более высокой сумме. То есть это признак того, что есть сила, да, вот в определенной степени. Вот я сейчас очень серьезно побуждаю своих клиентов раскрывать эти факты, потому что это действительно правильный подход, на наш взгляд. Дискуссия прекрасна, но, знаете, это только первая из 4-5 тем, которые мы хотим сейчас с вами охватить. Давайте двигаться вперед. Давайте не по порядку, да, если позволите. Обращаюсь к Конраду сейчас прокомментировать по поводу, какие форумы, вот, скажем, иски, вот, которые мы сейчас обсуждаем, где можно их рассматривать. Я сейчас говорю об арбитражных платформах. Могу прокомментировать с большим удовольствием вкратце. Что касается основного вопроса, да, то есть есть целый диапазон исков, которые можно здесь выдвинуть. Вот в деле против господина Ширакова обычно вот он является прямым акционером. И компания, которая участвует так или иначе, гарантом которой выступил господин Шираков, то есть в данном случае мы ведь говорим в рассмотрении иска по неисполнению акционерного договора, да, то есть LCA, арбитражная платформа, 3 арбитражных судьи с заседанием в Лондоне, в Англии, да, то есть все это будет зависеть в любом случае от конкретных положений в соглашении. И нужно будет принимать во внимание также сам факт того, что он свои мажоритарные акции изменяет, он не применяет, простите, и он также подорвал деятельность СП, да, то есть он целый СП открыл для того, чтобы действовать незаконно, то есть это требует, конечно же, определенную доказательную базу, это тоже понятно, но в любом случае здесь также мы говорим об невозможности и удержании от финансовой транспарентности, то есть здесь целый ряд положений, которые, по сути, будут отражены. То есть разные
возможности решения. Да, то есть у нас похожее дело было. Ущерб вот с точки зрения акционерного участия, они говорят вот что, то есть мы дадим вот столько, в том случае, если бы эта компания работала соответствующим образом, то вот столько была бы наша прибыль, и отсюда мы исходим. И поэтому мы считаем, что наш ущерб вот такой. Мы считаем, что в силу того, что мы наблюдаем злоупотребление, это достаточно большая сумма. И если трибунал, по сути, убежден, что да, действительно была махинация использована, то в данном случае они могут также предъявить и дивиденды, да, то есть, по идее, это упущенные прибыли, упущенные возможности и так далее, да, то есть, и это, мне кажется, будет наилучшим вариантом, да, то есть здесь 50 миллионов долларов, да, действительно мы их вложили, и, по идее, мы должны получить возможность возврата инвестиций, потому что было злоупотребление использования денежных средств, то есть нецелевое использование и так далее. То есть в этой связи можно предъявить Ширакову, что совершенно неверно отправлялось коммерческое право и велся бизнес неверно. И в данном случае здесь еще одна пострадавшая сторона – это горнодобывающая промышленная структура Фергане. Да? Но в любом случае акционеры таким образом вложили свои денежные средства, чтобы вернуть их, правильно? Но этого будет больше, чем достаточно. Здесь вот прямые у нас 1% всего лишь, да, прямых инвестиций со стороны GOV, да, и то есть если бы это была компания, которая была открыта в Англии, то дела как бы рассматривались гораздо легче. Да? То есть если в данном случае мы говорим о ходатайстве, которое будет касаться неверной закупки, то есть получается, что компания не действовала в наилучшем интересе собственной прибыли, а действовала только лишь в интересах одного человека, и, по сути, это нужно будет доказать, и здесь мы говорим о достаточно большой доле. Кроме того, еще одна часть арбитража может быть посвящена неверному распределению акций. То есть, если бы Фергана, горнодобывающая ферганская структура, не выступала в качестве акционера, то здесь мы говорим о несправедливом распределении, но мы знаем, что это сюда не подходит, поэтому это была бы опция, но в другом сценарии. То есть в любом случае это господин Шираков, ну и Фергана, ферганский горнодобывающий комплекс, которые являлись, по сути, участниками данного соглашения. И вот эта компания, да, AES, то есть Alpine, и его брат, в силу того, что эти структуры не являются участниками арбитражного соглашения, то их нельзя будет привлечь, и поэтому вот в этой части нужно четко понимать это направление. То есть в данном случае можно также сказать еще и о выведении отдельного иска в обвинении в тайном сговоре, например, в данном случае. И GOV обладает целым диапазоном вариантов. Это определяет один недостаток арбитража. Да? То есть невозможно пригласить неучастника арбитражного соглашения в процесс, да, несмотря на то, что они изначально участвуют в споре. Да? То есть тот спор, который мы урегулируем, он касается этих других структур, но их приглашать нельзя, потому что они не являются сторонами соглашения, арбитражного соглашения. Да? То есть вот должна присутствовать четкая юрисдикционная определяющая. Конрад сказал также и об ущербе, и о возмещении. Я должен был сам говорить о возмещении. Да, хочу один момент добавить. Я, наверное, чуть-чуть не соглашусь с Конрадом. То есть в данном случае закон отражения работает. На самом деле вы здесь эффективно выставляете иск против GOV. Вы говорите, что в результате того, что деньги были выведены из компании, то ценность моей доли была снижена. Но закон говорит о том, что если есть такая возможность восстановить,
то по сути вы действительно можете предпринять деривативные действия в отношении основного акционера, то есть возврат 60 миллионов, в том случае, если они вернутся в саму в горнодобывающую структуру, все. В этом случае мы можем провести восстановительные действия. И прекрасно. Вот в данном случае, господин Шираков, нам нужно будет доказать о том, в связи с господином Шираковым мы должны доказать восстановление прав, потому что это тоже ведь было нарушение. Потенциально можно деривативный иск выдвинуть также. Да? Видите, мы видим полную связь в этой связи, потому что все-таки Ферганская горнодобывающая структура является подписантом этого соглашения. В данном случае ваш иск против этого человека будет провальным. То есть, ну, в любом случае, это один из возможных. Да? То есть, если есть еще одно направление, несправедливое предубеждение, то есть действие компании, и, по-моему, раздел 996, Стивен говорил об этом, по сути, она реплицируется во многих-многих юрисдикциях. То есть эти BVI компании, у них тоже есть это положение. То есть, по сути, это дает вам возможность судебного средства. Там у меня такое дело было, когда СЧ молчала, но тем не менее мы видели, мы сказали, что от этого положения никуда не отвертишься. То есть, да, то есть в данном случае иск по предубеждению можно тоже применить. Есть еще два вопроса. В нашем случае, который мы рассматриваем, мы должны работать по рыночной цене. Но рыночная стоимость нашей акции упала в силу вот этих незаконных действий. И я постарался бы убедить трибунал, что да, действительно, оценка носит историческое значение, да, и это сработало. То есть в данном случае оценка – это очень важный момент. Еще одно направление, да, и обычно это вызывает у меня озабоченность. То есть вы должны так или иначе восстановить эти активы. И обратная сторона, противная сторона должна выплатить. Да? То есть если они не сотрудничают, не хотят вступать в партнерство, это тогда будет очень сложно. То есть всегда нужно правильно обращаться к трибуналу. Что вы хотите от них добиться? Вы хотите, чтобы деньги выплачены были с точки зрения передачи, обратной передачи акций? Это будет очень сложно сделать. Да? То есть должен быть специальный механизм. Одна из формул, которую мы используем против выставления акций на торги. Да? То есть как только эти акции проданы, мы имеем право получить эти деньги. И в этом случае, вот обычно очень часто наши участники идут на это открытие треста, да, то есть трастового фонда. То есть так или иначе туда перечисляются акции, и противная сторона после того, как выплаты будут совершены, сможет их забрать. И в одном из случаев, например, есть понятие такое, как русская рулетка, когда стороны, и вот трибунал принимает решение, что противная сторона должна продать в нашем случае. То есть если они не хотят купить, то ничего страшного, вы просто их продаете иначе. Или в другом случае должна быть проведена закупка этих акций, то есть выкуп. Да, еще раз, очень быстро по поводу иска о несправедливом предубеждении. То есть в данном случае, опять же, вы возвращаетесь к статуторному иску. Можно ли такой иск выставлять в арбитраже? Да. Ответ – да. И было большое количество дел, которые мы рассматривали. Вот в ЛСЕ был один случай. Это было дело о футбольном клубе. Где как раз таки было рассмотрено дело в связи с предупреждением. Суд принял решение, что это можно рассмотреть, но не все меры защиты, например, будут представлены трибуналом. Как часть, например, предубеждения, например, компания, суд указал, что одна компания должна ликвидироваться. И тем самым это уже как бы спорный момент иссяк, потому что одна компания просто исчезла. То есть нет взаимоотношений. То есть это уже не будет так называемым арбитражным иском. Вы также задали вопрос, например, вы сказали, что это можно рассматривать, да, арбитражом? В рамках английского права, да.
То есть вы получаете решение, вы приезжаете в Узбекистан, потому что вы нашли здесь некоторые активы, вы хотите правоприменить данное решение. Будет ли это проблемой, например, правоприменять данное решение на основе того, на основе законодательства Узбекистана? Суд может сказать, что нет, это неприменимо, потому что это корпоративный спор. Счастью или к несчастью, узбекское законодательство, оно как бы хранит молчание. В чем заключается, например, государственная политика в этом плане? Меня, например, больше беспокоит то, что когда у вас будет решение, суд может сказать, мы не понимаем, какая правовая четкая позиция касательно, насколько данный корпоративный спор как бы подлежит арбитражу или нет. До недавнего времени, например, пока у нас не было арбитражного законодательства, которое было принято недавно, узбекское законодательство было как бы хранило молчание касательно этого. Но сейчас у нас есть общее положение, что все споры коммерческого происхождения, они могут быть обращены в арбитражное рассмотрение. То есть данное положение, например, не является предубеждением в отношении других, скажем, законов Узбекистана. Потому что другие законы Узбекистана могут сказать, что все решения и все споры, которые вытекают из данного закона, должны быть рассмотрены в рамках разбирательства. Поэтому очень много, скажем, неясности в этом плане. И это тот самый вопрос, который мы поднимаем очень часто перед нашими законотворческими органами. Но я думаю, что необходимо принять что-то, как минимум то, что было принято в России. Например, предварительный арбитраж и арбитражное разбирательство. То есть должны быть определенные категории дел, например. А пока это все как бы не ясно. Но данная неясная ситуация, естественно, как бы влияет на возможное получение финансирования, правильно? Кто-нибудь из аудитории хотел бы сказать что-нибудь касательно арбитражного поведения в рамках узбекского законодательства? Хорошо. Перейдем к следующей теме. Итак, арбитраж начался, и один из первых моментов, который необходимо было сделать, стороны должны были выбрать арбитра. Для того, чтобы у вас было четкое понимание, касательно основных трех подсказок, то, что касается выбора арбитров, что нужно делать, а что нельзя. Ну, начну с небольшого исторического ракурса и наблюдения. Исторически, если мы посмотрим на 50-е, 70-е годы, исторически стороны назначали арбитра, которому они доверяли. То есть им на самом деле не было, скажем, их не сильно волновало, например, какие у него специалисты, какие у него взгляды. Я знаю очень много преподавателей права российского советского происхождения. То есть, например, это может быть преподаватель в частном праве, но его выбрали в фармацевтическом как бы споре, потому что ему доверяли. Но сейчас это все изменилось. Назначение сейчас оно более профессиональное. Когда мы назначаем арбитра, например, мы проводим подготовительную работу, исследования, изучаем, например, историю этих людей, какие решения он принимал, как он их написал, насколько они были применимы. То есть, когда мы, например, видим, в Англии, кстати, это намного легче, потому что есть судьи, которые сейчас находятся, скажем, в отставке, но все дела, по которым они принимают решения, они доступны в архиве. То есть сейчас намного легче, например, то, что касается инвестиционных дел, это все общественно доступно. Это вот первый момент. Необходимо на сегодняшний день провести исследование. Это достаточно изощренный процесс, но можно выбрать хороших арбитров, которые будут поддерживать, например, скажем, ваше дело. Второй момент. У вас есть выбор между различными типами, адвокатами, не адвокатами, юристами, не юристами в прошлом. Например, не обязательно, чтобы они были сильны в юриспруденции, но, может, они хорошо понимают промышленность, и они могут сказать трибуналам, вы знаете, такая общая практика. И то, что является наиболее важным, и сейчас это как бы очень часто обсуждается как вопрос в секретариате трибунала. Я думаю, что очень важно, нам необходимо найти арбитра, который готов потратить свое время, чтобы прочитать документ, для того, чтобы подготовиться к слушанию. Потому что мы видели очень часто,
опять же, исторически, когда начал я практиковать арбитраж, например, было очень много арбитров, профессоров, но они никогда, знаете, в чем заключалась проблема? Они никогда не готовились, они просто прилетали, встречались с баристером, например, общались с ним, пытались получить, ничего не читая, как бы пытаясь узнать у него как бы информацию, и вся информация, например, скажем, у него в iPad, но он сидит и играет какие-то игры во время полета. То есть баристер задает очень серьезный вопрос, например, и под конец пятого дня судья сказал: вы знаете, у меня один вопрос. На 47-й стране, там есть сноска 51-й, не могли бы объяснить это? И это создало то впечатление, что он прочитал как минимум 57 страниц. Но это было абсолютно вне контекста. Он как бы задавал какой-то вопрос, который он абсолютно не понял. В смысле того, что я здесь, я читал, я работаю. То есть сейчас тенденция на каком этапе? Российские стороны, стороны из СНГ начали назначать английских баристеров. И вот баристеры – это судебные адвокаты. Они очень хорошо организуют свою работу с точки зрения организации своих встреч, и они готовятся к каждой встрече. Это стандартно. Например, если у них, например, назначена встреча, например, уже до этой встречи они ничего назначать больше не будут, потому что они будут готовиться. То есть мой совет заключается в том, что постарайтесь избегать тех арбитров, которые больше продвигаются со стороны секретариата трибунала. И если вы хотите, например, пройти хирургическую операцию, я хотел бы найти именно основного хирурга, который на самом деле будет меня лечить, а не его секретарь, не его медсестра. Если я хотел бы его секретаря, то я бы, естественно, назначил бы с ним или с ней встречу. Но не он будет изучать эти доказательства. Я знаю, например, несколько арбитров, которые говорят, что вы знаете мое имя, поэтому хотите получить мои услуги, а это на мое усмотрение, как я буду решать вашу проблему. Ему ответ: нет, это не на ваше усмотрение. Если мы хотим назначить вас, то вы должны быть осторожны, вы должны найти таких арбитров. И если, например, арбитр не готов, даже если он хочет вас поддержать, его никто не будет слушать именно в процессе прений. Потому что вторая сторона скажет, что вот есть такой другой документ, читали, вот это нет. А он не сможет ничего сказать, он не сможет ответить, не сможет дать квалифицированный ответ. Поэтому мой подход: необходимо найти человека, который на самом деле поддержит ваше мнение. Мы хотим кого-то, кто готов уделить время, усилия, изучить документы. Я не говорю, что все преподаватели плохие, профессора права, да, но молодые действительно очень эффективно работают. Например, знаменитые уже сединой профессора. Не ожидайте, что они все прочитают и будут готовы. И большинство из них пишут решения, хотя и не были знакомы с самим делом. Вы дали очень хороший пример, например. Например, если вы хотели бы выбрать арбитра, например, который будет делегировать работу секретариату или своему секретарю. Как вообще арбитр будет подходить к своей позиции как арбитр, например? Вопрос: дозволяется ли провести собеседование с арбитром по данным вопросам до того, как вы принимаете решение, будете ли вы его назначать или нет, для того, чтобы определить, насколько там может возникнуть конфликт интересов. Я знаю, что Юлиана хотела бы ответить на вопрос, потому что вы как раз-таки охватывали вопросы конфликта интересов. Или кто-то другой, пожалуйста. Ну, давайте дадим слово сперва Юлиане. Я отвлеклась немножко. Повторите вопрос? Да, пожалуйста. Роман говорил о проведении due diligence, да, перед тем, как провести поиск арбитра. То есть
Понятно, что да, действительно, арбитр должен быть в состоянии выполнять эту работу. Кроме того, он не может делегировать свою работу никому, например, секретариату трибунала. То есть он хочет понимать, как арбитр будет выполнять свою задачу с точки зрения правоприменительной практики и правил вообще. Провести, скажем так, собеседование с кандидатом в арбитры для того, чтобы понимать, как он себя поведет. Ну что, на самом деле это такой наводящий вопрос, потому что на самом деле, да, есть целый вопрос, и он такой комплексный по поводу рисков. По сути, я бы сказала, да, это можно сделать, можно пообсуждать эти вопросы с арбитром, но стороны должны это делать все с осторожностью. Это говорит о том, что нужно четко договориться о протоколе. С осторожностью задавать вопросы, которые задать вопрос по поводу его взгляда на слушание. Да? Ну, кроме того, что касается логистики слушания, в контексте нашей дискуссии справедливо будет отметить, что секретариат трибунала должен понимать ведение арбитражного процесса арбитром. То есть я скажу, да, действительно это можно сделать, но с осторожностью. Задал я этот вопрос, потому что очень часто это делается в США. Это нормальная практика, по сути, вести собеседование с арбитром. Вы таким образом защищаете себя. То есть у вас хороший арбитр, у которого есть четкое понимание, да, и да, действительно. И вот я, например, никогда этого не делал. Я считаю, что если вы правильно провели исследование по отношению к той или иной кандидатуре, то вам это не нужно. Но как минимум 2 раза уже мне задавали такой вопрос со стороны сторон по делу. Хотел бы я поучаствовать в собеседовании. Я всегда отвечаю так. Я с удовольствием поговорю с вами, но я не смогу. То есть я буду давать ограниченные ответы, да, урезанные. И чаще всего они все-таки пытаются получить некоторую информацию по поводу моего взгляда на суть дела. Да. То есть в США система несколько отличается. Правила по конфликту интересов в США совершенно, но несколько иные. То есть можно. Дело в том, что нужно будет выражать мнение и взгляды тех людей, которые вас назначили. То есть арбитр, он как бы все-таки играет небольшую роль и адвоката. Да? То есть в Англии все иначе. Что касается вопросов конфликтов интересов, и давайте обсудим те ситуации, о которых надо помнить в том случае, если возникает конфликт между сторонами. Если мы посмотрим положение арбитражной оговорку и рассмотрение споров или урегулирование споров, мы видим, что правила в данном случае, которые применяются, что место заседания будет Англия. Поэтому мне хочется сказать и начать с правилами статья 0.3, которая четко говорит о том, что все арбитры обязаны все время быть беспристрастными и независимыми от сторон. И всегда, что происходит в лондонской арбитражной структуре, да, ILCA, подписывают они письменную декларацию, что в том случае, если возникают определенные вопросы в уме той или иной стороны с точки зрения сомнения по поводу беспристрастности, да, то есть все это подписывается. Вот знаете, как ученые любят это делать, это категоризировать концепции. Я бы хотела сказать, что вот то, как я отличаю независимость от беспристрастности, независимость касается объективной внешней выраженности взаимоотношения со всеми. Да? То есть, по сути, это как раз-таки те сами условия, о которых мы говорим. Это взаимоотношения, которые могут воздействовать на свободу суждения арбитра. И независимость, она измеряется не с точки зрения сторон, а с точки зрения и должна восприниматься в качестве независимости от влияния третьей стороны. А вот когда мы говорим о беспристрастности, здесь все-таки такое субъективное понимание, которое касается открытого
здесь вопрос именно собственных убеждений. И это сложно измерить. Вот беспристрастность измерить сложно. Но, тем не менее, на основании внешнего и внутреннего поведения арбитра можно, тем не менее, понять, как это меряется, как можно это распознать. И есть специальное руководство IBA по конфликтам интересов, и разработано это IBA, и применяются наилучшие практики в этой связи. Мы подходим единым образом, гармонизированно. Есть специальная система, которая была разработана в рамках IBA и руководства. То есть это очень похоже на светофор, да, то есть у нас есть специальные стандарты, красный, оранжевый и зеленый, да, то есть по сути действительно похоже на светофор. И в качестве части этой системы красный список касается ситуации, где ситуация отклоняемая и неотклоняемая. Неотклоняемые ситуации, они касаются вызова, например, обоснованных сомнений. Почему он называется неотклоняемые? Потому что невозможно просто отклонить их, и все. Эти обстоятельства. То есть, и примеры такие. Арбитр является также еще и юридическим представителем одной из сторон, например, да? Или арбитр финансовым интересом обладает. И есть еще красный список, но отклоняемый. То есть это список, опять же, очень такой серьезный, основывается на обстоятельствах, но в рамках дискуссии, да, то есть определенные обстоятельства, от них можно избавиться. Оранжевый список – это, ну, такой где-то в середине, истинно где-то рядом, да. То есть это вопросы, которые могут вызвать обоснованные сомнения, и арбитр должен был раскрыть эту информацию. И в данном случае мы говорим об оценке уровня раскрытия этой информации. И вот в качестве примера 3.3.2 – это то, что, вот, с чем я столкнулась в одном из арбитражных рассмотрений в LCA, когда арбитр был баристером из той же палаты, что и сам адвокат по делу, да, одной из сторон, простите. То есть и на самом деле мне вообще было стыдно. Моя фирма представляла это дело, да, и ответчик, который выбрал именно этого адвоката, они вот не проверили. Мы просто получили эту ситуацию, но это нас никак не оправдывает. Тем не менее, истец поднял этот вопрос конфликта интересов, и это было в момент подачи документов и во время первого слушания. Тут же понятен тот факт, что в Англии есть очень специфическая конкретная система того, как работают баристеры и солиситеры. Да, баристеры, они финансово независимы. То есть они могут заседать в одной и той же панели, но финансово независимы. Руперт как раз говорил об этом, да, и он может об этом больше сказать, но наша подача документов, конечно же, демонстрировала, что не было конфликта интересов. Однако, в силу того, что это все-таки был арбитраж, и обратная сторона была представлена швейцарским советом, у них этого различия не было. Просто для того, чтобы сохранить честность, неподкупность процесса, чтобы не столкнуться с дальнейшими сложностями, мы приняли решение все-таки заменить нашего адвоката другим из другой палаты адвокатов. Это то, что касается оранжевого списка. Зеленый список, он касается ситуации, когда, по сути, нет предубеждений в данном контексте. Буквально недавнее решение Верховного суда. Здесь Халлибертон и Чап. Кто-то из практиков говорил об этом. И вот последние 10 лет в арбитраже это обсуждается. Понятно, что это было очень полезно. И по сути оно дает уточнение, проясняет. Я не знаю, по фактам дела мы сможем пройтись или нет. Скорее всего, нет. Здесь мы говорим о
тех вопросах предупреждения, по сути, здесь не было фактического, на самом деле, нарушения, а было кажущееся нарушение. И в данном случае, насколько эти факты можно рассматривать в этой связи, насколько человек, который будет это рассматривать, усмотрит, что все-таки трибунал был предвзятым. То есть мне очень понравилась цитата Верховного суда, потому что они сказали, до того, как она, понимаете, сразу обратился местоимением «она», пока она не предпринят соответствующие сбалансированные шаги. То есть очевидно, да, то есть она должна будет себя информировать о тех вопросах, которые действительно выполняются с доброй волей, в момент непринятия решения. То есть вообще дело Халибертон в отношении арбитражного судьи, которого назначил суд, и Халибертон оспорил эту кандидатуру, потому что этот арбитр был уже назначен ранее в перекрестных делах, но в конце концов Верховный суд, тем не менее, не усмотрел предубежденности. И господин Рокесон, который и был тот самый арбитр, было сказано, что не было никакого перехлеста, и Халибертон не могли усматривать конфликт интересов. Это не доказано в рамках арбитража. То есть было принято вот такое решение. Но что важно, хотелось бы обозначить, что нераскрытие может стать серьезной причиной предубежденности. Да? То есть по разделу 24 арбитражного закона, тем не менее, суд уточняет, что все-таки нераскрытие является таковым фактором. Возвращаясь к руководству IBA, есть дальнейшее принятое решение в деле Newcastle, которое описывает руководство IBA в качестве практической основы, в силу которой все-таки вот это сомнение необходимо рассматривать. В данном случае мы говорим о мягком праве, делать его более мощным. Я знаю, что все мои коллеги согласятся со мной, что IBA и руководство на сегодняшний день широко применяется по вопросам конфликта интересов и арбитражного процесса. Вопрос к Якубу. Давайте представим себе, что в рамках арбитража вы увидели, что у вас баристер работает из той же палаты, что и один из арбитров. Но помните, там два баристера, например, они самозанятые, фрилансеры, скажем так. И давайте представим себе, что в трибунале заседает арбитр из той же, скажем так, палаты. Ну, это может быть полномочный арбитр, который представляет собой судью в отставке и так далее. То есть два. Это первый сценарий. Второй сценарий. Человек в суде, это человек, которому объяснили один раз одним из солиситеров, он получил эту инструкцию. Все это обсуждается во время арбитража, и арбитраж приходит к тому, что вообще конфликта нет, потому что связь была очень ограниченной. Они получают решение, привозите решение в Узбекистане. Можно оспорить такое решение на основании государственной политики, применяя именно вот этот конфликт интересов. Зависит, на какой стороне вы работаете. Я бы попытался оспорить, но, честно говоря, опять же, у нас нет четкого ответа в связи с тем, что представляет собой общественная политика Узбекистана. Но могу вот что сказать. То, что представляет собой палата баристера, я бы пытался объяснить, что эти люди, они ничего особо не делают, они просто работают в одной инфраструктуре и могут даже не видеться, да, по сути, нет никакого конфликта интересов, да, это никаким образом не может повлиять на там, подрыв общественной политики Узбекистана, потому что это фундаментальная структура, и она обладает различными механизмами и действительно управляет системой в Узбекистане. Я верю в то, что я считаю, что этого будет недостаточно в качестве конфликта интересов. То есть этот потенциальный конфликт недостаточен для того, чтобы поднять этот вопрос. Можем мы попытаться несколько иначе рассмотреть сценарий? У вас есть адвокаты, правильно? И все они члены палаты адвокатов, да?
но они в любом случае независимые адвокаты. Они просто в одном здании могут встречаться, и все. В любом случае доход у них от клиентов независимый. Скажем, они все из одной и той же коллегии адвокатов. Председатель, например, арбитражной структуры тоже из этой коллегии адвокатов. Что делать? Будет конфликт интересов? Интересный вопрос. Однако, вероятно, это будет зависеть от самой коллегии. И есть у нас такие коллегии, где более 500 адвокатов зарегистрировано, да, то есть будет странно подозревать, что они между собой вообще общаются все, что они прям зависят друг от друга так сильно. Именно поэтому, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что есть общая коллегия, и если нет финансового интереса друг к другу, то здесь конфликт интересов также не усматривается. Может быть, коллеги скажут иначе. Почему я поднял вопрос? 99%. Если бы это было в России, российский суд нашел бы конфликт интересов. Почему? Это всегда карьерный... И либо они были очень плохими адвокатами, то есть им пришлось уйти. То есть изначально они все скрывали, и они всегда пытаются найти, что там есть конфликт. Ну, у Романа как бы всегда неконфликтующее мнение. Но ответ мой такой, что необходимо избегать проблем изначально. То есть изначально знать, кто ваш баристер, вы должны знать, кого вы назначаете. То есть более чем 7 баристеров в Лондоне точно. И я думаю, что их очень много. И ассоциация юристов достаточно большая, например. И я надеюсь, что они выберут председателя, скажем, который действительно бы их правильно возглавлял. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить всех наших членов президиума, особенно госпожу Ульяну, потому что она очень детально объяснила концепцию руководства IBA. Я получила все ответы на свои вопросы. И насколько мне известно, руководство IBA это не является обязательным. Это всего лишь рекомендательного характера. И не могу сказать, насколько стороны действительно используют руководство IBA. Но есть и случаи, например, есть ли дела, где руководство IBA должны были реализованы или применены, но нет. А что, например, если сторона, скажем, будет избегать от использования руководства IBA? Конечно, в идеальном мире стороны должны согласиться, что они будут использовать руководство IBA. Это соответствует процессуальным правилам номер 1. И они ссылаются на это. Но вопрос заключается в том, что что будет, если они не будут как бы это применять как часть мягкого законодательства с точки зрения поведения в арбитражных процедурах. То есть вопрос, который является, насколько как бы такое поведение будет рассматриваться судом. Английское право, вот совсем недавно рассматривало дело, например, дело Касл. Там рассматривалось, что IBA руководство должно быть принято как пороговый показатель. То есть даже суды на сегодняшний день одобряют, что IBA руководство и ситуация должна быть описана и применяться правильно. И это должно быть более обязательным инструментом. Хотя оно будет отличаться однозначно в различных юрисдикциях, но хотел бы сказать, что это становится очень полезным инструментом. И, конечно, аргумент уже как бы на усмотрение сторон, насколько они это будут включать или исключать от применения руководства ABA от масштабов дела. Но я видел, что был представлен такой аргумент на практике. И это руководство больше в помощь, нежели чем наоборот. Я думаю, что нам нужно продолжить на следующую тему. Это поиск вспомогательного средства или средства помощи как промежуточное средство. Итак, $5 миллионов, которые были инвестированы в совместное предприятие. И последующие 5 дней
необходимо платить эту сумму в рамках контракта, которое было подписано с Apollo Engineering за оборудование. А истец хочет остановить. Он хочет остановить это сделал Конрад. Конрад, не могли бы сказать? Ну, я думал, что... Я вообще удивлен, что после 5 часов вечера все еще остались и интересуются этим вопросом. Конечно, можно обратиться в трибунал, а можно обратиться в суд. И даже если там будет помогательное средство, нужно рассмотреть, насколько это применимо. То есть, в любом случае придется обратиться в трибунал или в суд. И нужно известить об этом трибунал, что господин Широков знал об этом, что нужно будет оплатить или для оборудования, за оборудование или каких-то других целях. Но на самом деле, для того, чтобы принять определенное решение, у трибунала как бы уйдет очень много времени. И это, скорее всего, будет не совсем эффективным средством. Это связано с природой деятельности арбитража. И там говорится, что если, например, будут срочные вопросы с точки зрения сохранения доказательств, то можно получить решение трибунала без получения разрешения от других сторон. То есть вы должны обратиться в суд и сказать, что это является вопросом чрезвычайной срочности, потому что эти оплаты, например, уже были как бы как злоупотребление, и, следовательно, данную оплату необходимо приостановить, и трибунал, например, может принять решение, что приостановить данный платеж. Но это нужно делать и до того, да, даже до того, как трибунал будет созван. И в отношении господина Ширакова, например, мы должны обозначить, что Фергана Мани, например, который должен оплатить 5 миллионов, как бы должен приостановить данную транзакцию. Как данный процесс, вы также можете заморозить средства Ширакова, потому что иначе эти средства, например, через другие механизмы может как бы утечь в другие цели. А трибунал как раз таки позволяет это сделать. Но главное просто вовремя подать заявку и представить соответствующие доказательства. Отличный итог вы подвели. Еще вопросы, пожалуйста. Нет, да? Хорошо. Время уже 10 минут 7. Президиум, есть ли какие-нибудь комментарии? Микрофон надо включить. Нам очень было приятно с вами обсуждать все вопросы. Большое спасибо. Спасибо за ваше выступление. Было очень приятно. Благодарю всех вас. Мы очень благодарны, что вы остались до самого конца. Что-то еще? Или нет? Учитывая то, что это... Нам очень плохо слышно оратора, ему надо включить микрофон. Firstly, and I'm really sorry she's not here, firstly and most importantly, Tia and Diana.
Isna, Candy, Ennio Law, Keegan Harrison, PCB Byrne, Sherrard, and Whitney. So thank you all individually and and thank you again for your time in attending. I really hope we're going to meet up again in future years for similar events. I speak for my colleagues from London that say that we would love to return and develop the discussions that we started today. And there'll now be a networking reception, I think, probably same area. Cool. Thank you. Please join us. Yes, sorry, please wait. Absolutely right. Thank you, Stephen. Thank you, the translators. Switch on mic for them. Thank you. Thank you, Stephen, for reminding me. Thank you also for embarrassing me. But you're absolutely right. And I think all of us who've been involved in international events perhaps overlook what a tough job the translators have. Because unlike any of us who are not doing that job, they have to concentrate every single minute of the day. And it's a fantastic skill. It really is. It's, so thank you very much, translators. Stephen, have I forgotten to thank anyone else? No. Because with customary modesty, you not thank Well, no. yourself because of the enormous work that you put in, and that should also be very much recognised. So thank you.